Добрый день, в эфире телеканала АТР «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях сегодняшнего дня, связанных с оккупированным Крымом и нашей страной. И начнем мы с новости. Оккупационный суд так называемого Судакского городского суда Елена Баси приговорила крымско-татарского активиста и члена Меджлиса Эльвира Аметова к 8 месяцам ограничения свободы за якобы незаконное хранение частей огнестрельного оружия. На это уже отреагировала наш омбудсмен Людмила Денисова. Она назвала приговор оккупационного суда в отношении Эльвира Аметова еще одним примером преследования за участие в Меджлисе. Давайте послушаем, что об этом сказала Людмила Денисова. Рішення суду є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримсько-татарського народу. Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував більше 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримсько-татарського народу. Речь идет о Эльвире Аметове, как я уже говорил, о человеке, который много лет воссоздавал у себя дома под Судаком музей крымско-татарских раритетов. Он находил всевозможные экспонаты, связанные с мебелью, посудой и даже элементами средневекового старинного оружия. И вот именно к этому и придрались оккупанты, когда возбудили против него дело, хотя даже то оружие, которое они нашли, было не боеспособным, там оно не действовало, были спилены все боевые его части. И вот с нами на связи Заир Смедля, глава Центральной избирательной комиссии Курултая. Я приветствую вас, Заир ага. Сейчас, видимо, этот сигнал возобновится, и мы сможем поговорить и узнать подробности того, как происходило это так называемое судебное заседание, чем его мотивировали и апеллировали к чему оккупанты, вынося этот приговор, как, собственно, этот приговор воспринял Эльвир Аметов, может быть, об этом нам сможет рассказать Заир Смедля, и он уже... Я надеюсь, снова с нами на связи. Заир ага, я приветствую вас. Да, селям алейкум. Алейкум селям. Вы присутствовали на этом суде, так называемом? Вы знаете подробности, как это происходило, какая была там аргументация у силовиков? Имела ли вообще... Непосредственно на сегодняшнем судебном заседании не присутствовал, но до этого на ряде судебных заседаний присутствовал. Сегодня мы просто были в городе Армянске на суде по делу Мустафы Джемилева. Но я в курсе, что там предъявляется Эльвиру Аметову. Скажу сразу, это лишь повод, там какое-то оружие со сточенными бойками, с разрезанным стволом, что теоретически оно может выстрелить, там какой-то эксперт делает заключение. Я хотел бы тому эксперту дать в руки этот ствол, пусть он его заварит, заштопает и попробует с него выстрелить. Если у него в мозгу потом что-нибудь останется, это только идиот может себе позволить попытаться стрелять из оружия, которое поврежден ствол. Ну, понятное дело, что эксперт заказной, так же, как и сам судебный процесс, потому что нужно было привлечь к ответственности Эльвира ага, то в отношении него там какие-то дела по экономическим, там то что-то не так в его кафе, то до этого у него отняли там рынок. То есть это целенаправленное просто движение, тяжба, да, направленное на то, чтобы запугать и лишить возможности чем-либо заниматься. Ну, эта же история тянется уже давно. Собственно, мы говорим, да, что преследование именно за того, что он член Меджлиса и не отрекся, скажем так, от участия в этой организации. Но вот хотелось бы узнать,
Собственно, почему именно к нему тогда пришли и почему его преследуют? Ну, потому что есть еще, скажем, к сожалению, среди наших соотечественников пара подонков, которые, ну, писали всякие доносы. Писали не только в отношении Эльвира, не только в отношении кого-то других, и в отношении меня, и в отношении Наримана Джиляма. Ну, подонки есть, процессы будут. Ну, переживем. А какого рода эти жалобы, эти кляузы? Это анонимки? Вот, собственно, про вас Ну, что писали там? Где-то анонимки, где-то откровенные доносы, где-то типа, почему еще до сих пор, например, человек, который там признал себя руководителем регионального отделения, да, Меджлиса, не отрекся, не отказался, почему он сегодня на свободе, почему у него там какой-то бизнес идет, то есть или почему Нариман Джилял до сих пор на свободе, почему Заир Смедляев на свободе, почему еще какие-то комментарии дает где-то в каких-то СМИ. Ну, такого рода. Как вы это, вот, когда вот идет речь о вас, как это вы воспринимаете и как это влияет на вас? Ну, если какая-то собака лает, значит, мы на правильном пути, и наш караван дойдет до цели. А вам известно, как Эльвир Аметов отреагировал на приговор? Он как-то это комментировал? Ну, это ожидаемо, он и не ожидал того, что вдруг суд расплачется, извинится, скажет, да, ну мы виноваты, мы неправильно там вас пытаемся привлечь. Ожидаемые вещи. Ну что, будет подавать апелляцию, как отреагирует. Хотя и результат апелляции тоже понятен и ожидаем. Оправдательного ничего не будет. Как он, не то чтобы это, ну да, он будет подавать апелляцию, но тем не менее, что он будет делать со своим музеем дальше? Он будет продолжать работать? Конечно, будет продолжать. Просто, к сожалению, несколько экспонатов, достаточно интересных экспонатов, ну, изъяли из его музея. Понятное дело, они попадут потом в чьи-то другие руки, тех людей, кто производил это изъятие. А есть какие-то подробности? Вот много изъяли из музея или вернули уже? В каком состоянии музей? Нет, не вернули. Не вернули, и это останется как вещдок. Просто я так подозреваю, что даже по завершению всех этих процессов большинство этих экспонатов не вернется. Не так много, но были изъяты. Да? А 8 месяцев ограничения свободы, это что значит? Как это будет происходить? Это значит, с 22:00 до 6 утра он должен находиться дома, потому что в любое время, в это время могут прийти проверить, где он находится, дома или нет. Если не дома, значит, это нарушение уже ограничений, режима ограничения. Плюс запрет выезда за пределы Судакского региона. Плюс обязательство один раз в месяц отмечаться в городском отделении полиции. Благодарю вас, Заир Ага, за то, что были с нами на связи. Заир Смедля, глава Центральной избирательной комиссии Курултая, был с нами на связи. И говорили мы о преследовании руководителя регионального судакского меджлиса Эльвира Аметова, которого оккупационный суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы за якобы хранение частей, незаконное хранение частей огнестрельного оружия, хотя речь идет о музейном экспонате, не боеспособном оружии, не действующем оружии в музее, экспонаты которого Эльвир Аметов собирал не одно десятилетие. Этот музей является достоянием всего крымско-татарского народа. Там собраны редкие экспонаты старинные, но, видимо, это не имеет никакого значения для оккупантов. Им
важен повод для того, чтобы начать преследование человека, который не отказался от своей роли, от своего участия в Меджлисе крымско-татарского народа, несмотря на то, что оккупанты запретили деятельность представительного органа крымских татар в оккупированном Крыму. Сегодня в оккупированном Крыму прошел еще один суд, так называемый суд в Армянске. Продолжает сфабрикованное дело против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Его обвиняют в якобы незаконном переходе российской границы. Речь идет о попытке Мустафы Джемилева из Херсонской области попасть в Крым в районе города Армянск в марте 2014 года. И еще его обвиняют в незаконном хранении и ненадлежащем хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему по старому делу, еще до оккупационному делу, связанным с трагической гибелью соседа семьи Мустафы Джемилева в Бахчисарае, который был вот по трагической случайности погиб от выстрела сына Мустафы Джемилева Хайсера. Это дело было уже завершено еще до оккупации, был вынесен приговор. Но, тем не менее, оккупанты решили поднять это дело и тоже вот включить его в так называемое производство, объединив его еще с обвинением в якобы незаконном переходе границы. Вот подробности этого так называемого судебного разбирательства мы сможем сейчас узнать у адвоката Николая Полозова. Он с нами на связи. Приветствую вас, Николай. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило в этом так называемом суде города Армянск? Ну, сегодня состоялось 34-е судебное заседание по делу против Мустафы Джемилева. После почти полуторамесячного перерыва суд уходил в июле в отпуск. И, наконец, возобновились судебные заседания. На данной стадии доказательства представляет сторона защиты. И фактически судебное заседание у нас началось с замены прокурора. Пришла новая девушка-прокурор, однако она пришла без каких-либо полномочий. То есть не только у нее не было поручения на поддержание государственного обвинения в уголовном процессе прокурора. В этой связи суд объявил перерыв, чтобы были представлены надлежащие полномочия, поскольку защита возражала против рассмотрения дела без полномочий прокурора. Мы не знаем, кто приходит в процесс. Может быть, это какие-то люди, переодетые в прокуроров, не настоящие прокуроры. После перерыва пришел другой прокурор, который был при удостоверении. Поручения у него также не было, но он предоставил другой документ, согласно которому прокуратура Крыма направляет в Армянск дело и дает поручение прокурорам города Армянска поддерживать обвинение. Собственно, после того, как были улажены эти процессуальные моменты, защита пригласила на допрос свидетелей защиты. Сегодня явились два свидетеля защиты. Это Назим Меметов и Нариман Джилял. Первым был допрошен Назим Меметов, который показал, что накануне 3 мая он узнал о том, что Мустафа Джемилев собирается приехать в Крым, и чтобы выразить уважение национальному лидеру, принял решение встретить его. Однако 3 мая ему не удалось встретиться с Мустафой Джемилевым, потому что недалеко от города Армянск дорогу ему и другим людям перегородили вооруженные лица в камуфляжной форме без опознавательных знаков, никого не пропустили. И впоследствии они только выпустили с той стороны, со стороны Херсонской области, какое-то количество людей, которое прошло раньше. Как я уже сказал раньше, Мустафу Джемилева он не видел, но он описал местность, где происходили эти события. По версии обвинения Мустафа Джемилев нарушил государственную границу, но в соответствии с законодательством в России государственная граница должна обозначаться на местности ясными видимыми знаками для того, чтобы любое лицо, которое находится в этой местности, могло понимать, что действует особый правовой режим. Свидетель показал, и это подтвердило показания ряда других свидетелей, которые были допрошены ранее, что никаких знаков, обозначающих наличие государственной границы, нет. Мало того, свидетель полагал в тот момент, что государственная граница между Россией и Украиной вообще-то проходит по фарватеру Керченского пролива между Таманским и Керченским полуостровом.
Нариман Джилялов, это второй допрошенный свидетель, показал, что он также был 3 мая в этот день возле города Армянск. Он встретил Мустафу Джемилева. Фактически он также описал, что людям не давали пройти некие вооруженные лица без каких-либо знаков различия и опознавательных знаков. Они были в форме, похожей на форму украинского Беркута. Также он слышал выстрелы, которые были произведены. Что касается встречи с Мустафой Джемилевым, то недалеко от поста ГАИ, бывшего поста ГАИ, свидетель остановился возле стелы, изображающей Грифона, и там он увидел, что на дороге и по бокам стоят некие сооружения временные. Это будка белая, это какие-то армейские палатки, однако никаких надписей о цели этих сооружений там не было. И отсутствовали какие-либо лица, которые могли бы там осуществлять охрану общественного порядка или выполнять какие-то организационно-распорядительные функции. Когда Мустафа Джемилев прибыл на машине в ту местность, никто у него не спрашивал документы, никто не подходил к нему, не давал никаких разъяснений. Он пообщался с людьми, и потом выяснилось, что фактически его не пустят. Далее шли переговоры с участием Ленура Ислямова, Михаила Шеремета о том, чтобы хотя бы людей запустили обратно. И только после того, как Мустафа Джемилев убедился в том, что всех людей пустили обратно, он уехал. Оба свидетеля, давая характеристику личности Мустафы Джемилева, заявили о том, что Мустафа Джемилев не является личностью, склонной к правонарушениям, что это уважаемый человек, он депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, в прошлом диссидент в советское время и долгие годы преследовался, более 15 лет провел в советских лагерях, а сейчас его преследуют за его открытую четкую позицию относительно непризнания оккупации Российской Федерации Крымского полуострова и непризнания последствий этой оккупации. За то, что Мустафа Джемилев отстаивает территориальную целостность Украины. Ну вот фактически судебное заседание на этом было завершено. Суд принял решение, что следующее судебное заседание состоится завтра, 6 августа. Защита также продолжит представлять свои доказательства. И я полагаю, что ближе к концу августа мы уже будем выходить на прения и последующий приговор. Прошла информация, что в этот суд попытаются снова повторно вызвать оккупационного министра внутренних дел Сергея Абисова, который возглавлял это ведомство с 14 по 18 год, как свидетеля. Вот что вы можете об этом рассказать поподробнее? Да, суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове нескольких лиц в качестве свидетелей. Часть из них – это пограничники, которые присутствовали 3 мая возле города Армянск. И по их первоначальным показаниям, они, правда, потом почему-то не вошли в объем обвинительного заключения, они заявляли о том, что Мустафа Джемилев не пересекал границу, потому что эти пограничники ему это сделать не позволили. Почему следствие исключило эти показания? Ну, совершенно очевидно, потому что у следствия была задача сформировать именно обвинительный уклон. Что касается бывшего оккупационного министра МВД Крыма Абисова, то действительно в ходе исследования вещественных доказательств, а именно видеозаписей с места событий, мы данное лицо наблюдали на видеозаписи, где оно представлялось, и где оно указывало, что государственная граница Российской Федерации проходит по месту, где расположена шеренга, вооруженных людей, которая не пускала людей на встречу с Мустафой Джемилевым. Соответственно, защите интересно узнать, по каким критериям данное лицо определяло, где проходит государственная граница, и если действительно государственная граница проходит там, то совершенно очевидно, что Мустафа Джемилев никак не мог ее пересекать, потому что ни по показаниям свидетелей, ни по исследованным фото-видеоматериалам он к этой шеренге даже не приближался. Ведь это, я так понимаю, повторная попытка вызвать Абисова в суд. Что было с первой? Почему он ее проигнорировал, не заметил? Есть у вас информация какая-то об этом? Суд объявил о том, что предыдущий вызов Абисова, значит, направленное в его адрес извещение вернулось без ответа. То есть якобы его там нет. Суд дополнительно по ходатайству защиты запросил адресное бюро, и оказалось, что действительно тот адрес, который был представлен стороной защиты, а сторона защиты взяла его с сайта «Миротворец», действительно соответствует действительности. Абисов должен проживать там. И в связи с этим ему направили повторное извещение. А повторное извещение на тот же адрес, на котором его нет?
ну, с которого пришел ответ, да. Ну, других, к сожалению, возможностей каким-то образом его разыскать в Крыму у нас нету. Поэтому мы вынуждены опираться на те возможности, которые есть у суда. Ну, мы вместе с вами, благодаря, вернее, вам, следим за ходом этого процесса, и наблюдается такая тенденция, что те свидетели, которые приходят в суд, они свидетельствуют, скажем так, в пользу Мустафы Джемилева и говорят, что не видели никаких нарушений. А свидетели, которые могли бы, ну, наверное, как-то свидетельствовать против, они часто не являются в суд. И это и пограничники в основном, да, которых вызывают. Как вы можете охарактеризовать общую тенденцию, такой общий ход процесса? Вот как он выстраивается сейчас, как вырисовывается картина? Ну, я могу сказать так, что изначально и материалы уголовного дела, и обвинительные заключения формировались, безусловно, с расчетом на то, что будет полный обвинительный уклон. Вместе с тем надо отметить, что председательствующий судья по делу Венера Исраилова, она пытается демонстрировать объективное рассмотрение дела и удовлетворяет те ходатайства защиты, которые другие судьи в Крыму при подобных обстоятельствах не стали бы удовлетворять. То есть пытается продемонстрировать, что дело рассматривается всесторонне и объективно. Однако, не стоит обольщаться на сам ход процесса, важен будет результат. И я думаю, что в ближайший месяц мы уже услышим, какой будет приговор. А на каком этапе сейчас процесс? Вот вы по-прежнему предоставляете свои доказательства, да, доказательства невиновности. Следующий... Да. Что потом? Дело в том, что обвинение представляло свои доказательства на протяжении полугода, даже больше. Сторона защиты начала представлять доказательства только в мае. Фактически у нас было 5 заседаний, когда мы смогли допросить ряд свидетелей. После окончания представления доказательств стороной защиты суд еще раз спросит у сторон, есть ли какие-либо дополнения, и тогда прокуратура сможет представить какие-то дополнительные доказательства. Если дополнений не будет, то будет объявлено об окончании судебного следствия, и суд перейдет к стадии прений, в ходе которых обе стороны выскажут свою позицию относительно исследованных доказательств и относительно в целом судебного процесса. После этого суд удалится в совещательную комнату и выйдет уже на оглашение приговора. Если можете раскрыть какие-то подробности завтрашнего заседания, что планируется завтра? Мы планируем также допросить еще ряд свидетелей, которые должны явиться в суд. Кроме того, у нас еще есть некоторые вещественные доказательства, которые мы хотели бы представить суду, в том числе исследования, подготовленные специалистом, баллистическое исследование. А дальше уже будем смотреть по ситуации, как будет развиваться непосредственно ход процесса. Вот меня заинтриговало слово «баллистические доказательства». То есть, я понимаю, речь идет о стрельбе, которая была в тот день на так называемой границе. У вас есть какие-то... Речь идет о патронах. Дело в том, что один из пунктов обвинения Мустафе Джемилеву звучит так: незаконное хранение боеприпасов. Это по второму этому моменту, да, этого дела? Да, это по событиям 2013 года. В ходе обыска у него дома нашли патроны, которые российские исследователи квалифицировали как запрещенные гражданскому обороту и незаконно хранящиеся. Причем квалифицировали абсолютно произвольно. Ранее мы допрашивали следователя по этому делу, Магомеда Магомедова, и ранее суд исследовал баллистические экспертизы. В самих баллистических экспертизах нигде нет указания о том, что это запрещенные гражданскому обороту патроны. Я напомню, что у Мустафы Джемилева были все необходимые разрешения для того, чтобы он хранил дома и использовал при необходимости огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы, соответственно, к нему. Следователь в ходе допроса показал, что он от себя дописал, что это запрещенные в гражданском обороте предметы, несмотря на то, что этих сведений в экспертизе представлено не было. На вопрос, зачем он это сделал, он сказал: я так вижу эту ситуацию. Поэтому для того, чтобы полностью исключить любую возможность того, чтобы привлечь Мустафу Джемилева к какой-то ответственности за невиновные деяния, а патроны он имел хранить полное право, защита нашла специалиста по баллистике, который подготовил объемное исследование
и в котором подробно расписал о том, почему действия следователя незаконные, и что данные боеприпасы не только соответствуют федеральному закону об оружии, но и соответствуют криминалистическим требованиям, как в прошлой редакции до 2015 года, так и в новой редакции после 2015 года. Фактически эта экспертиза должна полностью снять вопрос о виновности Мустафы Джемилева в незаконном хранении боеприпасов. Я правильно понимаю, что эти два дела, они как-то перемешиваются в этом процессе? То есть, может быть, идут параллельно? Как один судья сразу, получается, пытается разобраться в двух делах? Нет ли каши у обвинения, у судьи в голове вот из-за того, что там все перемешано? Фактически 3 пункта обвинения. Одно касается границы, одно касается небрежного хранения оружия, повлекших тяжкие последствия, и одно касается незаконного хранения боеприпасов. Мы стараемся структурировать доказательства таким образом, чтобы у суда была предельная ясность в восприятии этих доказательств, и для того, чтобы у суда были все возможности для того, чтобы вынести оправдательный приговор. То есть фактически на данной стадии уже становится очевидным, что ни один из пунктов обвинения в отношении Мустафы Джемилева не подтверждается доказательствами. И фактически по приговору будет понятно, мотивирован ли был суд на вынесение априори незаконного обвинительного приговора, или все-таки будет принято справедливое и законное решение об оправдании Мустафы Джемилева по всем пунктам. Ну, вы уже неоднократно говорили, что надеяться на оправдательный приговор сложно в таких условиях. Неужели у вас эта надежда еще остается? Наша задача в данном процессе не только собрать все нарушения и фактически продемонстрировать свою позицию. Наша задача заключается в том, чтобы исключить любые возможности применить по отношению к Мустафе Джемилеву какие-либо формы ответственности, поскольку он абсолютно ни в чем не виновен. И мы настаиваем на этом. Дальше мяч будет на стороне суда. Если суд примет политически мотивированное решение, тем хуже будет для суда. Мы будем это обжаловать вплоть до европейских инстанций. Я благодарю вас за то, что вы подключились к нашему разговору. Благодарю вас. Николай Полозов, адвокат о деле против Мустафы Джемилева в оккупированном Крыму. Оккупанты его обвиняют в якобы незаконном пересечении границы 3 мая 2014 года и небрежном хранении боеприпасов и оружия по старому делу, которое оккупанты возбудили и активизировали весь этот судебный процесс, связанный с инициативой Меджлиса крымско-татарского народа, инициатива, возникшая еще до пандемии 2020 года, провести марш на Крым. Тогда Меджлис призвал всех неравнодушных людей, представителей международных организаций, правозащитников, представителей структур ООН, представителей стран, правительств других европейских стран, пойти маршем в оккупированный Крым для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, единство мирового сообщества, считающее Крым украинским, и продемонстрировать, что Украина никогда не откажется от своего полуострова. Именно после этого активизировались эти дела. И вот Николай Полозов рассказал нам подробности этого дела. Но сегодня в Крыму, скажем так, богатый день на такого рода события. Мы уже говорили об Эльвире Аметове, рассказали о сфабрикованном деле против Мустафы Джемилева. И сегодня еще оттуда пришла новость о том, что оккупанты задержали ялтинскую активистку Людвику Пападополу. Ночью 5 августа ее задержали на админгранице возле Армянска. Ее доставили в так называемое оккупационное главное управление Следственного комитета в Симферополе, якобы из-за того, что она находится в розыске. С нее взяли подписку о невыезде. Ее, как стало известно со слов адвоката Алексея Ладина, ее обвиняют в клевете из-за какого-то поста в Фейсбуке, авторство которого сама Людвика не признает. С нами на связи правозащитник Александр Седов, и, может быть, у него есть подробности этого
происшествия, если так можно сказать. Приветствую вас, Александр, вы меня слышите? Добрый день. У вас есть какие-то подробности, как все происходило, как ее задержали, что с ней сейчас? Вы сейчас, в принципе, сказали почти все, что мне известно в данный момент. То есть, да, то, что задержали сегодня после полуночи, через полчаса полпервого ночи на границе, на одной границе в районе Армянска. То есть в чем ее обвиняют, и какая статья обвинения сейчас пока еще неизвестно, но потому что как проходило у нее в феврале, когда ее проводили по делу в качестве свидетеля за то, что она была просто выпит в социальной сети, и на основании этого провели обыск и забрали идентификацию. Говорит о том, что это дело точно так же сфабриковано, то есть это политическое преследование, в данном случае ищет какой-либо повод для как ограничения свободы перемещения, поскольку допуск ее с одной территории Украины на подконтрольную территорию Украины является ограничением свободы перемещения, так и лишение свободы, поскольку сейчас она находится в ВВС, и завтра, когда будет решение так называемого суда, есть невероятность того, что могут ее избрать и как или содержание под стражей, или домашний арест, что также является лишением свободы. То есть в данном случае налицо явно политическое мотивированное преследование. Сейчас мы стараемся выяснить, в чем именно обвиняют. Ну, это исключительно для того, чтобы понять, на основании чего фабрикуются дела на оккупированной территории. Может быть, расскажете нашим телезрителям, чем известна Людвика, вот, собственно, что за пост и вообще... Ну, она блогер-активистка, то есть она содержит ситуации, группа, в которой ее обвинили, что она там участвовала, это группа, которая занималась фиксацией коррупции оккупационных властей. И поскольку оккупационные власти в данном случае пытаются запретить любую критику в своем отношении, то есть было фабриковано дело в отношении другого человека за якобы ложь. И в данном случае она проходила как свидетель. Сейчас большая вероятность того, что ее обвиняют опять же за один из постов в интернете, который она публиковала, и на основании чего было поводом для того, чтобы возбудить в отношении ее дела. То, что ее обвинили в том, что она якобы находилась в розыске или под подпиской о невыезде, то есть, быстрее всего она об этом не знала, поскольку она вряд ли тогда в случае покинула бы могла поехала бы на подконтрольную Украине территорию, поскольку в любом случае там задержали. То есть, быстрее всего она даже не знала, что она находится в розыске или под подпиской о невыезде, и что в отношении ее возбуждено какое-то дело. Поскольку по последним данным, которые нам было известно, в отношении она тогда проходила по делу как свидетель. В данном случае, то есть, просто сообщили заранее, объявили в розыск, даже не потрудившись ей об этом сообщить в данном случае. И как повод ее сейчас задержали и ждем дальнейших действий оккупационных властей в ее отношении. Известна ли вам какая-то информация о преследовании подобного рода в оккупированном Крыму? Как часто подвергаются таким действиям, задержаниям, спискам? В социальной сети этот повод постоянный, то есть там используется несколько статей административного кодекса, ранее применяли статьи Уголовного кодекса, в том числе применяются статьи Уголовного кодекса за посты, если оккупационные власти рассматривают их как призывы к нарушению территориальной целостности. То есть посты связаны с тем, что Крым – это территория Украины, и необходимо возвращать под контроль Украины. То есть это уже новую статью. А просто связаны с какими-то политическими действиями, с партиями, или организациями, которые оккупационные власти считают экстремистскими террористическими, то в данном случае и преследуются по административам. Это может быть связано как со штрафами, так и с лишением свободы в рамках административных арестов до 15 суток. При этом попадают под преследование как активисты, так и, как в случае с Курбединовым, адвокаты, которые участвуют в защите политических заключенных. То есть это очень распространенная практика, удобная, и в принципе она достаточно широко применяется для преследования инакомыслия на оккупированной территории. И оккупационная власть удобна тем, что ее можно применить практически кому угодно, кто публикует что-либо в социальных сетях, что не нравится оккупационным властям. Может быть, вы анализировали,
Как работают российские спецслужбы в соцсетях? Как они, насколько опасно быть открытым, состоять даже в закрытых группах? Как вот обезопасить себя и распознать бота или, вернее, под какой-то фейковой страницей сотрудника спецслужб, который наверняка же как-то мониторит весь интернет для того, чтобы потом фабриковать такие дела? Ну, прежде всего, да, это закрытые группы, куда имеют доступ только люди, которых вы лично знаете. Общение только через такие социальные сети, ни в коем случае не использовать ВКонтакте, Одноклассники, поскольку именно ВКонтакте является основным поводом в этой социальной сети, является наиболее распространенным поводом для преследований. Вплоть до того, что были случаи, когда людей преследовали по уголовной статье за то, что он комментировал другие посты. То есть налицо то, что не просто отслеживается информация, а быстрее всего ВКонтакте передает информацию обо всей активности какого-то интересующего ФСБ или Центр противодействия экстремизму абонента социальной сети. И в данном случае ВК, я категорически рекомендую ничего не писать и вообще не иметь аккаунта в этой социальной сети в Одноклассниках. То есть это использовали вообще закрытые частные сообщения для переписки или использовать Facebook, но опять же только в отношении тех людей, которых вы точно знаете, которые явно не боты. То есть проверка в данном случае может быть в дальнейшем, если кто-то вам хочет сказать, друзья, вы должны его лично знать. И плюс необходимо уточнить, позвонить каким-то другим методом, узнать, этот человек хочет вам добавиться. Потому что, насколько нам известно, в том числе ФСБ может использовать аккаунт знакомого человека, чтобы добавиться к вам в друзья и в дальнейшем пройти в группу. Хотя это будет просто аккаунт-копия другого человека. В данном случае таким образом получается информация переписки. А Центр противодействия экстремизму в том числе использует, как я сказал, даже факт комментирования других публикаций для преследования. Поэтому надо очень внимательно следить, что общение проходит в круг, который вы лично знаете. Или если это проходит где-то в общих чатах или в общих группах, то стараться не комментировать, если вы находитесь в зоне действия оккупационных властей. То есть в данном случае стараться не говорить на темы, которые могут быть поводом для преследования. А есть ли какие-то рекомендации о том, какой мессенджер может быть самым безопасным? Потому что, ВКонтакте все понятно, он там, с Одноклассниками тоже. Но возникают истории с Facebook, из Telegram, и мы слышали и о давлении на Telegram, и его заставляли тоже принудить к сотрудничеству с российскими спецслужбами. Насколько этот ресурс безопасен? И есть ли ресурс, который мы можем рекомендовать, я не знаю, наверное, так, для безопасного общения? Если говорить о социальных сетях, то особенность социальных сетей в том, что вы все-таки публикуете информацию, которую видят хотя бы как минимум ваши друзья. То есть в том случае надо работать с социальными сетями. Если же говорить о мессенджерах, как, например, Telegram, WhatsApp, мессенджер в Фейсбуке, то я бы рекомендовал Signal, как мессенджер, который более-менее зашифрован, и у него шифрование сигнала, то есть, в принципе, даже если доступ у представителей сигнала о том, какая была переписка, мы будем знать просто потому, что сигнал информация передана зашифрована, и они сами не видят, что именно передавалось, поскольку она зашифрована. Насколько сквозное шифрование применяется в WhatsApp, тем более он не принадлежит никаким связанным с Российской Федерацией структурам, и, в принципе, очень мало вероятности, что он такую информацию передаст. Крайне не рекомендую использовать российские, это e-mail, Mail.ru, Яндекс, ВКонтакте, Viber, который, опять же, информация ФСБ. Сигнал, как вы сказали, Сигнал, в принципе, российская разработка, насколько активно они сотрудничают, Телеграм российская разработка, и насколько они активно сотрудничают с ФСБ, я сказать не могу, поэтому я бы не рекомендовал использовать Телеграм для передачи информации. Тем более в самом Телеграме, опять же, часто появляются боты, которые могут, опять же, заходить в группы, закрытые группы и собирать информацию для
нахождения каких-либо поводов для преследования. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Седов, правозащитник, о преследовании активистки и блогерши Людвиги Пападополо, которую задержали на админгранице, и она сейчас содержится в изоляторе временного содержания. Она, оказывается, находилась в розыске, и ее обвиняют в клевете за посты в Facebook, авторство которых она сама отрицает. Об этом ранее говорил адвокат Алексей Ладин. А мы переходим к другой теме, тоже связанной с оккупированным Крымом. С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу изменения, связанные с въездом в нашу страну правил, которые обусловлены карантинными ограничениями. Вот об этих изменениях, о том, как они повлияют на возможность жителей оккупированного Крыма попадать на материк, мы поговорим с Анастасией Калининой, юристом Крымсос. Приветствую вас, Анастасия. Добрый день. Можете ли нам рассказать о том, что это за изменения и как они касаются правил пересечения админграницы с оккупированным Крымом? Так, звичайно, з сьогоднішнього дня вступили в силу нові зміни щодо перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні. Тепер, коли громадяни України будуть перетинати адміністративний кордон, вони повинні будуть надати українським прикордонникам або сертифікат про проходження повного курсу вакцинації вакцинами проти COVID-19, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, або довідку 063 про перше щеплення вакцинами, які також рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Якщо людина не може надати такі документи, їй необхідно буде встановити додаток вдома та пройти експрес-тестування на КПВВ Каланчак або Чонгар. І якщо це результати цього тестування негативним, то цю людину автоматично знімають з самоізоляції у додатку вдома, та вона далі рушить та пересувається по країні. Якщо такий результат такого тесту негативний, то така людина повинна буде пройти 10-денну самоізоляцію. Такий експрес-тест можна здати як на КПВВ Каланчак, так і на Чонгарі. На Чаплинка наразі не працює і, звичайно, тести там також здати неможливо. Але є виключення. Є виключення для людей, яким не потрібно встановлювати додаток вдома та проходити самоізоляцію, навіть якщо у них немає документів про повне щеплення або про перше щеплення. Такий перелік – це особи, яким не виповнилось 18 років, це учасники зовнішнього незалежного оцінювання, це особи, які мають намір вступити до вищих навчальних закладів або інших навчальних закладів на материковій частині України, це студенти, які вже навчаються на материковій частині України, це одна особа, яка супроводжує такого студента або абітурієнта, який прямує на материкову частину України, це батьки, опікуни або усиновителі, та громадяни України, які бажають пройти вакцинацію на материковій Україні, але за умови того, що в них є запрошення з унікальним ідентифікатором. Вони цей ідентифікатор надають прикордонникам на адміністративній межі і їх пропускають. Далі, як працюють центри тестування на КПВВ. На КПВВ Каланчак пункт тестування облаштований в приміщенні ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг. Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 годин дня. У вихідні та святкові дні можна зробити такий тест у приміщенні Каланчацької лікарні. Тестування таке безкоштовне. На КПВВ Чонгар тестування проводять в приміщенні автостанції представники Червоного Хреста. І таке тестування проводиться з понеділка по п'ятницю з 8 до 4 дня. Також хочемо зазначити, що
вакцинація вакцинами російського виробництва, Спутником В, Епіква, Короною та іншими на території України, звичайно, не визнаються. Щодо, якщо особа хоче вакцинуватися на материковій частині України, є 3 центри масової вакцинації у Херсоні, в ТРЦ «Фабрика», у Херсонській міській клінічній лікарні поліклініка номер 3 та імені Карабелеша та Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних, поліклініка номер 1. Та, звичайно, є ще перелік центрів вакцинації для мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, і де щеплення відбувається вакциною Коронавак. Так, і їх є перелік на сайті і як Міністерства охорони здоров'я, так і на сайті COVID-19. Є такі центри в Генічеській, в Чангарі, в Каланчакі та безпосередньо в самому Херсоні. Загалом їх 6. З собою, звичайно, необхідно обов'язково мати паспорт та код. І таке щеплення безкоштовне. Ну, это вот все описано, как должно быть, да? Так, звичайно. А есть ли у вас информация, как это работает на практике? Удобно ли построена логистика? Можно ли приехать и действительно на КПВВ пройти все эти процедуры? Или приехать там в Херсон и застать открытый этот кабинет? Как это работает? Так, наразі, за нашою інформацією, як на КПВВ Каланчак, так і Чангарі роблять тестування, воно безкоштовне, тести є, їх очікують ще поповнення. Щодо вакцинації, то, звичайно, так, можна записатися як онлайн, так і зателефонувати через месенджері, записатись, отримати ідентифікатор, приїхати та вакцинуватись. Вакцина також є, це Коронавак, але вона є. Це вакцина визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому все добре. Щодо проблем, з якими, наприклад, ми зіткнулися, це вчора і сьогодні, наприклад, люди, які зробили перше щеплення, виїхали до Криму і сподівалися повернутися до другого і думали, що внесуть зміни. І вони, звичайно, не отримали таку довідку про перше щеплення. І навіть якщо якийсь їх родич отримає, то вона, звичайно, не підійде, це потрібна оригінал, то тому їм доведеться здати експрес-тест та встановити вдома, але це не є проблеми, тому що тести є, такі експрес-тести є та робляться. Звичайно, ми слідкуємо за подальшим розвитком подій і наша гаряча лінія працює, ми надаємо консультації людям і вирішуємо проблеми вже по факту, бо сьогодні тільки перший день, і це ось наразі тільки такі проблеми, з якими поки люди стикаються і, звичайно, до нас звертаються. Вот с вашей правозащитной точки зрения, насколько этот механизм удобен и практичен? Я не бачу нічого поганого в цьому. Звичайно, є тільки одна загроза для людей, яких немає, наприклад, української сім-карти, і вони не можуть активувати цю дію вдома. Та, звичайно, для людей похилого віку, які, в принципі, не можуть встановити такий додаток вдома. І вони будуть вимушені проходити 10-денну обсервацію у найближчій лікарні. Але у зв'язку з погіршенням саме епідеміологічної ситуації як в самому Криму, так і на території материкової частини України, то ці дії звичайно обґрунтовані. Я вважаю, що ці дії нашого уряду звичайно обґрунтовані. Ну, кстати, очень часто одно время были жалобы на КПВВ о том, что там не работает Wi-Fi. Вот какая там сейчас обстановка? Есть у вас? Так. Були скарги. Наразі Wi-Fi працює, але, звичайно, ми, коли нам люди дзвонять ще до того, як вони планують перетинати адміністративний кордон, ми радимо їм заздалегідь встановити додаток вдома, щоб не було можливо якихось перебоїв.
І вже активують вони його на кордоні. Але наразі, за інформацією наших моніторів, то Wi-Fi працює. Wi-Fi працює і, інтернет, звичайно, мобільний іноді не дуже якісно працює, але Wi-Fi там є. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Дякую вам. Спасибо большое. Анастасия Калинина, юрист Крымсос. Мы сейчас продолжение нашего разговора о введении новых правил пересечения въезда в Украину. Будем говорить тоже с представителем Крымсос, южноукраинского офиса, непосредственно из Херсона, насколько я понимаю. С нами на связи Алексей Тельненко. Привет. Добрый день. Приветствую вас, Алексей. Вот, собственно, хочется у вас узнать из первых рук информацию о том, как обстоят дела сейчас на КПВВ, что там происходит, как новые правила повлияли на процесс прохождения админграницы. Действительно повлияли, и некоторые люди недовольны, но мы прекрасно понимаем, что, как моя коллега говорила ранее, в связи с обострением и ухудшением ситуации, и эпидобстановкой, как в Крыму, так и на материковой части, это такая вынужденная мера. И многие люди в большинстве своем понимают ситуацию. Плюс ко всему местные жители, которые проживают в районах, прилегающих к админгранице, значительно жаловались на то, что, собственно, крымчане, которые въезжают на материк, могут привозить с собой эти новые штаммы коронавируса. Поскольку, естественно, никакого контроля по въезду на территорию Крыма российских граждан нет, и они, конечно, свободно перемещаются и привозят с собой различные штаммы новые, в том числе вот этот последний дельта, от которого уже в том числе на территории Херсонской области есть смертельные случаи, то есть люди умерли. Если говорить... Есть ли у вас информация о том, какая ситуация с коронавирусом в Крыму? Мы слышим там какие-то цифры, там то 300, то 400 человек ежедневно, там от 11 до 14 каждый день, к сожалению, умирают от коронавируса. Насколько там тяжелая ситуация? Есть у вас информация? Ситуация действительно там тяжелая, и в последнее время динамика там тоже растущая по количеству инфицированных, и тенденции к снижению не наблюдается. То есть каждый фактически день имеют место новые антирекорды по заболеваемости ковидом. Поэтому, в принципе, такая мера по ограничению была абсолютно обоснована. Если говорить о КПВВ, то люди действительно вынуждены ставить приложение. Вы говорите, что есть недовольные, но есть просто недовольные тем, что есть эти нововведения, а могут быть недовольны тем, как это все работает. Все ли работает, удобно ли людям пользоваться, проходить? Смотрите, в данный момент все работает, в данный момент тесты есть. Как мы фиксировали в конце предыдущего периода, когда действовали ограничения, когда тестирование не проводилось в связи с тем, что просто закончились сами экспресс-тесты. И экспресс-тестов было недостаточно на территории Херсонской области. Их нельзя было перераспределить для использования на КПВВ для тестирования крымчан или людей, наших граждан, которые въезжали с территории Крыма на материковую часть Украины. Впоследствии, когда карантинные ограничения были сняты, проблема, собственно, исчезла. Сейчас в наличии по факту на территории Херсонской области есть 35 тысяч тестов для тестирования людей, которые выезжают через админ-границу. В ближайшее время, по информации Департамента здравоохранения, они ожидают пополнения этих фондов. Поэтому говорить о том, что какие-то проблемы в том, что недостаточно обеспечены тестированием эти пункты, сейчас не приходится. Какие проблемы были ранее, например, и с которыми, я думаю, точно так же столкнутся люди сейчас, это часто технические, это человеческий фактор.
часто к нам обращались люди, которые, установив приложение в дома, после прохождения теста не получали уведомления о снятии из самоизоляции, то есть не приходило подтверждение в самом приложении. Это было связано с техническими проблемами. Очень часто это просто неверно был указан номер телефона, на который был зарегистрирован это приложение в дома. Вот, и в связи с этим не приходило уведомление. У нас, в принципе, есть контакты с центрами тестирования как на Каланчике, так и на Чонгаре. Вот это все решается в индивидуальном порядке, и обычно там в течение дня эта проблема решается. То есть если люди сталкиваются с подобными проблемами, мы рекомендуем обращаться к нам на горячую линию, и эти все проблемы, они решаемы. Благодарю вас. Благодарю за то, что рассказали нам о ситуации на админгранице и подключились к нашему разговору. Это был Алексей Тельненко, координатор южноукраинского офиса «Крымсос». Я заканчиваю этот час, чтобы прерваться на перерыв. Смотрите нас на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на наш Patreon, чтобы узнавать больше, чтобы можно было пересмотреть и внимательно прослушать, допустим, те советы, которые сегодня давали нам эксперты из Крымсос. Если вам нужно будет в ближайшее время пересекать админграницу с оккупированным Крымом, увидимся. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Hepimiz xabardık mingen qamırday. Qarışıp qalmayıq bir top çamurday. Kesilip başladık qurğan tamırday. Yaşaymız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba qaynatmak istey. Kenardan qoşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle.
Алладан берілген güzel bu toprak, көзлеріміз gibi ko'rlangan çoqraq, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзінен ağlar, bir көзінен güler. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзінен ağlay, bir көзінен güle. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Добрый день, я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Мы продолжаем наш эфир. Я Роман Спиридонов, и сегодня мы будем говорить об основных событиях в стране, в оккупированном Крыму и мире. И начнем мы с новости от человека, который называет себя президентом Беларуси, Александра Лукашенко. Он заявил о том, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси. Об этом он заявил во время совещания с руководством своих силовиков. Давайте послушаем, что сказал Лукашенко. Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг. Неважно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее. А с нами на связи Дмитрий Васильев, политолог. Добрый день, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Давайте попробуем поразмышлять о том, к чему вдруг Лукашенко сделал такой вот агрессивный, скажем так, выпад в нашу сторону.
Есть ли какие-то предпосылки для этого? Ну, во-первых, есть внутренняя составляющая, на мой взгляд, для Лукашенко. Он пытается еще больше сузить рычаги управления у себя в руках, для того, чтобы все рычаги управления были у него внутри Беларуси. И, грубо говоря, не было никаких ростков в возможной оппозиции. Поэтому ради этого надо показать очень серьезную ситуацию как внутри Беларуси, так и на внешних границах, показать, что против Беларуси сгущаются тучи, и, соответственно, Беларусь нужно защищать от всех вражеских происков и от всех возможных границ, поскольку Россия не та страна, которую Беларусь может считать вражеская, соответственно, все остальные страны, которые окружают Беларусь, должны быть врагами. И Украина как раз является одной из стран, которая граничит с Беларусью. И невзирая на то, как Лукашенко говорит, что это дружеский народ, вроде как там в управлении страной есть те, кто может угрожать. Это с одной стороны, это внутренняя мотивация для Лукашенко. Вторая мотивация, это мое предположение, которое последние несколько дней начинает усиливаться, как такое внутреннее пока что предположение, у меня мало для этого информации, но оно заключается в следующем. Лукашенко сегодня очень удобные руки для выполнения задач, которые стоят в Кремле. Лукашенко понимает, что он Кремлю должен, и, соответственно, если из Кремля звучат какие-то задачи, они должны беспрекословно и моментально буквально выполняться. Поскольку Россия находится в состоянии гибридной войны с Украиной, в очаги этого конфликта нужно, во-первых, они должны постоянно быть, они должны тлеть, либо же разгорать, во-вторых, должны появляться новые очаги. И если мое предположение правильно, к сожалению, Беларусь может быть тем новым очагом, которое может быть очередным местом, очередной локализацией для такой гибридной войны с Украиной от России, Российской Федерации, но уже через Беларусь. Что вы имеете в виду? В Беларуси есть достаточно большое количество скопления российских войск. Беларусь имеет границу с Украиной больше, чем 1 миллион километров. Извините, 1000 километров. Беларусь, очевидно, что сегодня находится в том состоянии, когда и так лидер Беларуси воспринимается как нелегитимный лидер. Поэтому этот лидер может себе позволять что угодно. И если он скажет о том, что Украина начинает какие-то вражеские действия, он может принять какое-то решение защищать Беларусь, например, военным методом на границе с Украиной. Это раз. Второе, то, что произошло с руководителем Белорусского дома в Украине, в Киеве, это также возможная часть той идеи, которая есть, возможно есть, да, это предположение у Российской Федерации как часть гибридной войны для того, чтобы эскалировать отношения между Беларусью и Украиной. С какой целью для России, понятно. Россия хочет возобновить Российскую империю. Кстати, с гибелью Шишова есть разные версии. Одна из них о том, что это месть к Белоруссии, вернее, режима Лукашенко, а вторая о том, что это может быть российской провокацией против Лукашенко, чтобы подставить его еще под больший удар, получить большее влияние на него. Вот вы к какой версии больше придерживаетесь? Или у вас есть своя? Вы знаете, у меня нет четкой версии. Пока нет результатов хоть какого-то следствия, сложно о чем-то говорить. Но мне кажется, что всегда есть какая-то комбинация мотивов того или иного преступления, а учитывая, что то, что мы сейчас с вами обсуждали, геополитическое расположение Беларуси, Беларусь может быть и ее нелегитимный лидер могут быть очень полезным инструментом для Российской Федерации для реализации своих планов и стратегий ведения
гибридной войны. Ну вот, кстати, в логику ваших слов, наверное, укладывается, кстати, и решение Лукашенко закрыть каждый метр белорусской границы. Давайте вот послушаем, что он об этом сказал. Он об этом решении сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе говорил. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Ну, как всегда, ведь логика диктатора заключается в том, чтобы заявить, а сделать наоборот. То есть, когда он говорит, что мы закрываем границы, то есть как раз можно и, наверное, ожидать той угрозы, о которой вы говорите. Да. Но опять же, если мы рассматриваем версию как раз внешнеполитическую, причем которая управляется не из Минска, а из Москвы. Но мы не должны убирать версию, которую мы первую обсуждали. Это внутренняя версия. Да? Поскольку сегодня Беларусь действительно находится в достаточно серьезной изоляции политической, поскольку Лукашенко не считает легитимным лидером Беларуси в большинстве цивилизованных стран мира, в том числе в странах-соседях, и Европейского Союза в том числе, в силу того, что Лукашенко совершил большую ошибку, посадив в Минске или в Беларуси самолет, который летел через Беларусь с одним из основателей Нехты, ну, по сути, поставила Лукашенко перед очень серьезным экономическим вызовом в силу того, что против него определенных руководителей Беларуси и страны ввели очень жесткие санкции, в том числе против Белавиа. А поскольку Беларусь находится в такой жесткой изоляции санкционной, ну, соответственно, у Беларуси возникают очень большие экономические сложности, да и проблемы. А если так, то, соответственно, белорусскому лидеру для, по сути, ну, того, чтобы объяснить белорусскому народу, в чем проблема, приходится брать ту или иную, ну, такую жесткую версию, которую он придумывает и распространяет среди своего народа. То есть он говорит о том, что враги вокруг, они хотят гибели Беларуси, соответственно, мы должны защищаться. И в ситуации, когда ну, есть много страха, врагов вокруг, очень легко именно через эту причину объяснить, почему у Беларуси очень плохо с деньгами и с экономикой. Поэтому я бы не исключал внутреннюю версию, там, свою какую-то стратегию или тактику Лукашенко, которую он сейчас использует, для того, чтобы ну, как-то объяснить белорусам, почему все плохо с экономикой. Как вы оцениваете, насколько он уже увяз в Российской Федерации, скажем так, в зависимости от нее? Ведь были еще недавно прогнозы перед его поездками в Москву, что вот он поедет и Путин там объявит о едином государстве, об объединении каком-то, но этого не произошло. Более того, перед выборами в президента Беларуси, которые, ну, как мы понимаем, были абсолютно грубо фальсифицированы, было очень много предположений о том, что на самом деле в Кремле приняли решение избрать другого президента Беларуси. И эти предположения, они завязывались как раз на тех политических лидерах, которые так или иначе экономически серьезно связаны с Москвой или с российской экономикой. Более того, даже были предположения, что очевидные белорусские оппозиционеры в том числе могут быть намного более тесно связаны с Российской Федерацией, чем это может представляться. Но, как мы видим, ситуация пошла не по этому сценарию, который очень активно распространялся на нашем информационном поле, да и в российском тоже. И, соответственно, это говорит о том, что все-таки на Лукашенко делают ставку. Более того, Лукашенко сегодня абсолютно выгоден для Кремля,
тому, что он становится еще больше должен. Недавно получил 1,5 миллиарда долларов от России, российского кредита. Очень много завязок есть в энергоносителях с Российской Федерации. Ну, по сути, Россия – это единственная страна, которая признала Лукашенко президентом Беларуси. Ну и, соответственно, взамен Лукашенко должен что-то давать обратно. Россия, Российской Федерации. Мы понимаем, что Лукашенко очень яркий и умелый манипулятор. И я думаю, что он очень неудобный ни для Путина, ни для Российской Федерации, ни для Кремля, поскольку раз делал очень правильное заявление с точки зрения объединения Российской Федерации и Беларуси в единое государство, но потом принимал какие-то решения, которые затягивали этот процесс. И очевидно, что изначально у Лукашенко была четкая идея в этом объединенном государстве получить главный пост, то есть президента всего этого объединенного государства. Поэтому Лукашенко, с одной стороны, еще больше должен Кремлю и, наверное, лично Путину, но с другой стороны, он остается быть собой. То есть Лукашенко, который все равно остается большим манипулятором и все равно будет говорить одно, а делать другое, и часто вразрез интересам тех, кто его поддержал, а это Российская Федерация и Кремль. Ну, ведь, как мне кажется, ему бы не очень хотелось раствориться, да, в Российской империи. Как вы сами говорите, он бы хотел, наверное, возглавить это объединение, наоборот. Вот насколько его хватит, насколько хватит у него ресурсов сопротивляться поглощению России? Я думаю, что с его состоянием здоровья он готов бороться еще 10 лет, как минимум, а то и больше. Запала у него хватает. Но опять же, как будет разворачиваться геополитическая обстановка, что будет с Российской Федерацией, что будет с Россией, как будет, возможно, даже меняться власть в России, кто знает, есть много разных версий по этому поводу. Все зависит от очень многих факторов, в том числе, кстати говоря, от фактора тех вот новостей, которые мы слышим каждый день, то с пожарами, то с наводнениями, то с цунами и так дальше. Климат и климатические условия мира меняются. Это будет очень сильно влиять на экономику. Поэтому здесь очень много факторов, которые сегодня вроде как на поверхности, но вот их комбинация этих факторов, она может критически менять ситуацию буквально моментально и абсолютно в неожиданные моменты. Давайте еще попробуем вот проанализировать, потому что всегда интересно, наверное, разбирать такие личности диктаторов, да, вот какими движут мотивы и почему так все происходит. Придя к власти, Лукашенко же прославился тем, что по стране прогремели политические убийства, ну, скажем, даже не убийства, а исчезновения оппозиционных политиков. Исчезали там глава и Центра избиркома, МВД. Он со временем этот имидж как-то сумел превратить, изменить и превратиться в такого добродушного директора колхоза, такого хозяйственного батьку, который там вот, ну, диктатор, ну, такой, который вот хозяйственный, там в Беларуси порядок, чистота и все ухожено. А тут он сбросил уже все свои маски и показал свое истинное лицо. Это потому, что вот он не смог самостоятельно справиться с протестами, и теперь он зависит от России? Или вот что побудило его проявить себя? Да, я думаю, что он проявил себя намного раньше, еще до того, как Европа в нем заинтересовалась и начала постепенно снимать санкции. Мы же ведь помним, что и на предыдущих выборах, когда Беларусь была в очень серьезных санкционных списках, и сам Лукашенко, его называли последним диктатором Европы, намного ранее событий прошлого года и нынешней ситуации. Мне кажется, Лукашенко просто остается самим собой. Мне кажется, что у него есть четкое понимание, что он при его жизни единственный лидер Беларуси, единственный возможный лидер Беларуси. И он эту позицию будет реализовывать всеми теми методами, которые доступны вот на этом историческом этапе. Когда он был под санкциями, он четко понимал, что все равно есть экономическое взаимодействие с разными странами, есть налаженная экономика.
Вот, и он давил оппозицию. То есть мы слышали те страшные истории, которые мы слышали из Беларуси. Потом, когда ситуация начала меняться, и белорусский лидер увидел, что есть вариант снятия санкций за счет того, чтобы на фоне той же Российской Федерации после откровенных оккупаций Крыма и агрессии на Донбассе, можно показать себя как страна-медиатор. Появился Минск, как страна, которая может принимать те же самые самолеты, летящие из Москвы в Киев, например, или обратно через Минск, как страна, которая может продавать России как бы французские креветки или там сыры французские, которые были запрещены в России, и так дальше. Он просто человек, который нацелен на две вещи. Первое, на абсолютную власть, и он понимает, что это возможно только в Беларуси, либо же в том объединенном государстве с Российской Федерацией. Именно почему он согласился подписать документы, когда были подписаны документы об объединенном государстве. И второй интерес – это деньги, это экономика, соответственно, управление всеми потоками. Поэтому, когда он увидел, что потоки можно расширить, он сыграл в такого более цивилизованного диктатора. Даже не диктатора, а просто цивилизованного лидера Беларуси. Потом, когда ситуация начала резко меняться, и на выборах он понял, что он проиграл, все, он вернулся к своему обычному образу. И даже экономический интерес перестал быть главным. Он отошел на задний план. Для него главная задача остаться абсолютным лидером, точнее, абсолютным диктатором. Вот теперь в связи с его последними заявлениями, хотя и так это уже было, наверное, сложно, прогнозировать работу Минской группы, что теперь будет с Минском? Не стоит забывать, что лидер от украинской стороны находится в тяжелом состоянии. Учитывая это, к сожалению, нам придется какое-то время держать этот процесс на паузе. Второе, все-таки есть новый лидер от ОБСЕ, представитель, точнее, от ОБСЕ в трехконтактной группе, который сделал достаточно серьезные заявления, не понравившиеся Российской Федерации. Учитывая такую позицию ОБСЕ и ее представителя в трехсторонней контактной группе, я думаю, что Россия как раз будет пользоваться ситуацией и пробовать держать еще более длинную паузу работы этой группы, потому что они недовольны Финном, который сегодня занял эту позицию. Поэтому я думаю, что будет такая затяжная пауза, учитывая еще геополитические обстоятельства, связанные с Беларусью, всеми санкциями, которые есть против и Лукашенко, и Беларуси. И очевидно, что все понимают, что с одной стороны есть Минск как площадка для урегулирования конфликта на Донбассе, а с другой стороны все понимают, что название площадки сегодня есть абсолютно некомфортная для всех сторон и не совсем правильная с точки зрения и геополитической обстановки, и тех санкций, которые сегодня реализуются против Беларуси и ее непризнанного руководителя. А есть ли какие-то альтернативные варианты Минску? Географические, я имею в виду. И президент Зеленский заявлял, и мы слышали несколько сигналов от наших американских партнеров о том, что эта группа может расширяться, нормандский формат может расширяться, да? Точнее, представителями Америки и Великой Британии. Если так, если будут изменения в этом формате, то я не исключаю, что он может инициировать и какую-то новую платформу для ведения переговоров на более таком неполитическом уровне, да, для урегулирования конфликта. Поэтому надо посмотреть, как будет развиваться идея расширения нормандского формата. Если это будет происходить на наших глазах, я думаю, что и эта новая группа сможет, этот новый формат сможет принять
решения и по платформе для гуманитарного урегулирования и военного урегулирования конфликта, который есть на Донбассе. Ну вот какая бы территория, какая бы страна устроила бы Россию? Вот понятно, что Минск им был очень удобен, и мы с этим тоже соглашались. Ну, до поры до времени это тоже было удобно. Где сейчас? Я думаю, единственная страна, которая сегодня может быть комфортна для России, это, скорее всего, это Казахстан, Астана, как платформа и площадка, потому что это то постсоветское пространство, на которое претендует Российская Федерация. Это та страна, в которой есть очень тесные контакты на уровне руководства, и, соответственно, я думаю, что для России это были бы очень выгодные условия. Если говорить вообще о обозримом будущем этого всего процесса, ну, уже, по-моему, сказано 1000 раз, что это как бы тупиковый формат, но мы вокруг него вертимся, Россия от него не отступает. Вот что в этой ситуации? Есть ли какой-то выход? Ну вот вы уже сказали об одном, о расширении, да, этого формата нормандского. Да. Ну, мы говорим о нормандском формате, да, потому что это высокоуровневый политический формат лидеров стран, который призван действительно к тому, чтобы решить конфликт, урегулировать этот конфликт. Очевидно, что Россия продолжит использовать этот формат для того, чтобы показать и подчеркивать, что это внутриполитический конфликт Украины, будет подчеркивать, что Россия, как страна, которая инициировала Организацию Объединенных Наций, это страна-миротворец, поэтому она в этом формате для того, чтобы смедировать урегулирование этого конфликта, она будет очень активно это использовать в медийной сфере, в том числе в западных странах, для того, чтобы и в тех странах, лидеры которых присутствуют в этом формате, для того, чтобы показать, что проблемы Украины в том, что это страна, которая не может существовать как отдельное государство, что именно поэтому Россия пытается помочь, России не чужд народ, наоборот, она беспокоится об этом народе, и вообще, если бы она взяла правильное административное управление процессами, то все бы наладилось. Россия будет исходить из этой позиции, она будет делать все возможное для того, чтобы этот формат работал долго, как можно дольше и не решал проблемы, которые существуют на Донбассе. Давайте поговорим еще об одном формате, о крымской платформе, которая планируется на 23 августа. А вот уже завтра в Киеве начнется учредительный форум экспертной сети этой крымской платформы. Его откроет первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джипар. И указывается, что на форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Вот давайте послушаем краткую информацию по этой платформе сейчас. Мы можем это сделать? Да. Ну, хорошо. Вот, в общем, мы можем обойтись и без цитаты. Давайте поговорим о, собственно, перспективах. Около 30 стран, если я не ошибаюсь сейчас по памяти, уже заявили о своем участии. Как вы оцениваете шансы этого формата? Ну, я считаю, что это действительно очень правильный формат. Это достаточно хорошая, креативная идея украинского руководства. Мы видим, что действительно в силу того, что, по-моему, 31 страна поддержала Украину в этом формате и стали участниками формата, причем на очень высоком уровне. И это то, что реально беспокоит сегодня Российскую Федерацию и лично Путина. Потому что тема Крыма не уходит с радаров. Благодаря такому формату тема Крыма будет звучать на высокоуровневом, точнее на высоком уровне, будет звучать регулярно и постоянно в информационном пространстве как Украины, так и вынужденной Российской Федерации и той 31 страны, я так понимаю, что формат будет расширяться и больше стран, в него войдут вот тех стран,
где лидеры которых будут принимать участие в этом формате. И для Российской Федерации это проблема, потому что основная коннотация будет говорить о том, что Россия оккупант, и придет время, когда Российская Федерация ничего не будет оставаться делать, как эту территорию отдать обратно в юрисдикцию Украины. Вы так оптимистично настроены? Ну, это вопрос времени. Понятно, что немало воды утечет, которая сегодня актуальна для Крыма и для Российской Федерации. Немало лет, точнее, пройдет. Возможно, даже сменится поколение. Но это логика исторического процесса. Оккупационные территории будут сданы. Если в исторической логике, то, конечно, оптимизм не стоит терять. Но нет ли опасности, что эта платформа, где должны быть подписаны договоры о намерениях, о видении своей ситуации, превратится по результату в Будапештский меморандум, который вроде бы как бы есть, но который никто не выполняет? Будапештский меморандум – это всего лишь один документ, подписанный в результате встреч, совещаний и договоренностей сторон, который, по сути, перестал существовать после подписания этого документа и стал историей. Если мы говорим о платформе, то это регулярно действующее событие, которое будет постоянно иметь какие-то новые свои стороны инициативы. Стороны имеется в виду события в рамках этой платформы. Это долгосрочный процесс, регулярный, с привлечением лидеров стран, высокого руководства стран. И это действительно тот инструмент, который будет очень серьезно влиять на информационную повестку дня и в Украине, и в многих странах мира, и в том числе в Российской Федерации. Поэтому Будапештский меморандум это точно не станет. И это будет действительно та платформа, которая намного более серьезно будет влиять на процессы принятия решений с выгодой для Украины, чем Будапештский меморандум, который мы можем вспоминать в историческом ракурсе. Ну, почему у меня просто такой небольшой скепсис появился? Он вызван вчерашним заявлением имени Джипар, заместителя министра иностранных дел Украины, о том, что в Украине нет денег на ежегодное проведение этого саммита, и что, скорее всего, мы будем искать возможности его проводить на каких-то полях Генеральной Ассамблеи ООН. То есть давайте сейчас послушаем, что сказал имени Джипар. Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами. Вот это наоборот плюс, потому что мы будем там на высоких полях Генеральной Ассамблеи? Или наоборот минус, что мы не сможем? Плюс. Нет, конечно, плюс. Ну, слушайте, Генеральная Ассамблея ООН, любое событие в рамках Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке собирает лидеров стран, лидеров правительств, высокое руководство разных стран. И если действительно, как именно говорит, можно парковать эту платформу в рамках такого большого события, где и так собирается политическое руководство разных стран, это очень хороший инструментарий, это очень хороший вариант. И если Организация Объединенных Наций все-таки, в том числе платформа, которая создавалась как миротворческая инициатива, сможет быть в том числе и местом, где может, по словам, опять же, Эмине Джапаровой, парковаться крымская платформа, мне кажется, это очень хороший вариант. Но я считаю, что не только Организация Объединенных Наций может быть такой парковкой, выражаясь термином Эмине Джапаровой. Я думаю, что здесь могут быть и другие интересные креативные решения, которые требуют серьезных переговоров украинского политического руководства с лидерами западного мира, ключевых стран. И смотреть, какие еще площадки можно использовать для проведения крымской платформы, либо же, возможно, генерировать отдельный фонд с просьбой
о помощи ключевых стран мира как донорской помощи для организации проведения таких платформ по заданному плану и четко сформулированному бюджету. Я думаю, что здесь надо быть достаточно креативными и инновационными для того, чтобы предлагать то, что выгодно Украине с одной стороны, но искать где-то выгода, которая может быть выгодой и высокого политического руководства других стран, принимающими решения о финансовой, в том числе помощи для реализации таких платформ. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру и за ваши комментарии. Благодарю вас. Дмитрий Васильев был с нами на связи, политолог. А сейчас мы к нашему разговору подключаем Георгия Тука, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий с 2014 по 2019 год. Добрый день, я приветствую вас. День добрый. Президент Владимир Зеленский, давая интервью, заявил, вернее, точнее, призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в России, потому что эта территория будет деоккупирована, сказал президент. Вот давайте послушаем, что сказал Владимир Зеленский. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу, та якщо ти вважаєш, що наша справа права нам в Росію, ми росіяни, велика помилка залишатися жити на Донбасі. Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в Російській Федерації. Без України на цій території цивілізації не буде. Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України, поважаєш українську мову, навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець, будь там. Ця земля буде деокупована. Ну вот одно дело, когда говорят россиянам, понаехавшим на оккупированной территории, что вас не должно быть на нашей земле. Но когда гражданам Украины, которые, может быть, даже и настроены против, предлагают им покинуть страну, вот насколько это правильный и государственный подход? С моей точки зрения, это заявление, оно неуместно из уст президента страны. Почему? Независимо от того, какую бы фамилию он ни носил. Как минимум, если исходить из того, что это заявление адресовано жителям временно оккупированных территорий Донбасса, то такого рода заявления, они исключительно только повышают уровень сопротивляемости тех людей, которые проживают на оккупированной части Донбасса и уже получили российские паспорта или планируют это сделать в ближайшем будущем. То есть такими фактически своими заявлениями Зеленский, наоборот, увеличивает степень отторжения этими людьми процесса деоккупации. Абсолютно понятно, что это заявление будет широко освещено и в российских пропагандистских средствах массовой информации, и в тех средствах массовой информации, которые функционируют, несомненно, на самой оккупированной территории. Ну да, кстати, вот я вас перебью на секундочку. Есть реакция депутата Госдумы Петра Толстого. Он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Вот давайте послушаем. Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они вот так хотят в Европу. Ну, конечно, я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно. Украина в нынешнем виде, в оккупированном, в отрезанном от России, не имеет никаких перспектив. Ну вот, я даже не знаю, как это соотносится с словами Зеленского, но это он просто считает, что Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО. То есть там такая идет политика навязывания нарративов о том, что Украины вообще не существует. Что мы можем этому противопоставить? И нужно ли вообще нам бороться с российскими нарративами или идти там своим путем? Вне всякого сомнения нужно, конечно, потому что эти тезисы, они влияют на точку зрения не только жителей оккупированных территорий, но и тех людей, которые проживают на контролируемой центральной властью территории. Я думаю, не составляет большого секрета, в том числе для президента Зеленского, что и среди граждан
Украины, проживающих на контролируемой территории, есть такие люди, которые имеют как минимум 2, а то и 3 паспорта, кроме паспортов Украины. Поэтому делать такие заявления, скажу откровенно, оно было, с моей точки зрения, достаточно неожиданным. И исходя из политического анализа, у меня складывается впечатление, что это заявление было сделано абсолютно не в адрес людей, проживающих на оккупированных территориях, а скорее для граждан, проживающих на контролируемой территории. Оно ложится в контекст реформирования образа Зеленского из образа такого малороса, какая разница, в образ украинского патриота. Мне хочется верить, что среди патриотически настроенных граждан достаточно много умных людей, которые понимают, что смена риторики абсолютно не означает смены внутреннего мира человека. А почему так критично относитесь? Неужели нет сегодняшних каких-то решений и действий, в том числе и президентской вертикали, по восстановлению и субъектности, по наращиванию субъектности Украины и о шагах по деоккупации, связанных с российской агрессией? Я, например, позитивных никаких моментов не наблюдаю. Только что вы говорили о грядущем форуме под названием «Крымская платформа». Но я с первых дней отношусь к этой идее с таким осторожным оптимизмом. Считаю, в принципе, ее полезной. Но насколько она будет удачно реализована, у меня есть большие сомнения. Потому что я до сих пор не услышал от представителей власти, какова конечная цель данного мероприятия. И я испытываю большие опасения, что оно превратится в очередной просто болтологический съезд, который сойдет на нет буквально через пару дней после его официального завершения. Я пока не видел никаких продуктивных идей. Украина не предложила, кроме повестки дня, которую озвучил Кулеба из 3 пунктов, не предложила никаких своих видений, своих решений. А я рассчитывал с самого начала, что создание этой платформы, оно будет иметь конечную цель — это консолидация мирового сообщества для увеличения сопротивления Российской Федерации в ее агрессивных действиях. Но ведь как раз этот саммит и предполагает консолидацию. Предполагается подписание договоров о совместных намерениях, о видении этой ситуации и о подтверждении, скажем так, непризнания оккупации России Крыма. Я думаю, что я не открою большую тайну, если скажу, что ряд стран, которые будут принимать участие в этом форуме, которые с 2014 года на официальном уровне заявляют о том, что они не признают Крым как часть Российской Федерации, тем не менее, их компания, во всяком случае, продолжают вести полулегальный или нелегальный бизнес, вопреки всем санкционным механизмам. И довольно-таки часто вот такие действия, они покрываются официальными властями этих государств. Поэтому я понимаю, что во время первой встречи в таком широком формате подписывать какие-то конкретные документы вряд ли выйдет. Но если все ограничится какими-то просто заявлениями или меморандумами, которые не несут никакой ответственности в дальнейшем, никакой, к сожалению, у меня есть определенный скепсис, что это очень быстро может превратиться просто на, извините, Будапештский меморандум номер. Мы, кстати, только что говорили об этом сравнении с Дмитрием Васильевым, политологом. Он категорически не согласен с этим, потому что все-таки есть большое отличие и, собственно, и по формату, и по сути. И и все-таки и есть же идея перенести этот саммит на поля Генеральной Ассамблеи ООН и уже на том высоком уровне продолжать работу на этой платформе. Сама по себе идея, она достаточно привлекательная, но опять-таки возникает много вопросов
с точки зрения успешности реализации такого подхода. Я не профессиональный дипломат, поэтому мне тяжело оценить возможность и вероятность подобного сценария. Но, по крайней мере, выглядит это достаточно привлекательно. Удастся ли это реализовать и, опять-таки, на каком уровне, это вопрос остается открытым. Можно ко всему относиться скептически, даже к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые принимаются ежегодно по оккупированному Крыму. Но ведь, наверное, просто так устроена реальная политика. На сегодняшний день просто нет прямых каких-то механизмов, способных вот прямо сегодня и завтра решить эту проблему. Увы, абсолютно вынужден с вами согласиться. Более того, у меня есть стойкое убеждение, что если обобщать ситуацию, то такого кризиса в общечеловеческом измерении, я имею в виду кризиса в вопросах безопасности, какой наблюдается сейчас, с моей точки зрения, человечество не испытывало после известной Ялтинской конференции. Неимоверно возросло количество нарушений, взятых на себя обязательств со стороны различных государств. Фактически не работает эффективно и должным образом механизм Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это не только мое мнение, об этом уже говорят открыто во многих странах, в том числе. К сожалению, предложить некую альтернативу очень сложно, да и, наверное, на данном этапе развития невозможно. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий с 2014 по 2019 год. А сейчас с нами на связи политолог Богдан Петренко. Я приветствую вас. Витаю. Сегодня мы обсуждаем заявление человека, который называет себя президентом Беларуси, Александра Лукашенко, где он назвал Украину одной из стран, от которой им будет исходить угроза, и приказал закрыть каждый километр границы, чтобы никто через нее не проскочил. О чем это говорит? О том, что этот режим уже вот весь ушел в себя, вот он выставил наружу свои штыки и будет там сам себя медленно съедать? Или это может говорить о том, что там готовится почва для того, чтобы можно было Беларусь использовать как плацдарм очередной там гибридной, негибридной агрессии против Украины? Я думаю, що це питання заяви варто розглядати з декількох поглядів. По-перше, звичайно, це Білорусь все-таки копіює Російську Федерацію тут у цьому випадку. Тобто йдеться про те, що Білорусь створює, знаєте, такий для білорусів режим осажденої крепості, де фактично цей режим самого Лукашенка, він виправдовується зовнішніми якимись загрозами. Фактично те саме, що відбувається в Російській Федерації, де давайте заберемо зовнішні загрози для Російської Федерації і фактично сама Російська Федерація розвалиться. Я думаю, що це зосередження уваги білорусів на цих зовнішніх проблемах, на зовнішніх ризиках, на якихось там ворогах, які намагатимуться їх переслідувати, для того, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем, які існують насамперед в самій Білорусі, і в тому числі ті, що стосуються не зовсім легітимного Лукашенка. Це по-перше. По-друге, звичайно, я тут чітко погоджуюся з вами, це можливо підготовка якраз плацдарму для того, щоб, скажімо так, для хейтерства з боку Білорусі в сторону України і для заведення в Білорусі, можливо, я не виключаю, а і навіть сам Лукашенко про це говорив, посилення в Білорусі російських військ. Тобто я розглядаю, що все-таки ця заява може мати своїм наслідком, може мати ризиком для України насамперед, те, що нас загрози збільшаться на відстань російського кордону, на відстань білоруського кордону. Тобто нам необхідно буде захищати не лише зі сходу, а і з півночі. І відповідно маємо розуміти, що ми маємо зосереджувати свою безпеку і на ту сторону.
Ще один момент, на який би я хотів звернути увагу, власне, мабуть, така ремарка. Все-таки, мабуть, після вбивства цього Шишова, все-таки, мабуть, хотілося, щоб, може, Лукашенко, коли закриє кордон, то хай він закриває їх з обох боків, щоб сюди не потрапляли диверсійні групи, які, я так розумію, потрапляють з боку Білорусі. І неважливо, чи це будуть групи, чи російські, чи білоруські безпосередньо, але я думаю, що мета у них спільна, і мені здається, що було б все-таки нам би вигідно, щоб він закрив виходи через ліси, і ми мали б менше загроз для України з боку Білорусі, бо на сьогоднішній момент, скільки там Лукашенко не говорив про тонни зброї, які везуться в тому числі з України чи через Україну, те, що він сказав, все-таки ризики існують і для України, і ми це побачили буквально вже на цьому тижні. Ну, давайте проговорим про эти риски. Что это может быть? Ну, насамперед, проходження російських диверсійних груп на території України і з метою, умовно кажучи, фізичного знищення як білоруських активістів, які проживають в Україні, так і російських активістів, які проживають в Україні, і українських активістів, які несуть загрозу для точніше, які несуть спротив, як ведуть активний спротив проти російської окупації. Тобто ми ж пам'ятаємо ці справи, коли підривали українських контррозвідників і в Києві, і в Маріуполі. Це по-перше. Друге, звичайно, це може бути спрямовано на розхитування ситуації. Ну, але, власне, я б не говорив би, що це не занадто великі такі ризики, бо я все-таки схиляюся до варіанту, який Росія переслідувала вже фактично з моменту початку окупації України з 2014 року, коли вона використовує як виконавців саме українських громадян, як виконавців всяких диверсійних актів, всяких актів для вбивств, українських громадян або власне українських громадян, які проживають чи то на контрольованій території, чи громадян, які проживають в Криму, чи проживають на території окупованого Донбасу. Тому більше ризики я бачу для цього. Не стільки для переведення якихось там дійсно диверсійних груп, хоча і в цьому певні все-таки ризики є, бо я гадаю, що лавочка запасних для Російської Федерації, вона все-таки колись обмежиться і доведеться використовувати власні сили, на які, я думаю, що росіяни більше покладаються, ніж на сили, умовно кажучи, проросійських громадян України. А насколько могут быть интегрированы российские спецслужбы с белорусскими? Я думаю, що цілком це залежить від волі самого Лукашенка і від бажання Путіна, в принципі, інтегруватися з білоруськими службами. Бо, знаєте, якщо ми досить часто говоримо про інтеграцію Росії і Білорусі, але забуваємо про те, що, наприклад, Путін досить активно використовує Білорусь саме для того, щоб відвернути від себе увагу. І я думаю, що вона на даний момент йому вигідна. Ми на сьогоднішній момент бачимо, що Лукашенко використовується фактично як ворог номер один, майже вже набуває статусу ворога номер один для Європейського Союзу, що Лукашенко, ще санкції посиляться саме для Лукашенка. І на превеликий жаль, Європейському Союзу дійсно вигідно проводити санкції саме до Лукашенка і посилювати протистояння проти Лукашенка, ніж, умовно кажучи, вести протистояння з такою величезною країною, з величезним ринком, як Росія. Я думаю, що дуже багато політиків європейських, вони з задоволенням сприйняли те, що Лукашенко переступив, скажімо так, Путіна в певній демонізації. І, на превеликий жаль, є такі моменти. Але от до чого я веду? Я веду до того, що от такої інтеграції повноцінної, умовно кажучи, там, як інтегруються федеральні всякі суб'єкти, такої інтеграції швидше за все ще може не відбутися. Тому що на даний момент, доки не відбудеться певна стабілізація міжнародної ситуації саме для Російської Федерації, Путіну вигідно тримати Білорусь як окремий, як умовно кажучи, окремий суб'єкт, який буде дратувати Європейський Союз і таким чином відвертати від себе увагу. І в цьому контексті така інтеграція, вона все-таки буде грати проти цих інтересів Російської Федерації, хоча я не виключаю, що в принципі вказівки Російська Федерація може давати вже і на сьогоднішній момент. І якщо ми говоримо, наприклад, про інтеграцію військових чи спецслужб, то тут я думаю, що може відбутися таке, як і відбувається в ЛНР і ДНР, де Путін фактично повністю контролює всю ситуацію. І мені здається, що може і з Білорусі таке бути, бо де-факто
На сьогоднішній момент Путін використовує Білорусь саме такий, як ДНР от для України існує, да, такий подразник ДНР, ЛНР. От так само Білорусь він використовує для Європейського Союзу, при тому, що Білорусь звичайно має певну суб'єктність, на відміну від ДНР і ЛНР. Тобто, з одного боку, да, я думаю, що певна інтеграція вона відбуватиметься, а з іншого боку, такі формальна незалежність Білорусі, вона зберігатиметься до того часу, доки не відбудеться стабілізація стосунків Європейського Союзу, ну і, умовно кажучи, колективного заходу з Російською Федерацією. Благодарю вас за ваше мнение, за то, что подключились к нашему разговору. Богдан Петренко, политолог, был с нами на связи. Мы говорили о ситуации взаимоотношений Украины с Белоруссией и о возможных угрозах, связанных с обострением этих отношений. Мое время в эфире подошло к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы видеть и знать больше. А буквально через несколько минут эфир программы «Бугунь» продолжит Гульсум Халилова. Спасибо, что были с нами. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Kozumnun nurusun, ey ana vatan.
Бисмиллахир-рахман-ир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларга истеклерини бер, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы шымлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Это поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю вас, пане Володимире. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Салам алейкум. Наш эфир я предлагаю начать со следующих новостей. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси. Давайте послушаем его цитату. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Также, как мы услышали, Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси. Решение он озвучил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе. А какую именно угрозу представляет Украина Беларуси, Александр Лукашенко обосновал следующим образом. Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг. Неважно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее. Пане Володимире, я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру ще Валерія Корбалевича, політичного оглядача білоруської редакції Радіо Свобода, кандидата історичних наук з Білорусі. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Пане Валерию, на ваш взгляд, с чем связано обострение такой враждебной риторики Александра Лукашенко по отношению к нашей стране, Украине? Ну, белорусские власти последовательно создают модель осажденной крепости. И чтобы этот образ был правдоподобный, должны быть враги вокруг.
с севера, с запада, ну и с юга. Вот, с 3 сторон. И таким образом это дает возможность мобилизации государственного аппарата, мобилизации силовых структур, сторонников, ну и дает основания для того, чтобы репрессировать всех несогласных. Да? Поскольку состояние войны, дескать, конфронтации, то нужно уничтожить 5-ю колонну внутри страны. Вот. Эта модель осажденной крепости – это классическая форма выживания всех авторитарных режимов. Режим Лукашенко тут не исключение. Пане Володимире, а на ваш взгляд, какие это угрозы несет нашей стране, Украине? Угрозы, собственно, Украине тут от риторики Лукашенко не идут, не происходит. Но совместные действия нынешнего белорусского режима и Российской Федерации, а именно запланированное на сентябрь военное учение «Запад-2021», они должны пройти по-моему, с 10 по 16 сентября. И под эти учения уже переброшены российские войска на территорию Беларуси, в том числе там, тактические группы и даже танковая какая-то, о танковой дивизии говорят, я не думаю, что полностью, но тем не менее российская техника и войска присутствуют на территории Беларуси. И в принципе мы знаем, что режим Лукашенко полностью, то есть абсолютно практически зависим во всех отношениях от Российской Федерации. И риск для Украины состоит в том, что россияне могут заставить Лукашенко спровоцировать какой-то конфликт, который именно с Украиной, да, и как бы Россия может продолжать войну с Украиной уже не только там в Крыму, на Донбассе, но и, как так сказать, и руками белорусского режима тоже, уже с севера. Я, честно, не хотел бы, конечно, чтобы этот сценарий реализовался, но гипотетически он возможен, по моему мнению. Пане Валерию, еще неделю назад Александр Лукашенко говорил о том, что могут ввести на территории Беларуси войска России, если потребуется, если они почувствуют, что есть некие угрозы территориальной безопасности Беларуси. Насколько это реально? Насколько в ближайшем обозримом будущем мы можем увидеть реальные войска России на территории Беларуси? И о чем это будет говорить? Я думаю, что это сейчас малореально, тем более, что это заявление тут же было опровергнуто пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Вот, довольно-таки в дипломатической форме. Сегодня это невыгодно России, я не вижу в этом никакого практического смысла. Я не ожидаю, что эти сентябрьские учения как-то радикально повлияют на ситуацию в нашем регионе. Я думаю, после прохождения этих учений российские войска благополучно вернутся на территорию России. Вот что более опасно сейчас, это вот конфликт на белорусско-литовской границе. Вот. И тут на обострение идут обе стороны. Литва приняла решение выдворять всех незаконных иммигрантов на территорию Беларуси, а сегодня Лукашенко потребовал ни в коем случае не допустить этого. И это может вылиться в какой-то силовой конфликт на границе. Это гораздо более опасно, и это может спровоцировать действительно очень неприятное развитие событий, тем более, что Лукашенко сознательно идет на конфликт, на обострение, на эскалацию, вот, поскольку это его политический стиль, он не любит уступать, он боится показаться слабым, он всегда ударом отвечает на удар, и в данном случае это может привести действительно к конфликту. Но это может провоцировать очередной жесткий пакет санкций со стороны Европейского Союза? Да, это может, но, видите, Европейский Союз пока очень долго и очень медленно заряжается. И даже вот тот пакет санкций секторальных, который принят, он вступит в действие реально только с Нового года.
наверное. Вот, поэтому пока в пакете санкций идут разговоры такие на уровне риторики, а не на уровне конкретных планов. Пане Валерию, вот что еще у вас хотела спросить. Вы знаете, что 3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционера Валерия Шишова, начиная от европейских парламентариев, заканчивая всеми политическими аналитиками, экспертами. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что это является убийством. Знали ли вы лично Валерия Шишова, насколько он известен в самой Беларуси? По-моему, Виталий его зовут. Виталий, да, простите. Нет, я лично его не знал. Он известен в кругах белорусской диаспоры в Украине, белорусской диаспоры в Киеве. Он там был активным, он организовывал акции протеста, помогал политическим иммигрантам, но в масштабах политического развития самой Беларуси эта фигура не очень известная. И действительно его убийство, а тут все как бы соглашаются, что это убийство, но очень такой странный, непонятная драма, непонятная трагедия. И очень хотелось бы, чтобы украинские правоохранительные органы все-таки расследовали это преступление. Спасибо вам большое, пане Валерию, что нашли время и подключились к нам в эфир. Валерий Карбалевич был с нами на прямой связи, политический обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода», кандидат исторических наук Беларусь. Пане Володимире, если мы говорим об убийстве Виталия Шишова, в этой студии на протяжении нескольких дней звучало огромное количество версий. Ряд экспертов, политиков говорили о том, что это дело рук КГБ Беларуси, другие говорили, что это дело рук ФСБ России. Мало кто говорил о том, что это может быть суицидом. Какая ваша версия? Но я не возьмусь отстаивать какую-то версию. Мне об этой истории очень мало известно. Я не был, опять же, знаком с этим человеком или с его окружением здесь, в Украине. Поэтому какой-то внутренней информации у меня просто нет. А то, что та информация, которая транслируется через средства массовой информации, ну, она в принципе, конечно, стимулирует как бы ход мысли к тому, что это может быть инсценированное самоубийство, то есть убийство с инсценированным через инсценирование самоубийства. И такие случаи, скажем так, они бывали и раньше. И это все похоже именно на почерк, на работу спецслужб. Каких спецслужб? Ну, опять же, тут выбирать, собственно говоря, выбор небольшой. Либо белорусские, либо российские. А могли ли белорусские КГБ действовать без ведома ФСБ России? В принципе, я не исключал бы и такого тоже варианта, но, как правило, поскольку Беларусь, Республика Беларусь, нынешняя, да, Лукашенковская Беларусь, она состоит в очень тесной связи, в том числе в сфере безопасности с Российской Федерацией, поэтому органы безопасности координируют свои действия. Иногда что-то для белорусов делает ФСБ за границей. Ну, например, когда сажали самолет с Протасевичем, то была такая информация, что его из Афин сопровождали не белорусские как бы, представители КГБ, а именно представители российского ФСБ, потому что у них сеть шире, агентов больше, так сказать, покрытие глобальнее, поэтому они могли оказывать свои услуги партнерской спецслужбе КГБ Беларуси. Тут в этом случае, я думаю, что первые наши реакции, они эмоциональные, они понятные, но думаю, что со временем мы можем узнать об этом случае. Но, пане Володимире, если даже предположить, что это дело рук то ли КГБ Беларуси, то ли ФСБ России, каков, на ваш взгляд, мотив? Зачем? Прежде всего, это сигнал показать белорусам,
что Украина для них не является безопасным местом. То есть бежать в Украину и просить здесь политического убежища или просто жить даже, жить обычной гражданской жизнью, для них это тут тоже опасно. То есть это удар по нашим спецслужбам? Ну, это уже другая сторона, это другой мотив может быть, но поскольку, насколько я понимаю, жертва этого убийства, он не был под охраной украинских спецслужб, и мы не можем всех белорусов обеспечить государственной охраной, всех беженцев из Беларуси, я имею в виду, потому что конечно, их очень много. Я о другом хотел сказать, что последний год наметился такой определенный тренд оттока или даже бегства из Беларуси многих граждан, которые оттуда просто уезжают. И немалая их часть пытается осесть именно в Украине. И не только политических беженцев, не только политической оппозиции, но и обычных предпринимателей, малого, среднего бизнеса и даже квалифицированных рабочих. Они тоже уезжают из Беларуси, где им что-то угрожает, что-то мы понимаем, что именно. А Украина, она культурно близка, язык, культура, все как бы понятно, и ужиться в эту среду, наверное, легче и проще, чем где-то в Литве, в Польше или в Германии. Сегодня Александр Лукашенко заявляет о том, что считает Украину угрозой. Мы видим, как режим Александра Лукашенко сегодня находится в такой критической, можно сказать, политической ситуации. Мы видим, как со стороны Европейского Союза вводятся санкции против именно режима Александра Лукашенко и против его окружающих лиц. Вот куда ведет Беларусь Александр Лукашенко? Как долго будет продолжаться этот политический кризис в соседней нам стране? Об этом неплохо говорил коллега Карбалевич. Я, наверное, добавил бы такую квалификацию. То, что мы сейчас услышали в этих цитатах Лукашенко, это носит определенные такие ознаки, признаки агонии, потому что угроза, они говорят, Украина ведет конфронтационную политику по отношению к Беларуси. Где, как где это можно увидеть? Что мы не признаем выборы сфальсифицированные? Что, в чем состоит конфронтационность Украины, абсолютно непонятно. Но в голове Александра Григорьевича, в его представлении, он должен так говорить, чтобы запугивать свое собственное население, чтобы они слились, так сказать, эмоционально с ним, как с диктатором или политическим руководством, батькой, как он себя любит называть, или любит, как его называют, и испытывая такие патерналистические чувства, сгруппировались вокруг него и, так сказать, держали круговую оборону. Но это все как бы в виртуальном шлеме, какой-то дополненной реальности. Вот и белорусские СМИ цитируют Лукашенко, одевается такой своеобразный виртуальный шлем на граждан Беларуси, и они могут жить в такой виртуальной реальности, что Украина им якобы угрожает. Другой момент прозвучал. Вот эти учения военные совместные с россиянами регулярно проводятся, и теперь вроде как бы риторика такая, что это Запад, это НАТО, вот они разворачивают свою инфраструктуру возле границ Беларуси. Но это понятно, это правда, НАТО усиливает свое присутствие на востоке Европы, в том числе на границах Беларуси. Но причина этому не какие-то захватнические агрессивные планы самого НАТО. Это ответ на российскую агрессию против самой Украины, прежде всего. Аннексию Крыма, я имею в виду попытку аннексии, непризнанной аннексии Крыма, и временную оккупацию Донбасса. НАТО вынуждено реагировать на российское поведение таким образом. Ну и поэтому, в принципе, вот такая определенная внутриполитическая истерия нагнетается в белорусском обществе. И теперь они
белорусской властью, я не знаю, насколько это общество воспринимает эту истерию, но, по крайней мере, то, что в информационном пространстве официальных медиа и официальных лиц, таких как Лукашенко и его ближайшего окружения, вот тут мы можем однозначно это читать, считывать и понимать как нагнетание определенной истерии внутри. Так а что дальше? Как долго это может продолжаться? Неизвестно, что дальше. Вот я честно говоря, я понимаю оценку коллеги Карбалевича, что он высказался, что учения пройдут, россияне уйдут назад и все вернется, как было раньше, но так происходило каждый год в белорусско-российских учениях. Так, в этом году может что-то измениться? Они приходили, проводили учения, показывали там свои возможности и уходили дальше. Вот я, честно говоря, опасаюсь, что в этом году может что-то пойти не так. И это потому, что нынешняя Беларусь, режим Лукашенко, вот находясь в такой внутриполитической агонии и внешнеполитической изоляции, они могут что-то такое придумать, чтобы оставить российские войска внутри Беларуси. И конфронтация с Украиной тут как раз и может быть таким поводом для того, чтобы оставить группировку российских войск на территории Беларуси. А вот в чем эта конфронтация может состоять, пока не ясно, непонятно, но вот та бредовая риторика о какой-то агрессивности Украины по отношению к Беларуси, вот она говорит, что какую-то провокацию режим Лукашенко может задумать. Второй против Украины. Второй момент, то, что он сегодня говорил о том, чтобы закрыть границу, и это все было сказано с Украиной, сказано в контексте, что с Украины могут поставлять какие-то оружие белорусской оппозиции, да, он об этом и раньше говорил. Могут что-то там, скажем честно, страхи Лукашенко могут быть, что его просто могут убить. Он, в принципе, год назад сказал, что единственный способ сменить власть в Беларуси – это его физическое устранение. Вот он этого на самом деле и боится. А может ли вот с такой риторикой Лукашенко разорвать экономические отношения с Украиной? Что будет для него мощнейшим ударом в контексте экономики? Дело в том, что Беларусь зависима от Украины экономически больше, чем Украина от Беларуси. Безусловно. Инициатива разрыва экономических отношений со стороны Минска – это, в принципе, экономическое самоубийство. То есть я не думаю, что они на это пойдут, потому что им это точно не выгодно. Взять хотя бы один белорусский бензин или нефтепродукты. Украина является самым большим внешним рынком для белорусских производителей в этом плане. Отказаться от этого рынка – это, в принципе, обречь свою страну на бедность и прозябание. Ну вот такая враждебная риторика, возможные провокации, возможная конфронтация со стороны Беларуси, она может повлечь ведь за собой экономические ограничения? Разве что с украинской стороны. Я повторюсь, не думаю, что белорусы, Лукашенко, они додумаются до того, чтобы осуществить экономический суицид самих себя таким образом. Украина найдет замену белорусским товарам. Там через какое-то время оно все равно найдет. Это ничего уникального в белорусском бензине нет. Да, будет немножко дороже, но это тоже будет бензин, на нем тоже будут ездить автомобили. А Беларусь не сможет заработать этих денег на другом рынке просто. В России там российский бензин, а все остальные с ними просто не будут торговать. Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что Россия полностью поглотила Беларусь? Или же Лукашенко все-таки пытается лавировать в этом вопросе? Он пытается и будет пытаться барахтаться и как-то себя спасать, сам себя за волосы вытягивать, так сказать, из того места, где он плавает. Но все равно мы должны понимать, что он целиком и полностью находится в руках Российской Федерации. Вот они, если захотят с ним, сделают все, что угодно. Просто они этого не захотели пока что, потому что пока что наличие Лукашенко и власти Лукашенко в Беларуси соответствует и совпадает российским интересам. Им выгоден такой президент. Во-первых, он хуже выглядит, чем Путин в России на внешней арене, так сказать, диктатор жестче, так сказать, и Путин может показывать, что он еще какой-то мягче,
немножко внутри страны ведет себя, чем диктатор Лукашенко. Но, с другой стороны, сохранение Лукашенко во главе Беларуси останавливает Беларусь, ну, возможное движение Беларуси на запад, к Украине, ну, какой-то европеизации, какой-то демократизации, вот этих всех процессов, пока Лукашенко находится в власти, Беларуси не будет, просто физически он не позволит их запустить. И это такой своеобразный форпост, буферная зона. Так даже те оппозиционеры белорусские, которые были, они ведь тоже не говорили о какой-то вестернизации, более того, даже придерживались пророссийских взглядов, и даже если мы говорим о том же Бабареке. Частично часть белорусской оппозиции и политической, и новой вот этой волны последнего года протестной, они идеализируют Россию в каком-то смысле. То есть они ждут от нее помощи для борьбы с Лукашенко. Это очень наивный расчет, но он обусловлен тем, что вот такая конфигурация, они не видят, они реально понимают, что Лукашенко полностью находится в управлении в российских руках. Вот. Россия владеет Лукашенко. Она в любой момент его может убрать, в любой момент его может усилить. И поэтому часть белорусской оппозиции наивно апеллировала, наверное, к России в этом плане, чтобы она им помогла. Но то, что произошло в прошлом году в Минске и Беларуси, это очень напоминало попытку такого процесса, который раньше в марксистской историографии назывался буржуазно-демократической революцией. То есть это восстание тех социальных слоев, которые сами себя могут обеспечивать. Это какие-то люди какого-то хотя бы маленького бизнеса, какие-то квалифицированные рабочие, которые умеют зарабатывать себе на жизнь. Это не пенсионеры, это не бюджетники, но вот эти люди, которые могут жить без помощи государства. Они попытались, так сказать, свои экономические ресурсы, свои экономические права немножко перевести в политическую сферу. Еще, кроме того, что зарабатывать деньги на свое проживание, они созрели к идее, что они могут, в принципе, и влиять на политическую ситуацию в стране. То есть просто проголосовать за кандидатуры альтернативные ныне действующему президенту. И это, конечно, очень серьезно пошатнуло политическую ситуацию в Беларуси, и весь режим Лукашенко, стул под ним очень сильно зашатался, потому что таких массовых выступлений, такого широкого слоя населения пока он не испытывал. Были массовые выступления, были раньше, но это были прежде всего политические выступления. А тут вот, по моему мнению, добавился еще такой социально-экономический момент. И мало у нас кто сейчас знает, и мало кто осознает, что социально-экономическая ситуация в нынешней Беларуси уже далеко не та, о которой мы себе мифами можем жить, что там высокие зарплаты, низкие цены. Все наоборот уже. Уже мы пришли сейчас к тому моменту, когда белорусские, даже рабочие, ищут работу не в Беларуси, а вот даже в Украине. Даже в Украине. Хотя мы всегда считали себя, что мы там отстаем по зарплатам. Но теперь это уже не так. Сегодня CNN сообщила о том, что в Беларуси, неподалеку от Минска, сводят вероятный лагерь для политических заключенных. Он огражден 3 электрифицированными заборами. Везде размещены камеры видеонаблюдения. На окнах бараков установлены решетки. Этот комплекс зданий размещен на территории советского ракетного хранилища примерно в часе пути от Минска возле поселка Новоколосово. Оппозиционные активисты уже давно высказывали опасения, что режим Александра Лукашенко начнет строить специальные лагеря для задержанных по политическим мотивам, если обычные тюрьмы будут переполнены. Старший советник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской-Франок Вечерка в комментарии CNN сообщил о том, что возможного будущего лагеря, что идея построения такого места не удивляет, ведь вскоре в стране готовятся новые протесты, именно 9 августа будет годовщина объявления Лукашенко президентом. Что это? Это вот второй Аушвиц такой или что это? Да, это попытка создать инфраструктуру под такой диктаторский режим, где можно было бы, не знаю, как это, содержать своих политических оппонентов. Но дело в том, что Беларусь давно уже
сама по себе Беларусь Лукашенко давно уже является таким лагерем, и там давно уже, даже до этих событий, до протестов, политическая оппозиция либо была в тюрьме, либо была в эмиграции. Третьего варианта у них, так сказать, не было. В парламенте она не была представлена там десятилетиями. Никакая оппозиция вообще. Поэтому постройка такого рода вот бараков, лагерей – это логическое продолжение, потому что они знают, что эти люди есть, они знают, что все не убегут, и всем места в тюрьме не хватит, поэтому нужно увеличивать количество мест. Пане Володимире, совсем недавно представитель российской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о том, что необходимо провести следующее заседание ТКГ в очном режиме. Мотивировал он это тем, что якобы такое заседание будет наиболее результативным. Вчера Алексей Арестович сказал, что это нереально сейчас в нынешних условиях в связи с COVID-19. Вот с нынешней ситуацией, с нынешней враждебной риторикой Александра Лукашенко и так далее, вообще насколько реально проведение следующих заседаний трехсторонней контактной группы в Минске? Есть ли сегодня альтернативная площадка Минской? Ну, я не знаю, что сказал Арестович, просто не знаком. Но если он ссылался на ковид, то это какая-то такая вот нечестный ответ, потому что на самом деле заседания трехсторонней контактной группы не могут проводиться в Минске, потому что в Минске не могут проводиться вообще никакие международные переговоры на сегодняшний момент, потому что внутренняя ситуация в самой Беларуси этого не позволяет. И украинская делегация не может себе позволить продолжением таких переговоров легитимизировать Лукашенко на международной арене таким образом, встречаться в его там президентских владениях, под его, так сказать, патронатом на его территории, и тем более сейчас это все означает, что, я еще раз повторюсь, Лукашенко на самом деле это прокси Российской Федерации, прокси Кремля. Он может бороться там, что-то в чем-то не уступать, но на внешнеполитической арене он точно полностью в российских руках. Проводить с россиянами переговоры на территории квази-России, да, контролируемой России, это было бы неправильно с точки зрения Украины. Поэтому я не думаю, что в ближайший год или в ближайшее время эти переговоры могут проводиться именно в Минске. Более того, за это время участники переговоров настолько привыкли и научились переговариваться, я так скажу, по интернету, по видеосвязи, что никакой необходимости куда-то вообще перемещаться практически нет. Тем более, что переговоры остаются в тупике, и никаких уступок со стороны Российской Федерации не предвидится. Поэтому никуда не надо ехать. Вообще. То есть нужно сохранять нынешний статус-кво? Нужно стоять, во-первых, на своем. Украина и так сделала очень много уступок российской стране за время президентства Зеленского. Следующие уступки будут только ухудшать положение Украины на этих переговорах, а не улучшать. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в России, потому что эта территория будет деоккупирована. Давайте послушаем цитату президента. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу, та якщо ти вважаєш, що наша справа права нам в Росію, ми росіяни, велика помилка залишатися жити на Донбасі. Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в Російській Федерації. Без України на цій території цивілізації не буде. Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України, поважаєш українську мову, навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець, будь там. Ця земля буде деокупована. В Госдуме России отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского. Там сказали, что Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, и что без России на этой территории цивилизации не будет. Давайте послушаем Толстого. Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они вот так хотят в Европу. Ну, конечно, я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно. Украина в нынешнем виде, в оккупированном, в отрезанном от России, не имеет никаких перспектив.
Ну, Петр Толстой признает, что все-таки наша территория оккупирована, я правильно понимаю? Ну, судячи з цієї цитати, так. Тільки він думає, що він може мати на увазі, що вона окупована не росіянами, а, мабуть, українцями. Тут можна похвалити, звичайно, президента Зеленського, він дуже красиво, гарно сказав. Ви з ним согласні? Головне, правильно. Ну, якщо люди хочуть жити в Росії, то в принципі в них було 30 років для того, щоб приїхати жити в Росію. Якщо ніхто їх тут насильно не утримував, ніхто їх не змушував жити в Україні. Якщо людина десь справді не має нічого спільного з Україною і не хоче мати, то її ніхто цього не зможе і не повинен заставляти. Кордони, так би мовити, були принаймні раніше відкриті, але те, що певна деяка непослідовність в позиції теж проявляється. Бо з одного боку ми раніше чули там від Зеленського чи його речників, що там Україна є план А, якщо до Нового року ми на Донбасі там вступить план Б, план Б, план В, С. Кластери. І один з цих, так би мовити, планів передбачав, що давайте тоді відгородимось тут кордоном вже на лінії сутикання і будемо чекати якихось змін, там якась ситуація визріє вже без нас. Тут певні є певні протиріччя, суперечності, але головний політичний посил, на мою думку, який прозвучав, він звичайно правильний. Він дає якусь надію тим українським патріотам, які залишились ще на окупованій території, що прийде час, коли Україна туди повернеться. І на Донбас, і я би додав ще і Крим. Пане Володимире, заметили ли вы смену риторики президента Украины Владимира Зеленского как из человека, пацифиста, который пытался увидеть мир в глазах Путина, который пытался там организовать мир любой ценой, превратился в человека, который сейчас делает такие заявления, говорит о том, что единственным путем решения войны на территории Украины является вступление в Североатлантический альянс Украине, превратился в человека, который говорит, что мы с русскими, украинцы с русскими не являются единым народом. Если бы это было так, то украинский флаг развивался бы над Кремлем и так далее. Вот с чем связана такая смена риторики? Что произошло? Во-первых, президенту Зеленскому нравится, чтобы людям нравилось то, что он говорит. Прежде всего, они, конечно, ориентируются на общественное мнение, и спичрайтеры президента, это, как мы знаем, в том числе и сценаристы 95-го квартала, где он работал раньше до президентства, они пишут ему такие красивые тексты, которые должны нравиться гражданам Украины. И они, даже я хвалю, видите, при всем моем критическом отношении. А смена риторики произошла буквально зимой этого года, в январе, уже практически в конце января. И не только, прежде всего, смена риторики, она была очень контрастна, и мы это еще тогда увидели. С одной стороны, полтора года Зеленский потратил на то, чтобы, возможно, избавиться от своих иллюзий о том, что можно о чем-то договориться со страной-агрессором, просто договориться. Не завоевать, не отвоевать, не отстоять, а договориться методом уступок, путем уступок, каких-то неравноценных обменов, каких-то уступок переговорных позиций, там, той же формулы Штайнмайера или еще чего-то. Отказ от того, чтобы наказывать Россию за захват украинских моряков в Керченском проливе. Он их просто обменял до судебных, так сказать, вердиктов не допустил дела. Обмен, да, тоже Цемаха, свидетелей или участников сбития Боинга российскими военными над территорией Украины и так далее и тому подобное. Уступок было очень много. То есть те позиции, которые были построены до него, до прихождения Зеленского, во времена Порошенко, он их сразу поздавал. Где-то в первые полгода. Но в стране вспыхнули
ну, вспыхнули, не вспыхнули, в общем, прокатилась волна протеста, в том числе и прежде всего перед зданием офиса президента Украины. Были нарисованы красные линии, которые он все-таки, наверное, боится переходить. И прошло некоторое время, изменилась ситуация в Соединенных Штатах, там сменился президент. И именно в январе этого года сменилась администрация в Штатах и сменилась риторика президента Зеленского. Он теперь пытается нравиться не только... В мае Россия нагнетала обстановку, играя на границе. Это тоже сыграло на руку и Зеленскому, и Украине, потому что это опять напомнило миру о том, что Украина в состоянии войны фактически. Но при этом ведь Зеленский... И нужно помогать. Но при этом ведь Зеленский говорит о том, что нужно проводить нормандский формат, нужно разговаривать с Путиным. О чем? Тогда в чем Хороший вопрос. Я не знаю, о чем он собирается с ним еще разговаривать, но, наверное, одного раза в Париже ему показалось недостаточно. Я думаю, что он еще не все сказал. Он, наверное, хочет еще что-то сказать. Тет-а-тет Владимиру Владимировичу. Ну, с другой стороны, в принципе, он так видит работу президента, возможно, чтобы встречаться с другими президентами, думает, что в этом и состоит работа президента. Кстати, поговорим не в результате, а в процессе. Кстати, поговорим еще по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку. А сейчас я предлагаю подключить к нашему эфиру Ігоря Лапіна, народного депутата України 8-го скликання, адвоката та учасника російсько-української війни. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Пане Игорю, президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в России, потому что эта территория будет деоккупирована. Вот ваша реплика относительно этого заявления президента Украины, согласны ли вы с ней? Ну, давайте все-таки хочу зауважити, що держава Україна – це є вільна держава. І в державі України живуть громадяни різних інших країн. У нас є білоруси, у нас на території України проживають вірмени, грузини і так далі. Тому в цій ситуації ця теза, з однієї сторони, вони напевно, що Зеленський хотів бути а-ля трішечки таким націоналістом, таким, що то Україна для українців. Але це не є націоналізм і патріотизм. В цій ситуації це не є позиція самого президента, якщо він говорив, ідучи на вибори, що збирається зшивати країну, що у нас має бути країна комфортна для життя для всіх. В цій ситуації, я думаю, що цими тезами Зеленський навіть, скажімо так, відштовхнув від себе і від нас, від всіх тих людей, які навіть щось сумнівалися, які десь помилилися, можливо, лишній раз крикнули «Путін в біді», а зараз зрозуміли, що це не було хорошою ідеєю і так далі. Тобто цим він не показав лідера нації, а цим він показав просто людину, яка хоче підіграти на якомусь ультраправому електораті і відтяпати собі ще якісь, можливо, 0,5% додаткового рейтингу. От і все. Це моє такі думки з цього приводу, звичайно. Зеленский настаивает на необходимости проведения нормандского формата. На ваш взгляд, есть ли в нынешней ситуации смысл в таком саммите? Дивіться, питання переговорів взагалі вони потрібні. Якщо ми говоримо про те, що все-таки зброя говорить лише тоді, коли вже замовкає дипломатія. Але справа в тому, що Зеленський не виконав усі зобов'язання, які він на себе ймовірно взяв. В першу чергу в Омані. Давайте не будемо забувати про рейс з літаком Патрушева і так далі. Я думаю, що інший ряд зобов'язань він на себе взяв в першому нормандському форматі, тому що я дуже добре пам'ятаю, як Сурков кидав бумаги майже в обличчя Єрмаку з криками, що ми так не договарювались, а отже домовленості якісь були до того. Тобто Зеленський набрався об'язів. Я думаю, що на сьогоднішній день це таке істеричне прагнення зустрічі з Путіним. Він, напевно, думає, що зможе пояснити Путіну, чому в нього не виходить в Україні виконати ці зобов'язання, які він вже на себе набрався. А пояснення буде просте. Йому люди не дадуть виконати тих речей, які він, можливо, ймовірно, на себе взяв. А ми пам'ятаємо, що... Давайте поговоримо про формулу Штайнмайєра, яка з'явилася офіційно, як то кажуть, в нашому
в суспільстві вже в документальному вигляді за підписами учасників переговорних форматів. Давайте поговоримо про ті зобов'язання, які неможливо втілити в життя, тому що поняття амністії бойовикам без наявності покарання для бойовиків, воно взагалі не війде в історію України, хоча б тому, що жоден парламент не ризикне просто так проголосувати для подібних Діві і Мотороли. Ну, не говорю про покійників, але є ще серед них і живі терористи, і бандити, які тільки й чекають, що, можливо, їх хтось поймуть і простять. Не простять. Ну, розумієте, дуже багато крові пролилося за весь цей період. І це стосується не лише мене, як громадянина України, який там поїхав на війну. Це стосується сотень сімей, родичі яких загинули чи взяли участь у цій війні. Ну і саме головне, що все-таки давайте ми будемо відвертими. Поняття добросусідства. У нас є сусід. Поняття добросусідства ніколи вже з Росією не буде. Ну, повірте мені, ну, з Росією ми посварені вже на століття. От просто, щоб це глядачі зрозуміли, і ті, хто ще не розуміє, що не буде того прощення. Тому що без присутності справедливого покарання не може існувати прощення. На сьогоднішній день ті речі, які зробив Зеленський в державі Україна, а ми говоримо про сформування тоталітарного режиму, ми говоримо про поліцейську державу. Я говорю про те, що в системі МВС 347 тисяч працівників порівняні з 220 в системі Збройних сил України в воюючій країні. Ми говоримо про те, що за допомогою монокоаліції сьогодні в Зеленського повністю вся повнота влади. Але справа в тому, що за повнотою влади приходить і повнота відповідальності. У нас прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці Гончарук пише заяву про відставку президенту, не парламенту. Ви розумієте, до чого перевернувся світ в державі Україна? Ми Януковича прибирали з його амбіціями такими президентської республіки. Розумієте? А в нас прийшов Зеленський і за допомогою монокоаліції вони йому все проголосували. На сьогоднішній день ці всі речі, вони не струться. А чорними лебедями для Зеленського буде велике крадівництво, чорним лебедем для Зеленського буде дискредитація державних інституцій, дискредитація воїнів, ветеранів і волонтерів, яких Зеленський особисто виходить на прес-конференції і призначає вбивцями. Чорним лебедем для Зеленського буде справа вагнерівців, справа Чауса. Це все лебеді, які похоронять не тільки рейтинги Зеленського. Давайте не забувати, що проти Зеленського і його оточення, найближчого оточення керівництва держави, порушене кримінальне провадження за статтею «Державна зрада» 111-ю. Богу дякувати, в тому числі за моєї участі. Розумієте? Тобто ці всі речі, вони все рівно призведуть до невідворотності покарання. Пане Игорю, в эти дни мы видим, как наши западные партнеры, в частности Германия, настаивают на необходимости имплементации тех договоренностей, которые достигли по результатам Парижского саммита в 2019 году, и в частности речь идет об имплементации формулы Штайнмайера. В случае, если в Верховной Раде Украины появится закон об имплементации формулы Штайнмайера в наше законодательство, это спровоцирует протесты бессрочные в нашей стране? К чему это может привести? Справа в тому, що це може спровоцирувати не безсрочний протест, а це може спровокувати колосальний вибух. Я вам поясню, і так само, можливо, ваш телеефір дивляться наші друзі з західних країн, вони повинні всі зрозуміти. У відповідності до статуту Організації Об'єднаних Націй будь-які обмеження чи будь-які юридично-правові наслідки мають тиснутися на державу-агресора. Тобто Україна в цій ситуації є держава-жертва. І заставляти нас міняти законодавство, чи міняти Конституцію, чи міняти будь-що у своїй площині юридичній, це суперечить статуту Організації Об'єднаних Націй. І в цій ситуації цього робити не можна, виходячи з міжнародного права і з прав людини. Я це просто звертаю увагу. Тому поняття імплементації формули Штайнмайера говорить про що? Все дуже просто – вибори. Але як ці вибори зробити на окупованій території?
Ну, це, знаєте, це те саме, що можуть бути угоди нікчемні. Справа в тому, що які б зобов'язання на себе не брали переговірники, я наголошую, починаючи від Мінського формату і закінчуючи навіть нашим президентом, допоки це не ратифіковано українським парламентом, ці всі зобов'язання є Фількіна грамота. Інший момент. Будь-які угоди, які підписані під тиском, а я наголошую, Мінські угоди, що перший Мінськ, що другий Мінськ, підписувались під час навали танкової агресії Російської Федерації. Бо 5 вересня ми ще воювали, як то кажуть, під Луганським аеропортом, а вже в 15-му році, коли другий Мінськ підписувався, це вже були в нас Дебальцево, в нас були Донецькі аеропорти, розумієте? Тобто ішла повноцінна агресія Російської Федерації російськими збройними силами, перекрашеними в терористів, бойовиків, там неважливо. Тому що, розумієте, кожен танк, який сьогодні є на території ОРДЛО, це є бойова одиниця, яка закріплена за якоюсь військовою частиною Російської Федерації. І за ним закріплений екіпаж Російської Федерації. Це не просто супермаркет чи десь там купили. Тому всі ситуації, угоди, які підписані під тиском, є нікчемними. Але якщо вони ще не ратифіковані, то вони взагалі туалетний папір, який можна прибити на цвяхові і дивитися на нього. Пане Володимире, мы действительно ведь можем отказаться от формулы Штайнмайера и сказать, что мы не будем выполнять. Даже если и внесут в парламент, то парламент, в принципе, может и не проголосовать. Бачите, справа в тому, що от в міжнародних відносинах, якщо вже держава щось на офіційному рівні, офіційні держави, офіційні особи вповноважені на це зробили якісь заяви, на щось погодились, а потім це, так би мовити, переглядають, відмовляються і скасовують, то така держава потім не може сприйматися партнерами як повноцінний партнер. То тоді це означає, що держава не передбачувана, вона може і так якось якби хитатися, і з ними домовлятися неможливо, тому що вони постійно переглядають свою позицію. Но с Путиным же хотят договариваться. Це репутація. З Путіним хочуть домовлятися, але з інших причин. Перш за все, я так розумію, з страху перед ним. Це трохи інше. А в даному випадку, якщо вже українська сторона сказала, що вона згодна з формулою Штайнмайера, то важко буде відіграти назад без якихось інших поступок в чомусь іншому. Тому я думаю, що найпростіше в цій ситуації просто саботувати виконання цього, так би мовити, добровільно взятого на себе зобов'язання. Добровільного, в лапках я маю на увазі, колега Лапін вже докладно розказав, під яким тиском це все укладалося. І я тут скажу, ще раз уточню, що мінські угоди, вони є угодами, вони є домовленостями, просто зафіксованими на папері. Зафіксованими, але не є зобов'язуючими до виконання жодну сторону. Пане Ігорю, ви хотіли щось додати, я вижу. Так, буквально одну ремарочку. Справа в тому, що формула Штайнмайера прив'язана до Мінських угод, про які я вже сказав, тобто їхню там юридичну нікчемність і так далі. Але я хотів би наголосити, якщо ми вже говоримо про формулу Штайнмайера, яку ми, держава Україна, на жаль, в особі Зеленського, прив'язала сюди, то давайте будемо говорити відвертими. Пункт номер 1 Мінських угод. Припинення вогню. Так. Якщо цей пункт не виконаний, то на цьому можна ставити крапку і казати, що Мінські угоди зірвані з першим пострілом російського танка. І все. І нам не треба йти вже далі говорити про пункт номер 10, 20, 15 чи 11. Розумієте? От в чому сенс. Другий момент. Давайте будемо говорити чесно. Наші люди повинні знати, в чому суть отих кластерних так званих домовленостей, які зараз на себе набрав ще Зеленський. Суть же ж них якраз таки диявол криється в деталях. Він криється в чому? Дивіться, кластери поділили на різні сфери. Безпековий, економічний, гуманітарний, юридичний, ну і далі по тексту. Так от ці ситуації, що нам пропонують в цій кластерній системі? Вони нам, наприклад, 10 кілометрів із 400, 10 кілометрів контролю над кордоном, а ми їм амністію для бойовиків в законодавчому полі, а ми їм там ще якесь там визнання там в юридичному полі Верховною Радою. Вони нам завтра дозволять літати безпілотниками, контролювати кордон, а ми їм маємо зміни до Конституції зробити паралельно. Тобто, в чому небезпека оцих кластерних речей? Вона якраз і полягає в тому, що нам дадуть папер,
папір якийсь там, обгортку від цукерки, а ми їм маємо національне законодавство поміняти. І в цьому саме найбільша небезпека. І те, що Зеленський туди заліз за допомогою великого геополітика Єрмака, розумієте? Він вже туди заліз. І нам це придеться розгрібати. Але громовідвід в цій ситуації в нас дуже простий. Відкриваємо пункт номер 1 Мінських угод і кажемо всім до побачення. Десь так. Зрозуміло, дуже дякую вам, пане Ігорю. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Ігор Лапін, народний депутат України 8-го скликання, адвокат, учасник російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира. 30 августа президент Украины летит в Вашингтон. Каковы ваши ожидания? Увидим ли мы каких-то прорывных решений, двухсторонних соглашений, возможно, какие-то? Что это будет? Ну, як мінімум, це збудеться мрія президента Зеленського про його зустріч з Байденом. Він її довго вимагав, я би навіть так сказав, риторично шантажував Вашингтон там різними фразами. Не буду їх повторювати, але тим не менше, його мрія, мабуть, збудеться. Швидше за все, якщо вона ще не зірветься, ця зустріч в якийсь останній момент. Але те, що вона буде якоюсь там дуже суперпродуктивною чи проривною в українсько-американських відносинах, я в це, на жаль, не вірю і не можу повірити. І ще зараз те, що ми спостерігаємо сьогоднішній, вчора-сьогодні в Вашингтоні перебуває міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, які зустрічаються там з Саліваном, Блінкеном. Так, з радником з питань національної безпеки Саліваном і керівником Держдепу Блінкен, начебто для підготовки візиту Зеленського. Але, як правило, якщо рішення якісь готуються на цій зустрічі, на цей візит, то їде делегація. Ціла делегація широка, в складі різних фахівців, які мають експертизу в конкретних сферах, там безпекові, економічні, фінансові і так далі. В даному випадку поїхали політики, причому тільки керівники, без делегації. Про що це говорить? Що мова на цих зустрічах, на цих переговорах йде не про якісь конкретні документи, які могли би бути підписані під час візиту президента Зеленського, а мова швидше за все йде про те, щоб встановити хоча б якийсь особистий контакт з своїми візаві за кордоном. Причому Блінкен з Кулебою, в принципі, мають такий контакт, і він достатньо продуктивний. Вони є візаві, фактично міністрами закордонних, відповідають, інституційно відповідають за зовнішню політику своїх держав. А от Андрій Єрмак, він не вписується ні в довіру, ні в інституційність, ні в офіційність. Він просто, так би мовити, керівник офісу або апарату президента. І його візаві є Саліван, відповідника, посади якого в Україні взагалі немає. Ну, але неформально Зеленський делегував Єрмаку фактично відповідальність за зовнішню політику. Він його називає зовнішньополітичним радником. І це дає, в принципі, підстави для такого роду зустрічей. Але не дає довіри, на превеликий жаль, американського Білого дому ні до Єрмака, ні до Зеленського. І це причина в попередніх їхніх діях, в контактах неформальних з Дональдом Трампом, з процедурою імпічменту останнього і так далі, і тому подібне. Тобто, на превеликий жаль, те, що вже було зроблено, я вже про це говорив, так само, як з формулою Штайнмайєра, якщо вже було сказано, то назад це слово не забереш. Те, що було вже зроблено президентом Зеленським і його керівником Офісу, його теж вже назад не переграєш. Тому, на превеликий жаль, я думаю, що візит буде більше протокольним, ніж продуктивним. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсагул, у нас Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на русском и крымстарском языках. Не пропустите Корушкинча.
Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Қырым-татарым, bu buyuk bir gururumdur. Қырым-татарым, қатырам ecdadımdan miras olgan gayret. Қырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін sen nice bela ve felaket. Көрдің icret, akaretler, ama yıkılmay. Baş egmey, erşege karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım-Tatar adım. Kırım-Tatarım, yüregim kuneştir. Bulut örtse bile, sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzde. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım-Tatardır milletim. Марифчы, нешырчы, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 senesi dünyaya geldi. O ilki tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitelerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım-Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендimiz саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Milli mekteplерімізде соқыныз. Анализаныңызға tercümeyediniz. Binaenaleyh Avropa'ya gideceğinizde bir-birinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. А следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И подписывайтесь на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжить нашу работу на информационном фронте. А я рада представить гостя, который подключился к нашему эфиру онлайн, радианский разведник Юрий Швец. Юрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Гульсум. И здравствуйте, приветствую украинских зрителей. Приветствую. Юрий Борисович, я бы хотела начать наш эфир с глобального вопроса. Как вы сегодня видите современную, прогрессивную, нормальную спецслужбу, которая должна быть и работать в нормальной, прогрессивной, цивилизованной стране? Какой она должна быть? Это очень сложный вопрос, Гульсум. Я боюсь, что такой спецслужбы в мире в настоящий момент, к сожалению, не существует. Но если так анализировать ближе к идеалу, что ли, с моей точки зрения, я бы сказал, что скорее это Моссад. Почему Моссад? Потому что это небольшая спецслужба. А чем больше спецслужба, тем она по умолчанию менее эффективная, более коррумпированная и менее управляемая. Кроме того, перед Моссадом стоят конкретные задания, задачи и большие задачи. Страна фактически находится в течение длительного времени почти во враждебном окружении, почти в состоянии войны, и поэтому главная задача Моссада — сохранить страну в этой войне, а не коррупция, не получить там взятки, поборы с израильских бизнесов и так далее. То есть однозначно, с моей точки зрения, Моссад. Одна из самых неэффективных, я бы сказал, это российские спецслужбы и, к сожалению, украинские спецслужбы в лице, прежде всего, СБУ. Вот к СБУ и к ФСБ давайте остановимся на этой теме подробнее и обсудим. Вот вы человек, который знает работу советских спецслужб, как человек, который понимает, как организована работа спецслужб в странах постсоветского пространства. Что можете сегодня сказать о современной спецслужбе Украины, о службе безопасности СБУ? Что не так с нашими спецслужбами, на ваш взгляд?
Да, они деградируют, к сожалению, из года в год, от одного президентства к другому президентству, как и вся система управляемости государством в Украине. То есть некомпетентность, она растет, как снежный ком. Ну, если еще, скажем так, включая президентство Кучмы, там еще держался этот профессионализм на старых кадрах, которые, ну, может быть, идеологические, к Ямаса, может быть, претензии, но они знали свою работу в профессиональном плане. А затем вот происходила постоянная неуклонная деградация. Она достигла своего апофеоза во время президента Януковича, когда ФСБ практически проникла в СБУ, поставила СБУ под свой контроль. В известном здании на улице Владимирская при Януковиче была комната, куда заходили только офицеры ФСБ. Туда даже СБУшников не пускали. Из той комнаты они контролировали всю компьютерную систему СБУ, которая включала весь агентурный аппарат, список личного состава и так далее. То есть это была просто катастрофа. С тех пор какие-то меры были приняты, но пришла к власти, так сказать, новая плеяда, что ли, не совсем компетентных людей. Я вам скажу так, спецслужба — это такой зверь, вы можете собрать туда в оперсостав исключительно высочайших профессионалов, Джеймс Бонд, Штирлиц и так далее. Но если вы сверху над ними поставите не профессионала, скажем так, овцу над прайдом львов, то это будет спецслужба овцы. Вот так, к сожалению, происходит. И помимо этого, нарастания непрофессионализма, еще одна болезнь – это коррупция. А коррупция идет от того, что СБУ, как и российские спецслужбы, занимаются тем, чем им не надо заниматься. Контролем якобы за экономикой, борьбой с коррупцией. И вместо борьбы с коррупцией спецслужба превращается в генератор и покровитель коррупции. У нас сегодня в стране говорят о том, что назрела, наконец, реформа Службы безопасности Украины. И большинство экспертов говорят о том, что СБУ нужно концентрироваться только на разведывательной или контрразведывательной деятельности и не должна иметь абсолютно никаких правоохранительных функций. Я имею в виду функции, как, к примеру, досудебное расследование и так далее. Вот как вы думаете, такие изменения, такая реформа могла бы эффективно повлиять на работу Службы безопасности Украины? Безусловно, такая реформа давно перезрела, потому что если взять, к примеру, спецслужбы западных стран, Соединенных Штатов, Великобритании, они занимаются разведкой, вот в Соединенных Штатах это ЦРУ, контрразведкой, это ФБР. Ни одна из спецслужб Соединенных Штатов или Великобритании не занимается экономическими вопросами. Вернее, как, они могут заниматься как-то, если они обнаружат, что враждебных спецслужб, да, с целью подрыва глобальной экономики. Ну, может быть, такое случится. Хотя я ни разу об этом не слышал. Юрий Борисович, вы наверняка знаете, что у нас в Украине несколько дней назад, 3 августа, произошло ЧП. Убили одного из оппозиционеров Беларуси, Виталия Шишова, а точнее нашли его повешенным. Естественно, многие политики, аналитики говорят о том, что это дело рук КГБ Беларуси. Ряд говорит о том, что это дело рук ФСБ России. Очень мало кто говорит, что это суицид. На ваш взгляд, что произошло с Виталием Шишовым? Мне трудно судить, потому что, насколько я понимаю, расследование находится на самом начальном этапе. К сожалению, такого типа преступления или происшествия, они редко заканчиваются быстрым достижением, быстрым раскрытием. Ну вот пройдемся так в плане оперативного разбора, предварительного ситуации, пройдемся по тем пунктам, которые вы обозначили. Самоубийство. Я не знаю. Потому что, чтобы говорить о самоубийстве, нужно знать этого человека, каким он был, особенно накануне самоубийства. Поэтому мне судить трудно. Но, с другой стороны, знаете,
выходить на пробежку, чтобы повеситься где-то в парке. Если человек совершает самоубийство, он может тихо это сделать в своей собственной квартире или в номере гостиницы. Для этого не нужно идти на пробежку и демонстративно вешать себя в парке. Что касается происка белорусских спецслужб. Ну, если исходить из того, кому это выгодно, вот это убийство, я очень сомневаюсь, что это выгодно Лукашенко. Это последнее, что ему нужно было бы. Потому что страна сейчас, я имею в виду Белоруссию, она в осаде в связи с санкциями, в связи с известным инцидентом с посадкой из самолета и задержанием там оппозиционного блогера или политика. Я не думаю, что это вот сейчас самый разгар. Я знаю, что Лукашенко принимает усилия, отчаянные усилия, чтобы как-то выкарабкаться из этой ситуации, в которой попал его режим и он сам. И ему, никак, я не вижу здесь его личного интереса. А вот что касается ФСБ российских спецслужб, тут прямо вот все об этом прямо кричит. Вот для них это нужно. С точки зрения Кремля, Кремль прилагает недюжинные усилия для того, чтобы осуществить аншлюз Белоруссии. Сейчас очень удобный момент. По моим наблюдениям, вот эта провокация с посадкой самолета... РНР. Да, посадка этого самолета и арестом оппозиционного деятеля, блогера, журналиста. Там не обошлось без ФСБ России или СВР России. Почему? Потому что для того, чтобы проследить за этим блогером, который находился в Афинах, нужно было там иметь своих опытных работников, которые знакомы с Афинами в плане проведения успешного наружного наблюдения. Вот там разговоры, что послали в любую страну наших Джеймса Бондов, я имею в виду белорусских, они так сработали. Нет, это так не работает. Когда, скажем, я приехал в Вашингтон в первый раз, мне дали 3 месяца, чтобы я ознакомился с городом. И в это время я не должен был ничего делать, чтобы не наделать глупости. И если бы мне сразу сказали, что тут вот оппозиционный журналист, если надо за ним проследить, это было бы Mission Impossible. Вот, поэтому я вижу опять-таки, очень предварительно, я вижу заинтересованность потенциальную Кремля и российских спецслужб. Ну и вот я бы вел расследование объективно, но очень обратил бы внимание на вот эту возможную линию. Юрий Борисович, а разве КГБ Беларуси и ФСБ России это не одно и то же? Они не могли действовать сообща? Трудно сказать. Здесь нужно знать просто степень проникновения российских спецслужб в КГБ Беларуси. Я знаю, что это головная боль Лукашенко, потому что Россия – это для Лукашенко тот союзник, который может быть хуже врага. И спецслужбы России, они могут быть не столько союзниками, опять-таки, сколько его врагами. Я не знаю, кого он больше опасается, ЦРУ Соединенных Штатов или ФСБ и СВР России. Я подозреваю, что российских спецслужб он подозревает больше. Поэтому он регулярно в ходе своего президентства перетасовывал свои спецслужбы. Прежде всего для того, чтобы не допустить проникновения туда российских спецслужб. Но я думаю, что оно происходит. То есть проникновение российских спецслужб, безусловно, белорусские есть, но я не думаю, что это одно и то же, потому что Лукашенко их тасует. А на ваш взгляд, насколько спецслужбы ФСБ России инфильтрованы в спецслужбы СБУ? И я не скажу, что сейчас они инфильтрованы, то есть в плане продвижения массового. Инфильтрация подразумевает массовое, так сказать, агентурное проникновение. Я не думаю, что это массовое проникновение, как это было при Януковиче, но агентура российская и прежде всего СБУ, она широчайше представлена в высших эшелонах власти и во всем политикуме. Скажем так, в политической и бизнес-элите Украины. И, к сожалению, я должен сказать, что я знаю, я слежу за украинскими средствами массовой информации, за телевидением, много разговоров о том, как построить Украину будущего, но пока не будут решены две главные задачи в Украине, то никакого будущего у страны не будет, независимости не будет. Первое, надо вычистить
политическую элиту страны от российской агентуры. Второе, нужно побороть хотя бы коррупцию на самом высоком уровне государства. А вот если мы говорим о вербовке представителей руководства постсоветских стран, Украины в том числе, как это происходит? Ну, в России в отношении Украины наметилась очевидная тенденция. Эта тенденция, я ее называю труба. Это вот эта самая труба, газотранспортная система Украины, по которой российский газ через украинскую территорию шел на Запад. И вы знаете, что начиная с 90-х годов, где-то к середине 90-х годов, всегда создавалась какая-то прокладка, которая отсасывала из этой страны, из этой трубы огромное количество средств. Речь шла о миллиардах. Так вот это... Я знаю, кто был инициатором одной из первых вот таких прокладок. И это была агентура российских спецслужб, конкретно службы внешней разведки России. И вот через эту трубу происходило коррумпирование высших представителей украинского государства, украинской элиты со всеми вытекающими последствиями. То есть коррупция это главный инструмент влияние и подчинение Украины Кремлем и российскими спецслужбами. Сейчас ирония судьбы. С одной стороны, это плохо, что Украина может быть в обозримом будущем лишится этой трубы, и газ пойдет через потоки, там северные всевозможные. Но с другой стороны, это лишает Кремля одного из основных орудий подчинения украинской элиты. Я думаю, вы имеете огромный бэкграунд и богатый пласт информации. Вот на ваш взгляд, кто с нынешних высокопоставленных лиц Украины может работать в интересах России? Кого вы наблюдаете? Ну, откровенно говоря, это с моей стороны было бы непрофессионально сейчас называть конкретные имена, фамилии. Я их знаю. Потому что мне уже американцы их называют, эти фамилии. Это люди, которые играют значительную роль в управлении государством, включая внешнюю политику. Но с моей точки зрения, с моей стороны, было бы непрофессионально называть их. Да, я понимаю. Ни к чему хорошему не приведет. Вот, знаете, контрразведка, разведка не любит тишину, так же, как и бизнес, да? Нужно делать все по правилам и в тишине. Когда это все превращается в хайп и выносится на улицу, это самый действенный способ это дело погрести, да? Угробить. Я вам просто скажу, что эти люди настолько очевидны, и их усилия настолько очевидны, что, опять-таки, мне американцы их уже называют. И вот говорят, что, слушай, ну как-то мы не знаем, что делать. С одной стороны, Украина говорит, что ее представители, мы хотим в НАТО. Но если они войдут в НАТО, то в НАТО, если так будет ситуация, как сейчас, войдут якобы украинские представители, но они будут агентом Кремля. И то, что мы сегодня обсудим в Брюсселе за закрытыми дверями секретные планы НАТО, через 2 часа узнают в Кремле. Вот как это возможно, понимаете? Вы про Вагнергейт? В частности, да. В частности, да. Юрий Борисович, вы затронули тему Северного потока-2, тему трубы. Я вот хотела бы продолжить в этом контексте несколько вопросов с вами обсудить. Вы знаете, что совсем недавно Соединенные Штаты Америки и Германия сделали совместное заявление относительно завершения строительства Северного потока-2 в Украине. Руководство Украины говорит о том, что Северный поток-2 представляет угрозу национальной энергетической безопасности Украины и не только, а всего европейского континента. Как Путин, на ваш взгляд, может использовать против Украины, против Европы Северный поток-2 в случае, если его достроят, очевидно, его достроят и введут в эксплуатацию? Ну, это понятно, потому что газ, эта труба, это давно было орудием политического влияния Кремля. Еще во время Советского Союза, я помню, учился еще в
так называемой шпионской школе, когда один из преподавателей нам говорил, ну газ-то идет, но крантик, он говорил, крантик-то у нас, всегда нужно его перекрыть. Ну, а Путин использовал этот крантик, он уже перекрывал, поэтому все это известно и все это понятно. Вопрос лишь в том, то есть возможности его, с тех пор, как только эта труба, то есть газ пойдет напрямую, минуя Украину, возможности Путина, Кремля в этом плане значительно увеличатся. Но с другой стороны, понимаете, Путин сегодня и Россия сегодня — это не Россия, которая была в 2013-2012 году. Чем она отличается? Страна повязана санкциями. Как бы они там ни хорокорились в Москве, эти санкции как горота, они медленно удушают Россию. Россия теряет в значительной степени кредиты, дешевые кредиты, которые раньше были доступны. И, может быть, самое главное, они теряют доступ к новейшей технологии. Вот эта технология, она убивает просто надежды России на будущее. То есть им нужно избавиться так или иначе нужно избавиться от этих санкций. Это было основное направление внешней политики России, основная надежда при президенте Трампе. Поэтому я думаю, что если только не представить каких-то катастрофических катаклизмов в международных отношениях глобального масштаба, Россия вряд ли будет использовать вновь возникшую ситуацию в качестве орудия политического давления на Европу. Но она будет использовать эту трубу, этот газ в качестве инструмента коррупции, как вы только что обсудили, она использовала в значительной степени против Украины. Что касается Украины, то да, главная проблема сейчас в связи с американо-германскими договоренностями по этой трубе, по Северному потоку, она состоит в том, что это представляет собой экзистенциональную угрозу безопасности Украины. И вот так и должен быть поставлен вопрос во время предстоящего визита президента Зеленского в Вашингтон. То есть это решение, которое принимала Германия и Соединенные Штаты, исходя из своих внутренних, так сказать, потребностей, она реально ставит под угрозу национальную безопасность Украины. Украина, это европейская страна, тем самым ставится под угрозу безопасность всего европейского континента. А как вы думаете, может ли Кремль организовать некую диверсию, спецоперацию на нашей ГТС? Потому что мы ведь понимаем, что так или иначе, согласно нормам третьего энергопакета, Россия не может прокачивать то количество газа через Северный поток-2, которое, в принципе, определено и согласно нормам третьего энергопакета. В любом случае придется какое-то количество объема газа качать через ГТС Украины. Вот, кроме форс-мажорных обстоятельств. А это может быть диверсия, на ваш взгляд? Да, может быть. Вполне может быть. Поэтому нужно держать ухо востро. И для этого нужно иметь квалифицированную службу безопасности, которая бы следила за этим. Угу. Как вы думаете, если все же Кремлю удастся вывести нашу ГТС из игры, стоит ли ожидать прямой конфронтации, нападения на нашу страну со стороны Кремля? Или же Путин — это не война, а вот спецоперация? Я очень отрицательно отношусь к тем иногда экзальтированным высказываниям или посылам, что нападение Путина на Украину, масштабная агрессия практически неминуема, и вот она вот-вот произойдет. Это, я считаю, одно из направлений активных мероприятий, которое проводилось Кремлем еще со времен Советского Союза. Это пугание Запада, сейчас Украиной, страшным всесильным Кремлем, который, если вы не согласитесь сейчас на формулу Штайнмайера, придет злой Путин и вас всех съест. Это кремлевская пропаганда. У Путина нет достаточных количествах ни живой силы, ни техники, чтобы осуществить массовую агрессию, потому что гибридным способом осуществить массовую агрессию против Украины Россия не может. А пойти на открытую агрессию с использованием регулярных вооруженных сил она вряд ли рискнет.
учитывая то, что мы сейчас обсудили, она и так не знает, как вылезти из этих санкций. А если она осуществит открытую агрессию, то это уже будет агрессия. Это будет уже статья, резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 1974 года и признание страны агрессором по этой резолюции. Это страшные санкции. Это SWIFT летит, это тот же Северный поток летит, это возможная эмбарго на поставку энергоносителей из России. Это катастрофа. То есть это конец путинскому режиму. Они на это вряд ли пойдут. Но это не значит, что нужно расслабиться и ничего не делать. Порох нужно держать сухим. Вооруженные силы Украины должны всегда быть в полной боевой готовности. И я вот как-то недавно выступал по украинскому телевидению и сказал, что за это время, 7 лет, собственно говоря, пора уже, поскольку Украине противостоит враг, который намного более многочисленный, у него больше денег, у него больше вооруженных сил. И вот в таких ситуациях, как показывает история, пример других стран, в частности Израиля, создается оружие судного дня. Сейчас нет договора международного, запрещающего ракеты средней дальности. У Украины есть прекрасные возможности в создании этих ракет, и я не вижу причин, почему бы Украина сейчас не могла бы создать несколько таких ракет, нацеленных на резиденцию Путина, включая Кремль. Юрий Борисович, в начале нашей беседы вы сказали, что спецслужбы России, а именно ФСБ, еще больше деградировали. Почему? Так страна такая, ведь страна построена на коррупции. Потому что ложь и коррупция – это фундамент путинского режима. Какой режим, такие у него и спецслужбы. Таких людей не набирают. Нынешнее ФСБ – это намного хуже, чем КГБ СССР. О, это небо и земля. Я вам скажу по собственному опыту. Так. Как только спецслужба начинает заниматься бизнесом и экономикой, это крах. Это уже не спецслужба, потому что они начинают думать о деньгах, деньги становятся главным, их бизнес-проекты становятся главными. ФСБ сейчас и ее высший состав, они управляют миллиардами долларов. Это полный рабочий день. На все остальное, это, как в Советском Союзе говорили, по остаточному принципу. Останется у них чуть-чуть времени после управления своими деньгами подумать о чем-то другом, они будут заниматься. Поэтому, вот вы смотрите, все эти якобы успехи ФСБ России в борьбе со шпионажем, с терроризмом, это все выдуманное, высосанное из пальца. Я помню в Советском Союзе, который был главным противником Соединенных Штатов во время Холодной войны, значит, в год раскрывалось примерно где-то 2-3 шпиона в год. Однажды раскрыли 4, это было специальное заседание Политбюро, оврал, что происходит, на нас напали. Сейчас ФСБ России каждый год рапортует о раскрытии свыше 400 агентов иностранных спецслужб в России за год. Такого не может быть, потому что не может быть вообще. Это вот люди, которые называют эти цифры, это люди, которые вообще не понимают, что такое агент и как с ним бороться. То есть это, вот вы знаете, я вам интересный пример приведу. Есть Мюнхенская конференция по безопасности, которая известна, да? Да, 2007 год. И она каждый год выпускает доклад. В 2019 году доклад, раздел этого доклада по России назывался «Путемкин-ленд», то есть «Путемкинская земля». Это соединение, это та ситуация, когда Потемкинская деревня была поднята в масштабах всего государства. Вот ФСБ России – это путемкинская спецслужба, которая главная цель – это ковать деньги, но потом как получится. А потом они начинают делать фейковые дела. По наблюдению иностранных специалистов, сейчас ФСБ, между прочим, это главная разведывательная спецслужба страны. Одно из ее подразделений, которое называется «Служба информации из зарубежных связей». Так вот, это одно из главных сейчас разведподразделений страны. И если ее сравнивать с СВР, с ГРУ, то вот это подразделение разведывательное ФСБ, оно
наименее квалифицированная в плане разведки. ФСБ взрывает Россию? ФСБ взрывает Россию? Да, совершенно верно. Совершенно. Вот мой давний друг и партнер по бизнесу Саша Литвиненко написал эту книгу, так он ее назвал, и ФСБ продолжает взрывать Россию. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Швец был с нами на прямой связи. Радянский разведник, сайгыл достар, мен се Қырым-татар тіліне кечмек мejбуретіндем, асылда жоқ мемнуным невбеттеке программамыздың бөлігіні Қырым-татар тілінде алып бара жағымызға ве чешет түрлі меселерні музакире етежекімізге. Сайгыл арқадашлар, мен хатырлатам, біз жанлы яйында çalışамыз, экранларыңызға рештерларымыз телефон номерасыны тақдим ете, біздерге жанлы шекілде телефон шмаға имканымыз бар, 067-63-46-130 біздерге Viber бастасы или телефон açыңыз, еді Skype адресімізні қолана білесіңіз, atr.tv бұйырыңыз, сіздің сесіңіз біздер үшін çok мұйым, суалеріңіз біздер үшін çok мұйым. Емде ATR телеканалына дестек етмеге де имканыңыз бар, біздеріміздің YouTube сайфемізге абоне олмаға ұнытмаңыз, анда біз ем жанлы шекелде çalışамыз, емде чешет түрлі программаларымызны yüklейміз, программаларымызда олып кешкен мирақлы субъектлерінің қысымларыны, программаларымыздың чешет бөліклеріні yüklейміз. Бұтын заман информацион программалары YouTube сайфемізде меч бар. Сіздің үшін бұл ешбір şey olmasa da bizim için çok mühimdir. Bizim için çok mühimdir. Buyurunuz, abone olunuz. Bu bizlerge daha çok görünmegen, YouTube'da görünmege imkan verecektir. Bunun beraberlikte bizim saytımızga da abone olabilirsiniz. Bugün ATR telekanalının mali problemleri meydana çıkanına endi aylar oldu ama biz ayakta durmağa devam etemiz ve ayakta durganımızdan yekene böyle yardımcılarından biri bu pervasız olmagan semedişlerimizin Ukraina vatandaşlarının bizim semedişlerimizden yardımıdır. O sebepten bizim yanımızda bulunganlarga teşekkürlerini bildiremiz. Sayın dostlar, bugün işgal etildiğin Kırım'da çeşit türlü mahkeme davaları ötkerildi. Hususan bu mahkeme davaları içerisinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gacimilev'nin mahkemesi, növbetteki sözde mahkemesi ötkerildi. Sonra Sudak Regional Milli Meclis Reisi Elvira Ametovga işgalci mahkeme hüküm çıkardı ve bu hafta ve diğer meselelerdə biz şimdi yayınımızga bağlanğan növbetteki musafirimiz Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Ağa Celal'la muzakere edecekmiz. O bizni eşitti galiba. Nariman Ağa, selam aleyküm, merhabanız. Алейкум салям, Гульсум ханым, хайырлы акшамлар. Cümlemizге Нариман аға келіңіз, Эльвира Аметовның давасынан башлайық. Бүгін алынған хабарлерге көре işgalci mahkeme onayында hüküm çıkargan. Tavsiyatlарын tarif etiniz lütfen. Hüküm neden ibaret, nasıl ibaret? Biz Elvira Ağa'nı yayınımızga bağlamağa tırıştık ama galiba çok meşgul şu anları, şu dakikaları bizlerge şimdilik cevap vermey. Nihayet mana bu karar işte alındı. Karar o kadar katı da değil ama adliyeciler aytkanına göre ona Elvira Ağa'ya karşı açılgan bu cinayet işi aslında boş. Anda ona iliştiler öyle aytmağa mümkün ve birinci sefer değil, siz hatırlarsınız, birkaç kere mahkeme oldu çeşitli türlü sebeplerden. Bu sefer işte onun bilemiz Elvira Ağa'nın şahsi müzeyi evin azbarında var. Anda bayağı adam da gelip bizim tarihimizden bağlı bazı öyle bir eksponatlardan işte baktı ve bu müzeyinde onun evinde tentuf olganda birkaç eski öyle silah tapıldı. Ve işte bu işgalciler ona ilişip ona yanı bir dava açıldı. Ve bugün buna karar alındı. Yanlışmasam 8 ay içinde onun serbestliği öyle bir sınırlı olacak. 8 ay içinde o Sudak şehrinden başka şehirlerge razı soramayıp çıkmağa hakkı yok endi. Ve öyle de bir şartı var. Akşam saat kaçtan o kadar bilmeyeyim ama akşam üstü evinden de çıkmağa endi yasaklandı. İşte mana böyle. Bu elbette
Эльвир Аганин лаф эткенде оле бір рухтан түшмей бек оле бір позитив ве күчлі бір адамдыр. Ама ағнамақ керек, оның бір кафечегі бар, кавеханесі, ве о ақшам ұстычалыша, ве Эльвир Ага озы штетырыша, азчық пара қазанайым қоранта бақмақ үшін, тамам ақшам ұстычалыша. Ве шымдыки мына бұл алған қарарлар оңа бір зарар кетірежек кенеде. Умут етем әлбетте Эльвир Ага бұңа да бір yol тапар. Ама не есе біз ағнамақ керекміз. Бұл қарар тек мына қарарының нәтижесі, адам 1-8 ай evde отырacak деп дегіл, оның ішіне, оның қазанған бұл парасына да пек тесір етecek. Çünkü Эльвир Ага енді еслі башлы олса да қорантаны бақа торынларыны, умыр арқадашына. Onun үшін бұл қарары оңа қаршы баяғы оле бір ярамай тесірі көстережектір. Нариман ағайын, сіздің фікіріңіз бүгін Эльвир Ага Аметовға чықарылған бұл үкім садеже мұна она япылған бір басқымы, яда темсілі органымызға япылған бір басқы, садеже темсілі органға дегіл асылда бұтын милletке қырымға сіз насыл қимет кесесіз? Екі тарафы да бар. Шақси Эльвир Ағаның япқан ішлеріне, оның омыр ве сияси бақышларына қаршы япылған бір қарар. Çünkü Эльвир Ага өзіні оле бір сақламайық, ачықтан өзін сияси бақышларына әр вақыт айтайды. Elbette Эльвир Ага адди адам дегіл, о Судах регионал мeclisinin reisi, milli hareketimizin faal iştirakçısı, öyle bir endi onun tarixi da hepimiz bilemiz, bayağı işlerini yaşlıkta da, şimdiki zamanında da tırışa yapmağa. Ona bu işler başlaganda ona aytkan edilir. Eğer sen meclisten vazgeçsen, senin yaşayışı yengilce olur, yolları açık olur, kapıları açık olur. Ama Эльвир Ага yok degen son, meni cemaat sayladı. Men nasıl öyle bir üstüne bana o kadar mesuliyet yüklenildi. Endi onu öyle bir boş bırakmağa hiç de istegim de yok. Ve aslında öyle doğru değildir cevap bergen son. Elbette ona karşı bana böyle işleri açmağa başladılar. Kaç kere o endi göremet öyledi, kaç kere aramızda para toplap ona yardım көрсете kafelerde, evlerde birkaç kere tentuvler de geçirildi. Şimdiki mına sonki bu cinayişi mına bugün bitti aytmayık, ben bilesem o bekimde apellasya verecektir. Onun sonki kararlarında belli değil. Bugün bağlanmadım. Onun için onu tek ona da ama tek ona değil bütün halkımızga ve milli hareketimizge karşı yapılgan öyle bir iş Rusya tarafından. Бұне бераберлікте бүгін Невбектеке өткерілген махкемелер сырасында бұл Қырым татар халқымыздың лидері Мұстафа Аға Джемилевнің де махкемесі девам етті. Оның да кетішаты ақында сізден малюматларыны ешітмеге істер едік. Нариман Аға, шымды насыл севиеде бұл махкеме давасы ве тахминен фікіріңіз же адвокатлар лафет ездірсіңіз еркесінен кенде тахминлер бардыр. Тахминен не вақыт işgalciler bu sözde hükümünü çıkarabilir? Ben bilesem bekim kuzde endi bu mahkeme bitecektir. Şimdiki zamanında Mustafa Ağamızın tarafından şahatlar sözge çıkarlar. Mesela bugünkü toplaşuvda iki şahat iştirak ettiler. Birisi bu Merkezi Saylaf, Kurultay Merkezi Saylaf Komisyası'nın reisi muavini Nazim Mehmetov oldu. İkincisi men oldum bugün. Ve bu 3. Mayıs vakıyalar etrafında biz bilgen malumatlarını, advokatların suallerine cevap verip tırıştık liderimizge öyle bir yardım etmege. Yardım da ise bilesiz, anda bu iş başka işlerine göre aslında boş. Kenede bir yufak tüfek sebepçiklerini tapıp tırışalar bizim milli hareketimizge bir lekeler öyle aytmağa, taşlamağa
адамларын ашаламаға тырышалар, оларға қаршы біршелер оле бір япмаға тырышалар. Әлбетте бойлы махкемелерде иштирак етмеге еңгіл-дегіл, ama advokat ricasından elbette hepimiz hazırmız. Çünkü o değil maksadımız Nikolay Polozov advokatı, belli advokat sağ olsun bayağı işler alıp bara. O ayta maksadımız şimdi Rusya'da bir galebe kazanmak değil. Mında bütün öyle bir gerekli kararların toplap endi Avrupa Mahkemesi'ne işte devam etmege ve Rusya'ya karşı endi yaxşı öyle bir kararlar almaga. İnşallah öyle de olur. Ya asılda Nariman ağa, ya asılda mına siz mahkemede şartlık ettiniz. Bundan evvel işte bizim milli hareket iştirakçılarımız ve ilahri Rifat Ağa Çubarov'nın da mahkemelerinde şartlık ettiler. Linur Ağa'nın, sonra mına şimdi Mustafa Ağa Cemilev'nin mahkemesinde bu şartlıklar var. Asılda mahkemeye mına sizin aytkanlarınızga bir şekilde dikkat ayıramı sizni eşitemi? Misal kabatlayıcı taraf sizlerge sual beremi ne aytılamına bu tafsiyatlar meraklı? Farklı ola bazıları mahkemelerde bu yolbaşçılar işte indemeyip oturalar. Bazı vakitleri öyle bir sanki sizge güzel bakalar, tırışalar, yardım көрсетмеге, sizni eşitemiz. Buna böyle sual, ikinci sual. Prokurorlar çeşit türlü ola. Bazıları indemeyip oturalar. Aslında bir şeyler, bir sualler de yok, bir şeyler yok. Buna bugünkü mahkemede yana bir prokuror geldi. Nikolay Polozov onu Facebook'ta endi yazdı. O birkaç sual tırışa vermege. Elbette eğer sen öz pozisiyada kayıtlı tursan, elbette eğer sen doğru şeyler aytsan, bu sualler aslında sana hiçbir tesir etmiyor. Çünkü sen hakikatini yaxşı bilesin. Mesela ben 3. Mayıs'ta anda bulundum. Erşini öz gözümden gördüm. Mustafa Ağa anda bir öyle bir kanunsuz hareketler işte yapılmağını bugün mahkemede ayttım ve ilahri. Onun için alışasın böyle şeylerge ama elbette bu yengil iş değil çünkü sen bu mahkemelerge geldiğinde ve işte tek bu azbarda değil içine girsen ve bütün bu yalanlar adamlarına bir yalanğa öyle bir boğmak için hareketlerini görsen bu psikolojik tarafından pek ağır bir iştir. Ben çok öyle mahkemelerde oldum ve bazı vakitlerden son vazgeçtim. İçine girmedim çünkü pek ağır onu eşitmege nevetmege. Ben buna sonki sefer bu bizim endi Allah'a şükür serbestlikte olgan Eden Bekirov'un mahkemesinde bulundum. Ve bilesiz bu açıktan açık öyle bir tiyatr, onu bakarsın nasıl ola. Yazıklar olsun da öyle bir tesir etken cemaatimizga tesir etken şeyler çünkü prokurorlar içinde, mahkemeciler içinde bizim halkın temsilcileri de var. Maksus öyle yapılan mı ya da böyle apansızdan olgan şeyler. Buna bugün de Mustafa Ağa'nın içinde alıp bargan bu mahkemene alıp bargan kadın o mesela Kırım Tatar halkından yanı kız prokuror sabahtan gelgenini Kırım Tatar kadın kızçığı o iştirak etmedi. Bugün başkası işte geldi. Neyse buna böyle şeyler ve o da bizge öyle bir tesir etti. Çünkü ağır çünkü Kırım Tatar adamının da yalan aytıp işte tırışalar bir kabatlanmağa ve bizim halkın temsilcileri yazıklar olsun bunda iştirak edeler. Ve bu devletke hizmet edeler. Nariman ağa damına laf etmege istegenim bir mesele var. Katende mühim ve da bir ağır meseleler sırasında bu koronavirus hastalığı. Sonki alıngan haberlerge göre eğer Ukrayna ana kıtasında kunde işte 1000'ge yakın hastalanganlar olsa küçük Kırım Yarımadası'nda kunde 300, 400, 500 hastalanganlar hakkında haberler alamız. Hem de ölgenlerinin miqdarı öskenini de göremiz. Bugün misal olarak işgalcilerinin bergen malumatlarına göre 15 kişi koronavirus hastalığından elak olgan. Hakikatinde mi eğer umumen laf edecek olsak bugün Kırım'da koronaviruslu vaziyet kerginleşe dep aytmak mümkün. 100% öyle aytmak mümkün. Endi bilesiz eğer geçken sene bu pandemiya başlaganda bu halkımızın arasında Covid
диссидентлері баяғы бар еді. Олмажак бір шей, оле-боле дейділер. Бұл илячылар, бұл маскалар, біршелер ярдым етмейді айта еділер. Şimdiki zamanında bir qorantада яда ağır хасталықтан кечіп, яда енді елек олғанлары да баяғы бар. Мына менің танышылар арасында енді хасталанған, білмейм, бекім 50% бардыр. Оле бір қорантаныш, яда сой ақрабаларында енді бұл хасталықтан кечкен адамлары бар, язықлар olsun. Ve çeşit türlü tarafından eşitemiz, hastahanelerde 50%'dan ziyade bizim halkımızın temsilcileri bu hastalıktan yatalar. Ne sebepleri biz işte aleda düşünemiz ne için öyledir ama cevabı yoktur. Yani hatırlarsınız geçen sene çeşitli türlü cemaat erbapları, medeniyet erbapları videolar yazıp rica ettim yapmanız, toplanmanız ya da toplansanız bir maskalar, sanitizerler ve ilahlar kullanınız. Ne içindir ki de ola, mına toylar devam etti, dualar devam etti, cenazelerde adamlar toplanamız. Men de öyle aytayım, men de arada sırada cenazelerde de ama her vakit maska takıp öyle distansı işte tutup tırışamız açık öyle özünü tutmağa, az olsa da mına bu işte hareketler yapmağa. Ama vaziyet gerçekten ağır. Ve Kenya'da geçen sene gibi o Kenya'da bu kurort işte vaktinden, zamanından bağlı. Çünkü çoksu hastalangan adamlar, onlar çetten gelgen adamlar. Hatırlarsınız geçen sene pandemiya başlagandan öyle bir katı şartları koygan edi. Mında barmanız, sanda çıkmanız ve ilahre. Son yaz başlagan son maksus erşini razılık verdi. Mındaki Kırım'daki hakimiyet. Tamam turistler gelip başladı. Birinci başladılar. Yalta, Sudak, Aluş'ta bütün hasta adamlar o tarafından başladılar gelmeye. Bu sefer de işte bu vaziyet Kenya'da devam etti. Kenya'da vaziyet öyle. Ama hastalık şimdi Kırım'da da bayağı var. Yazıklar olsun şimdi bilmesin ne etmeye. Kenya'da rica edemez. Adamlarga eğer evde de oturmağa çare tapmasanız, çünkü anlayımız çalışmak gerek, bir yerde bulunmak gerek, mukayyet olunuz, lütfen unutmanız, maska giymek gerek. Çare olsa işte başka bir ne olsun, sanitizer yanında olsun, distansa tutmağa tırışınız. Ve ilahre, çünkü başta dissident olasın ama son yakınları hastalansalar ve Allah görsetmesin elak olsalar endi keç olur bir şeyler aytmağa. Yani Nariman ağa, mına bu vaksinasiya meselesine gelecek olsak, böyle mecburi şekilde yapmak gerek degen şey var mı bugün Kırım'da bu Rusiyanın Sputnik ve vaksinası? Mecburi da şey var, öyle öz isteginden vaksin algan adamları da bilem, mecburi de yaptıralar. Vaksinanı, bu Sputnik V vaksinanı çeşit türlü neticeleri var. Bazıları değiller işte kolum az çıkarttı ama başka bir problem olmadı. Ama vaksinasyada son ölgenleri de endi var. Ne sebepleri bilmeyken ne de her yerde skorlaşalar değiller. Bu adamın endi öyle bir ağır hastalığı var idi. O buna vaksina yaptı, ukol özüne yaptı. Ondan sonra işte bir öyle ağır alga şıp işte dayanmadı, geçindi. Endi birkaç hocamız, birkaç öyle belli insanlarımız da elak oldu. Onların sayısını men bilmeyim ama gene de eşitesin. Ama var öyle adamlar değiller, geçtik ve bir problem yok. Probleması biliyorsunuz ne de mına öz isteginden olsun, mecburi şeklinde olsun, bu vaksinanı yapkan adamları başka memleketke çıksalar bu sertifikat onlara hiçbir yardım etmiyor. Çünkü bu Sputnik, Rusya'daki Sputnik başka Avrupa memleketlerde hiç de öyle bir, çok öyle memleketlerde hiç de kabul etmiyorlar. Onun için onlar ağır vaziyette düşerler. Kenya'da o testler yapmak gerek ve başka hareketler yapmak gerektir.
Украина тарапынан bu mesele etrafında bir beklentiler asıldı. Бар mı yardım meselesi misal olarak memuri sınırda bu vaksinasya meseleleri etrafında bir beklentiler sizin fikrinizce mevcut mu Kırım'da? Ukrayna öz tarafından işte tırıştı yardım etmeye. Onlar bu Kherson vilayetinde birkaç punktlarda açtılar imkanını. Kırım'daki cemaat çıksa anda başka vaksinanı almağa. Kaysı soyun men bilmeyeyim. Mında da men özüm öyle bir da yapmadım. Düşünem ama yapmadım. Bazı tanışları çeşitli türlü fikirde duralar. Bazıları değiller. Biz telefon açıp tırıştık bu nefbetke yazılmağa ama olmadı. Ve onlar pek öyle bir tenkit ettiler bu teşebbüsünü. Değiller maksadı yaxşı ama endi yapılması ağır bir şey. Elbette onlarga cevap verirler, deyirler, yok geliniz mına açık, serbest, mümkün yapmağa. Men yakında Khersonga çıktım, öz gözümden gördüm. Punkt, mana bu Khersonda belli balaban bir ticaret merkezi var, fabrika galiba adı. Onun içinde mana bu vaksinasya punktu çalışa, nefbeti görmedim, birkaç adam oturaydı. Ama gelip vaktim yok idi, gelip soramadım nasıl şekilde çalışa, nefbetleri var mı, Kırım'da nasıl. Onu mutlaka bir soramak gerek, bilmek gerek. Çünkü praktik tarafından, biz bilemiz, teoretik tarafından kararlar alına ama praktik tarafından nasıl onlarını yerine getirmesi bazı vakitleri farklı ola, ağır ola, gelişmegenden ola. Ama bunda başka bir mesele var. Ne kadar adam hazır çıkmağa Kırım'dan sırrını geçmek, da vesikalar probleması şimdiki kayıtlı eski şekilde bu sınırını geçmesi, eski kaydeleri kayıtlı ne olacak, nasıl olacak? Şimdi çok adam öyle bir iradenin, içindeki iradeni tapma işte yolga çıkıp çünkü bu para meselesi, vesikalar ve ilahire. Büyük bir probleması bu. Çok sağ olun Nariman ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve fikirleringizni ifade etgeniz için büyük teşekkürler. Nariman Julal Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini bizle canlı bağdaydı. Saygılı dostlar, men size bu bölükni böyle bir küçük haberle yakınlamaya isteyim. Malum olğanı ki endi birkaç haftadan sonra çok beklegenimiz Kırım platforması o'tkarilajak ve bugün o'zining Facebook sayfasında Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Agachubаров iki miraklı böyle fotonu yayınladı, gösterdi. Demek Akmesjitke kirişte belli olmayan şahıslar böyle biz Kırım platformasını destek etemiz. Мы за Крымскую платформу деген yazganlar Akmesjit kirişinde men mına көргенлерге şimdi böyle göstereyim sizlerge böyle resim Akmesjit kirişinde yazıla eken мы за Крымскую платформу mına көргенimizde көрeminde Akmesjit yazıla ve aşağıda Kırım platformasına destek bildire Kırım vatandaşlara bunu kimin yapkanı elbette ki belli değil ama cesaretli cesur böyle Kırım sakinleri yapkanları korune Kırım platforması meselesini biz elbette ki müzakere edecekmiz ama endi nefbetteki yayınlarımızda şimdi 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması bizim yayınımızda devam ete saygılı arkadaşlar. Biz bu studiyaga ise 20 dakikadan sonra qaytacakmiz. ATR olunuz. Görüşkence. Найсильніші куряшисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Куреш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команда з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Турнір відбудеться 8 серпня в Києві в Палаці спорту «Венета Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11Б, вхід вільний. О 13-й годині також розпочнеться пряма трансляція турніру на телеканалі АТР.
merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanın olsun. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin?
я, оказывается, преступник, и мне 8 месяцев дали. 8 місяців обмеження волі. Окупаційний суд Судака виніс вирок голові Судакського регіонального меджлісу Ельвіру Аметову. Його звинуватили у незаконному зберіганні частин зброї. 2 года назад нашли в музее музейные экспонаты, и один из этих экспонатов оказался способен на стрельбу, которую отверткой можно поправить, как-то стрелять, я не знаю. Он у меня под стеклом лежал, сколько лет никому не надо было. Но это причина была. У меня изъяли удостоверение председателя Меджлиса района, так как я не отказываюсь от этого, я как есть и буду до последнего председателя Меджлиса района, пока народ меня не переизберет. Адвокат Олексій Ростовцев каже, що звинувачення не обґрунтоване. По-перше, матеріали справи зібрані з порушеннями, тому їх взагалі не мали розглядати. По-друге, Ельвір Аметов частини старовинної зброї зберігав у своєму домашньому музеї, тому його можна було звинуватити лише в незаконному колекціонуванні. А це не кримінальна справа, а лише адміністративна. Эти части хранились под стеклом в домашнем музее. Они экспонировались и экспонировались для школьников, для жителей города Судака, как уголок Великой Отечественной войны. В пункте 11 пленум говорит от имени Верховного суда: под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также иных местах, обеспечивающих их сохранность. Разве можем мы считать сокрытием помещения предмета под витринное стекло музея? Ну, це нонсенс. За рішенням окупаційного суду Ельвіру Аметову заборонено залишати територію, визначену судом. Він періодично повинен відмічатися в окупаційному відділку поліції та не має права відвідувати громадські місця. Стараются нас запугать, что ли, или что они хотят этим сделать, вот эта власть, которая пришла к нам. Ну, нас запугать уже нечем. За все эти годы наши отцы, матери страдали от этого всего. Теперь мы страдаем, теперь останется еще нашим внукам, правнукам, наверное, привыть продолжение. Я думаю, Аллах, с помощью Аллаха все восстановится на место и будет наша государственность. Крымский татарский народ все же освободится от этих оков, которые нас оковали уже почти 300 лет. І я думаю, мой народ заживе спокійно на своїй родині. Повне рішення окупаційного суду Ельвіру Аметову ще не вручили, тому територія обмежень та інші обмежувальні заходи невідомі. По сути, ничего связанного с уголовной деятельностью Ельвира Ага по факту нет. Мы расцениваем это как политическое преследование Ельвира Ага, потому что он человек активный, его знают люди, и вот таким образом, лишая его возможности перемещаться по Крыму, я не знаю, мы еще не читали до конца решения, возможно, только ограничат его только Судаком. Таким образом его ограничивают встречи со своим народом, сообщения с ним. Окупанти справу щодо Ельвіра Аметова розглядали майже 2 роки. На кожне судове засідання збиралося чимало людей. Вони переконані, надумана справа проти голови регіонального меджлісу – це спроба тиснути на весь народ. Кажуть, завжди стоятимуть пліч-опліч зі співвітчизниками і ніколи не залишать сам на сам з окупантами. В отношении крымских татар и мусульман идет целенаправленное ущемление, дискриминация. Поэтому, несмотря на это, мы, крымские татары, я в том числе, будем поддерживать своих крымских татар, мусульман. И будем всегда с ними вместе будем находиться. Сторона захисту з таким рішенням окупаційного суду не згодна. Після отримання повної версії вироку будуть його оскаржувати та вимагати припинення сфабрикованої справи проти Ельвіра Аметова.
Сергія Абісова повторно викликають на судилище у справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупаційний суд Армянська задовольнив клопотання захисту і чекає на допит в якості свідка Абісова, якого навесні 2014 року окупанти поставили на чолі так званого МВС Криму. Також викликають Живаєва, який тоді ж командував окупаційними прикордонниками, що стояли на межі Криму та Херсонщини, і російського прикордонника, що не пропустив Мустафу Джемілєва на московському литовищі Шереметьєво. Крім того, на засіданні допитали свідків захисту. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял та заступник голови ЦВК Курултаю Назім Міметов 3 травня були на адмінмежі. Згадують, що жодних указівників про буцімто наявність державного кордону там не було. За їх словами, там була лише шеренга озброєних людей без розпізнавальних знаків. А Наріман Джелял чув, як Мустафа Джемілєв казав, що не йтиме до Криму, щоб не спровокувати зіткнення. Мустафа Джемилев выступил перед людьми рядом с этой будкой и сообщил о том, что российские власти не собираются пропускать его в Крым. В этот момент велись переговоры относительно того, чтобы людей пропустили обратно, если Мустафа Джемилев не поедет в сторону Крыма. Мустафа Джемилев принял решение не накалять обстановку и не двигаться в сторону Крыма. После этого люди начали выходить обратно. К тому моменту шеренга усилилась приехавшими на 2 военных грузовиках силовиками. Кроме того, были представители так называемой самообороны, которые были вооружены цепями, палками и иными предметами, которыми можно нанести увечья. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Російські окупанти обстріляли цивільні квартали Красногорівки на Донеччині. Поранено 56-річного місцевого жителя. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. З протитанкових гармат МТ-12 били по житлових будинках. Прямим влучанням пошкоджено квартиру багатоповерхівки на вулиці Східна. Зі слів місцевих жителів, саме ці будинки окупанти вже атакували у перші роки війни. Крім того, минулої доби під ворожим вогнем український воїн дістав бойове травмування. Нині він у задовільному стані, кажуть у штабі, та ушпиталений. Окупанти гатили зі ствольної артилерії, важких мінометів та іншої зброї. Натомість дістали вогонь у відповідь від українських військових. Станом на 7 годину ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Воював проти України, відправився за ґрати на 10 років. Бойовика з лав окупантів Донеччини засудили за посягання на територіальну цілісність України та участь у терористичній діяльності. За даними СБУ, він чинив збройний спротив українському війську. Бойовика у травні затримали контррозвідники СБУ. За даними спецслужб, він саме збирав розвідувальні дані про Збройні сили України. На Кримське узбережжя знову викинуло вбитого дельфіна. На ньому сильні ушкодження, а до хвоста прив'язано мотузку. Зазвичай така доля дельфінів, що потрапляють до тенет рибалок. Дехто топить їх з вантажем або завдають проникаючі поранення в черево, щоб тіло точно потонуло і не спливало під час розкладання. А значить, не було потім знайдено на березі. Наприкінці травня в морі неподалік кримських берегів вже виявляли кладовище дельфінів. Видно, як вони бовтаються на мотузці, прив'язані до каменів. Так рибалки замітають сліди, впевнені дослідники.
Щоб потрапити на материкову частину України з окупованого Криму, тепер треба здати безкоштовний тест на антиген. Набули чинності нові правила перетину адмінмежі, повідомляють у Держприкордонслужбі. Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації або зробили бодай перше щеплення, можуть не тестуватися. В разі підтвердження ковіду – 10-денна самоізоляція, а за 72 години запуститься програма «Дій вдома». Але є винятки. До них належать неповнолітні, учасники ЗНО, абітурієнти, які вступають до українських вишів, а також одна особа, яка його супроводжує. Вони не ізолюватимуться. На КПВВ «Каланчак» пункт тестування облаштований в приміщенні ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг. Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 годин дня. У вихідні та святкові дні можна зробити такий тест у приміщенні Каланчацької лікарні. Тестування таке безкоштовне. На КПВВ «Чангар» тестування проводять в приміщенні автостанції представники Червоного Хреста. І таке тестування проводиться з понеділка по п'ятницю з 8 до 4 дня. Сейчас в наличии по факту на территории Херсонской области есть 35 тысяч тестов для тестирования людей, которые выезжают через админ-границу. В ближайшее время, по информации Департамента здравоохранения, они ожидают пополнения этих фондов. Поэтому говорить о том, что какие-то проблемы в том, что недостаточно обеспечены тестированием эти пункты, сейчас не приходится. Перетинів адмінмежі окупованого Криму та Херсонщини поменшало на чверть, повідомляють у Держприкордонслужбі. За їх підрахунками, з початку року межу перетнули 296 тисяч людей та 37 тисяч автівок. А це на 25% менше, ніж у першому півріччі минулого року. У Великій Британії пом'якшують карантинні правила. Скасували 10-денний карантин для повністю вакцинованих туристів і британців, які прибувають з Франції. У Франції різко скоротилася кількість випадків зараження бета-штамом коронавірусу. Також цей варіант вже краще вивчили. Це означає, що Францію можна безпечно включити в той же список, що й багато інших країн. Це дозволить спростити правила. До середини липня Франції був присвоєний жовтий статус. Однак через поширення дельта-штаму його змінили на жовтий плюс. Тобто навіть повністю вакциновані мандрівники при в'їзді до Сполученого Королівства повинні були проходити карантин. 8 серпня правило скасують і Франція знову стане жовтою. Також зміниться статус Австрії, Німеччини, Словенії, Словаччини, Латвії, Румунії та Норвегії. Їм присвоять зелений статус. Тим, хто приїжджатиме з цих країн, не потрібно буде самоізолюватись, навіть якщо вони зробили щеплення тільки однією дозою вакцини. Крім того, статус Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Катару змінять з червоного на жовтий. Поки до нас не можуть приїжджати з країн, включених до червоного списку. Виняток – громадяни Великої Британії, Ірландії чи люди з посвідкою на проживання в нашій країні. І ми рекомендуємо взагалі не їздити в країни з червоного списку. Вакцинація у Великобританії йде дуже швидкими темпами. Однак санітарні правила, що постійно змінюються, відлякують зарубіжних мандрівників. Все це заважає відновитися туристичному сектору, що постраждав під час пандемії. Від Закарпаття до Луганщини і від Сумщини до Криму. У Києві презентували традиційний жіночий одяг та його сучасну інтерпретацію. Тут близько 50 костюмів з усіх етнографічних регіонів України. Різноманіття кольорів, орнаментів та фасонів. Одяг кожного краю відрізнявся не тільки від регіону до регіону, але й від села до села. Ось відомий орнамент Київщини – троянди. Але вони зовсім не головні елементи. Тут сама давня техніка вишивки біллю, білим по білому, вишивка по сітці, вирізування, лиштва і дуже делікатно, дуже грамотно і високохудожньо доданий колір. Власне, оці трояндочки, яких ми очікуємо від Київщини, але вони доповнюють і підкреслюють красу білої вишивки.
На заході України найдорожчі вишиванки прикрашали так званою кучерявою вишивкою. Опуклий візерунок зроблений вовняними нитками. Самі костюми були зшиті так, щоб було зручно ходити горами. А це вже борщівська вишивка з Тернопільщини, виконана чорними траурними нитками. Частина експозиції присвячена весільним вбранням. Вони були багатошаровими не випадково. Молоду додатково обмотували тканиною, а іноді і рушниками. Це робили для того, щоб у якомусь сенсі захистити дівчину. Вона лишається захисту свого роду. І тому сама вразлива дівчина, саме в момент весілля, вона не набула ще підтримки роду молодого, вона ще не створила родину, але вона вже позбулася оцього одвічного захисту. Берегиня роду, її роду. А найціннішим елементом такого наряду було намисто. Наприклад, моя бабуся, коли виходила заміж, то її батько, це вже мій прадід, продав 2 волів, щоб купити коралове намисто 7 низок і з бурштину. На виставці також показують традиційний одяг Луганщини, Донеччини та кримських татар. Експозиція проходить у Національному музеї Тараса Шевченка до 25 серпня. Найсильніші куряшисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Куреш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команда з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Турнір відбудеться 8 серпня в Києві в Палаці спорту «Венета Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11Б, вхід вільний. О 13-й годині також розпочнеться пряма трансляція турніру на телеканалі АТР. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, это поможет нам продержаться, это поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси. Давайте послушаем его цитату. Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг. Неважно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее. Также Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси. Решение он озвучил сегодня на этом же совещании по вопросам ситуации на границе. Он уточнил, что никто не должен попасть в Беларусь с юга или с запада. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры.
свою очередь, Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на пресс-брифинге. Цитируют его наши корреспонденты. Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті. Беллинкет также заявила, что срочно займется расследованием обстоятельств гибели Виталия Шишова. Они уже несколько дней расследовали еще до убийства информацию о том, что агенты российского ФСБ проникли и интегрировались среди киевских белорусских иммигрантов. Давайте послушаем их цитату. Співробітники ФСБ Росії інтегрувалися якось серед опозиційних груп Білорусі в Києві. І ми вже кілька днів розслідуємо це. І сьогодні ми чуємо таку новину. Звичайно, ми всі сили кинемо зараз на розслідування там цього вбивства. Также сегодня журналисты CNN сообщили, что в Беларуси неподалеку от Минска сводят вероятный лагерь для политических заключенных. Он огражден 3 электрифицированными заборами. Везде размещены камеры видеонаблюдения. На окнах бараков установлены решетки. Об этом сообщает CNN. Этот комплекс зданий размещен на территории советского ракетного хранилища примерно в часе пути от Минска возле поселка Новоколосово. Оппозиционные активисты уже давно высказывали опасения, что режим Александра Лукашенко начнет строить специальные лагеря для задержанных по политическим мотивам, если обычные тюрьмы будут переполнены. Старший советник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Франок Вечерка, в комментарии от снятых CNN материалов возможного будущего лагеря сказал, что идея построения такого места не удивляет, ведь вскоре в стране готовятся новые протесты. 9 августа будет годовщина объявления Лукашенко президентом Беларуси. Мы ждем подключения гостя Василя Богдана, как мне сообщают наши редакторы, он с нами сейчас на прямой связи. Василь Богдан, експерт з національної безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант. Пане Василю, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Добрый день. Пане Василю, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о том, что Украина представляет угрозу безопасности Беларуси. Как нам быть с этими заявлениями, что они должны означать для нас? По-перше, я констатую цю ситуацію як в певній мірі закономірною з огляду на те, що відбувається в Білорусі в сучасних умовах, і з огляду на те, які стосунки зараз є між Республікою Білорусь і Російською Федерацією, і особисто між самопроголошеним президентом Лукашенко і президентом Путіним. Ситуація, як ви розумієте, розвивається таким чином, щоб нарешті створити цю союзну державу. І для того, щоб утриматись обом диктаторам при владі, треба придумати вчергове зовнішнього ворога для того, щоб консолідувати суспільство власних країн і в якійсь мірі подати начебто позитивний сигнал світовій спільноті, що ці країни вболівають за своє населення, вболівають за свої країни і все таке інше. І ті події, які останнім часом відбуваються в Республіці Білорусь та й в Російській Федерації, яскраво засвідчують, що ці країни не мають наміру демократизуватися, не мають наміру в повній мірі відповідати світовим демократіям в контексті свободи слова, свободи особи, прав людини і все таке інше. І з огляду на те, що які б ми критично висловлювали, не говорили про нинішню українську владу, все-таки вона притримується конституційного курсу на членство в ЄС і НАТО і в цілому дотримується тих
демократичних засад і цінностей, які властиві розвиненим західним демократіям. А це, звичайно, не подобається, перш за все, Путіну і, звичайно, не подобається Лукашенко. І те, що Україна приєдналась і до певних санкцій стосовно Білорусі, і те, що вона не визнала Лукашенка президентом, це, безумовно, муліє не стільки Лукашенка, стільки муліє Путіну, тому що зараз ситуація розвивається таким чином, щоб все-таки зосередити на території Республіки Білорусь дуже потужний військовий контингент Російської Федерації з тим, щоб в час Ч, як вважають в Кремлі, можна було атакувати Україну не лише зі сходу і півдня, але і з півночі. І те, що вони шантажували весь цей останній час самого Лукашенка, чи підтримкою, чи не підтримкою, чи кредитами, чи не кредитами, якраз і засвідчує те, що Лукашенко, очевидно, піддався на ці речі і, відчуваючи свій близький крах, намагається закрутити гайки настільки, щоб доказати, по-перше, суспільству Республіки Білорусь, що він ще при владі і сильний, ну і, по-друге, не допустити подальших масових акцій протесту в самій Білорусі. Ну, вот как вы думаете, в цій ситуації... стартуют совсем скоро уже учения «Запад-2021». До этого Александр Лукашенко говорил о том, что если они почувствуют некую безопасность, то будут введены войска России на территорию Беларуси. Вот может ли так случиться, что те войска России, которые зайдут во время учений, и «Запад-2021», в принципе, оттуда потом и не выйдут? Ну, по-перше, ще при навчаннях «Захід-2020» там залишився певний контингент. По-друге, вже практично узгоджено питання стосовно дислокування певних авіаційних частин на території Білорусі і російських. І ви знаєте, вже впроваджено радіоелектронні підрозділи на кордоні. Російські радіоелектронні військові підрозділи на кордоні Білорусі з Україною для відстеження ситуації стосовно України. І те, що після цих навчань, безумовно, ще залишиться певний контингент на території Республіки Білорусь, в цьому ніякого сумніву немає. І брязкання зброї, воно спрямовано на одне – залякати сусідів, продемонструвати з Заходу начебто готовність до такої ефективної відсічі, але, як на мене, це такі потуги, яких не потрібно боятися, але стосовно яких треба бути дуже пильним, дуже уважним і підготовленим в плані обороноздатності нашої країни. На жаль, ми зараз повинні констатувати, що українським Збройним силам треба зміцнювати і північний напрямок, тому що перед крахом власного режиму Лукашенко може піти на якісь непродумані такі хаотичні акції з приводу агресії відносно території України. А как вы считаете, убийство Виталия Шишова – это акция Лукашенко? З огляду на те, як розвиваються останнім часом події і фактично терористичний акт стосовно відомого літака і захоплення там опозиціонера відомого, і спроб фактично захопити і вивезти в Білорусь спортсменки Тимановської, і інші кроки спрямовані на те, щоб затримати і ув'язнити таких відомих опозиціонерів в Республіці Білорусь, ми можемо констатувати одно, що режим почав застосовувати, і ще одне, і пройшла інформація про те, це результати космічної розвідки західних партнерів, що неподалік Мінська фактично збудовано табір для політв'язнів. Так. Остаточного висновку з цього приводу ще немає, настільки це так, але всі зовнішні ознаки, що це табір, і що в ньому, очевидно, будуть розміщуватися люди,
це вже однозначно. А які там будуть люди розміщуватися? Звичайно, опозиціонери. Тому оці всі кроки Лукашенка, вони засвідчують, що він намагається спонукати свої правоохоронні органи і спецслужби за підтримки Російської Федерації до дуже жорстких дій стосовно опозиціонерів. І з огляду на те, що і опозиційні сили в Республіці Білорусь просякнуті і російською агентурою російських спецслужб, і спецслужб Російської Республіки Білорусь, не можна виключати того, що факт загибелі на території України Шишова не може бути пов'язаний із спеціальною операцією, спільною спеціальною операцією спецслужб Російської Федерації і Білорусі. І тут напрошується ще питання із приводу того, яким чином і через кого, і хто до цього причетний, відомо в загибелі відомого журналіста білоруського, прізвище якого ви, звичайно, знаєте. Так. Тому виключити таку можливість не можна, але все-таки треба дочекатися остаточних результатів розслідування, яке проводить Національна поліція із залученням і можливості Служби безпеки України, щоб остаточно внести таку об'єктивну ясність у цю ситуацію і зробити належні висновки. Однозначно потрібно і констатувати, і закликати і керівництво нашої країни, і правоохоронні, і спеціальні органи, особливо Службу безпеки України і Національну поліцію, до того, щоб в державі нарешті було організовано і посилено належним чином контррозвідувальний і адміністративний режим. Щоб по території України тут не гуляли не прописані і все-таки інші кримінальні елементи із цих двох республік. І по-друге, щоб спецслужби цих країн не створювали тут агентурні мережі, в тому числі і для вчинення от подібных акций и акций диверсийной. Пане Василий, как сегодня вот вы, как человек, являющийся ветераном внешней разведки, генералом, лейтенантом, как сегодня оцениваете потенциал нашей службы безопасности Украины, кадровый потенциал, уровень нашей службы безопасности Украины, убийство Виталия Шишова не является ли, на ваш взгляд, вызовом для наших спецслужб и не ставит ли их дееспособность, профессионализм под сомнение в вопросе обеспечения безопасности тех людей, которые потенциально могут быть ликвидированы со стороны тоталитарного режима, от которого они, в принципе, бежали? Ну, ви знаєте, по-перше, що і зовнішній, і внутрішній ворог у контексті тієї ситуації, яка складається зараз у нас, свої зусилля спрямовують також і на те, щоб скомпрометувати сектор безпеки і оборони. І перш за все такі відомства, як Служба безпеки України, зовнішня розвідка, ну і до речі, і ту ж Національну поліцію. Але це не означає, що у цих відомствах все гаразд і все на належному рівні. Тим не менше, які б там проблеми не були, а це живий організм, і ви знаєте, що стан суспільства, він оцінюється по ситуації, яка складається в секторі безпеки і оборони. Якщо там проявляється і корупція, і кримінальні злочини, і все таке інше, то це говорить про те, що в суспільстві цивільному там ще гірша ситуація виглядає. Тому, не дивлячись на серйозні критичні зауваження, на боротьбу зараз навколо закону про нову редакцію Закону про Службу безпеки України, ми повинні констатувати, що останнім часом Служба безпеки України викрила низку агентурних мереж Російської Федерації, затримала конкретну агентуру, декого притягли до кримінальної відповідальності, попередила низку акцій, які були спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в країні, в тому числі і в контексті кібератак з боку тієї ж Російської Федерації. Тому контингент професіоналів, зокрема в Службі безпеки України, він є професійним, як на мене. Він здатний чинити
Федерації і інших зарубіжних країн. Є, звичайно, проблеми із виробленням, очевидно, стратегії, ідеології і, нарешті, із завершенням остаточним реформування цієї структури. Але я не погоджуюсь з тим, що передбачається скорочення чисельної Служби безпеки України і демілітаризації. В умовах війни і російської збройної агресії такі структури повинні так позбавлятися невластивих їм функцій з приводу там корупції, організованої злочинності. Але що стосується протидії внутрішньому і зовнішньому ворогу, а це і захист національної державності, і боротьба з тероризмом, і екстремізмом, і захист державної таємниці, і боротьба з кіберзлочинністю і так далі, і так далі. В цій ситуації потрібно зберегти цей і чисельність штатну, і кадровий потенціал для того, щоб з огляду на можливі перспективи, які нас очікують з боку Російської Федерації, а тепер вже і з боку Республіки Білорусь, ця структура могла дати ефективну відсіч. А відсіч вона дає і повинна давати на упередження, а не після того, як подія відбудеться. Тому у мене є певний обережний оптимізм, що структура в кадровому відношенні підготовлена і здатна. Головне в цьому питанні, як цим інструментом користається вище військово-політичне керівництво держави і як ним керує керівництво цієї структури. Дякую вам дуже, пане Василю. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Василь Богдан був з нами на прямому зв'язку. Експерт з національної безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант. А зараз к нашому ефіру підключається Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Він нас вже чує. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю вас. Да. Пане Ярославе, как вы думаете, кому выгодна и нужна была смерть Виталия Шишова? Смотрите, в конечном итоге есть две самых вероятные гипотезы, зачем убивать Виталия Шишова. Да. Это либо белорусские спецслужбы, которые таким образом упреждают критику Лукашенко, наносят определенный удар по его оппонентам, запугивают оппозицию, которая находится за рубежом, показывая, что вас КГБ Республики Беларусь достанет и там. Либо же, напротив, это действия российских спецслужб, которые направлены как раз на то, чтобы создать Лукашенко еще более токсичный международный имидж, исключить любые попытки его восстановить, какие-то способы диалога с Западом, даже нейтральные. И тут, конечно же, два разных подхода. То есть в конечном итоге, скорее всего, дело не будет расследовано, пока мы не получим хоть какие-то данные по поводу белорусских или российских силовиков. Потому что если это были заезжие гастролеры из Беларуси или России, то опыт предыдущих таких довольно громких дел о Максиме Шаповале, о убитом полковнике СБУ Хараберюше и других, он показывает, к сожалению, то, что расследовать такие дела практически невозможно. А как вы думаете, получается, если, допустим, убийство Шишова инспирировало ФСБ России, то получается, что КГБ Беларуси автономно от ФСБ РФ? Ну, смотрите, мы понимаем, что, конечно же, они в стратегических вопросах спаяны. Беларусь – геополитический союзник России, однако, несмотря на это, для Лукашенко все же невыгодно вот полностью для себя закрывать тропу на Запад. Когда у него ухудшаются переговоры с Россией, он пытается имитировать какую-то диверсификацию внешнего курса, а Россия не хочет, чтобы Беларусь имела хотя бы иллюзию какой-то альтернативы. Поэтому, конечно, для Лукашенко закрывают и этот ход. Да? Несмотря на то, что смотрят-то они в одном направлении, претендуют на одни ресурсы, Лукашенко в рамках этой системы выгодна такая более специфичная позиция, в которой он может апеллировать к тому, что в любой момент развернется в другую сторону.
России, конечно же, выгодно, чтобы Беларусь никогда этой возможности не имела. Хотя и оперативно, и стратегически мы понимаем, что КГБ Республики Беларусь, оно давно перенасыщено агентами российской разведки. Высшие чины очень часто белорусские учатся в Академии Генерального штаба, внешней разведки, ФСБ Российской Федерации. Это, конечно же, есть. Пане Ярославе, я предлагаю подключить к нашей беседе еще Степана Гавриша, заступника генсекретаря СНБО у 2008-2011 роках та заступника голови Верховної Ради України у 2000 та 2002 роках. Пане Степане, вітаємо вас. Здравствуйте. Доброго вечера, рады бачити. Да, взаимно. Пане Степане, относительно убийства Виталия Шишова, многие аналитические эксперты не только говорят о том, что это дело рук КГБ Беларуси, другие говорят, что это инспирировало ФСБ России, а ряд говорят, что они действовали сообща. А вы как думаете? Ну, то, що це політичне вбивство, скоріше за все, не викликає сумніву. Я в минулому криміналіст і часто займався подібними справами. Скажу, що сама ситуація на місці, де був повішений чи знайшли повішеним білоруського активіста, говорить про те, що надто коротка гілка, незручна ситуація, ну і плюс пошкодження на його тілі говорить про те, що він чинив опір перед тим, як це сталося. Тому, скоріше за все, це політичне вбивство. Є проблема в тому, що за свідченнями, в тому числі і інсайду спецслужб, на території України знаходиться достатньо багата кількість агентів, в тому числі і ФСБ, і агентів Комітету державної безпеки Білорусі, які під видом білоруських активістів, громадян, які покинули Білорусію, приймали участь в різноманітних акціях протесту. Тобто вони фактично документували білоруських активістів для того, щоб взяти просто на контроль. Проблема Лукашенка – це проблема, так би мовити, міні-Путіна. Путін чинює диверсійні акти на території інших країн, буває своїх опонентів, отруює їх полонієм чи новичком. І Лукашенко абсолютно прийняв до уваги цю технологію. Більше того, він особисто цим, власне, керує, судячи із його публічних навіть заяв. В зв'язку з цим можна сказати, що ця спецоперація, без сумніву, КДБ Білорусі, чи було до цього залучені ФСБ. Думаю, що з точки зору інформації, обмін інформацією, так, без сумніву, оскільки їх надто багато на території України, і ми, на жаль, великий, не знайшли поки що внутрішньої стратегії їм ефективно протидіяти. Не випадково білоруські активісти заявили про досить низький рівень безпеки для них на території України, задають ще транзитну зону для того, щоб приїхати в іншу країну. І це надзвичайно серйозний виклик для українського політичного керівництва, оскільки на території України був вбитий депутат Вороненков, чеченський активіст, підірваний Павло Шеремет підірваний, і теж є витоки із оточення білоруського президента, що це могла бути спецоперація КДБ, і є телефонні переговори. В зв'язку з цим зрозуміло, що заява президента Зеленського в цьому напрямку є достатньо такою тверезою, правильною, вчасною про забезпечення захисту білоруським активістам. Але говорити одно, а діяти ефективно друге. І поки що українська влада не продемонструвала такої, я б сказав, високого рівня дій наших спецслужб, поліції, вміння застосувати упереджувальні, профілактичні заходи, щоб не допустити подібних випадків в Україні. Це підриває не тільки довіру до нас с точки зрения Беларуси, но и всего света. Несколько дней назад наверняка вы слышали заявление представителя России в трехсторонней контактной группе в Минске Бориса Грызлова, который сказал о необходимости проведения очного заседания в ТКГ. По его словам, это бы повлияло на результативность работы трехсторонней контактной группы. И вчера буквально Алексей Арестович сказал о том, что это невозможно, хотя бы потому, что у нас есть ограничения в связи с COVID-19. Пане Ярослава, в нынешней
на ваш взгляд, политической кризисной ситуации в Беларуси. Мы не признаем результаты сфальсифицированных выборов президента в Беларуси. Вообще, насколько возможно говорить о проведении какого-то очного заседания в трехсторонней контактной группе именно в Минске? И если нет, то есть ли какая-то альтернативная площадка, на ваш взгляд? Пане Ярослава, а потім пане Степан, будь ласка. Пане Ярослав, будь ласка. Дивіться, я скажу так, что на самом деле Минск это площадка, которая существует символически, потому что сейчас эпоха ковида, все делается онлайн. Но мне кажется, что этим заявлением Грызлов в определенной мере хотел вернуть к жизни Минск, да, как площадку переговоров, потому что мы знаем, что у Лукашенко количество международных контактов, оно снизилось просто до какого-то неприличного, да, то есть там только Россия, там Кыргызстан, Таджикистан и не более. Поэтому это попытка, как мне кажется, российской стороны вернуть какую-то легитимность Лукашенко хотя бы как площадки иллюзорные. По поводу альтернативной, они существуют, действительно, проговаривали и озвучивали такие версии, как Баку, Нур-Султан, говорили про возможность проведения в Кишиневе, и остается еще Вена, да, потому что Россия, она принципиально не хочет проведения этих переговоров в странах НАТО. Однако, как мне кажется, сейчас особо и говорить очно не о чем, потому что какого-то крупного прогресса или готовности сторон менять свою позицию мы ни с украинской, ни с российской стороны не видим. Поэтому вопрос очной встречи, он откладывается еще и по причине содержания самих переговоров. Оно, мягко говоря, сомнительное. Стороны не приходят ни к какому очевидному консенсусу, и поэтому все дискуссии по поводу площадки пока не имеют смысла вообще. Пане Степане. Мінська технічна проблема. Він не має жодного відношення до взагалі суті Мінського процесу і до роботи ТКГ. Лукашенко вчора заявив, що українське політичне керівництво є ворожим до Білорусі і якби діє протиріччя українському народу. Тобто він демонструє своє неприйняття політики України, і зрозуміло, що в цих умовах навіть планувати, навіть думати про перехід до Мінська неможливо. Зрозуміло, що спікер класу Арестовича, він не може цього сказати, але нам про це треба чітко заявити. І тут виникає питання головне, яке я поставив, альтернативи. Я думаю, що, і я про це кажу давно, Мінський процес, ви знаєте, він виник як альтернатива Женевському процесу. Звідти колишній президент Порошенко вигнав американців і домовився в Нормандії з Путіним при посередництві президента Оланда за згодою Меркель про перехід в такий гібридний сепаратний режим переговорів з бойовиками, коли Росія змогла не тільки вийти із дискусії щодо Криму, яка була в Женеві, але й фактично вийти з дискусії про участь у прямій війні з Україною. І тому вона і займає постійно позицію спостерігача, включаючи і ТКГ. Нам треба закрити цю контору і забути про такий процес, оскільки фактично мова йде про те, що нам уже Меркель говорить про необхідність застосувати формулу Штайнмаєра. Нагадаю, всі нас чує, вона дуже проста. Спочатку вибори, а потім кордон. Але вибори у квазідержавні утворення, які будуть мати широкі можливості на рівні, так мовити, держави, і фактично встановлюють самі контроль за допомогою народної поліції, яка буде призначена местной владой на кордоне. Да, я понимаю, но вот отказ от Минских соглашений не повлечет ли за собой отмену санкционного режима? Ведь к Минским соглашениям так или иначе привязаны санкции за Донбасс. Если мы откажемся от Минских соглашений, нас обвинят в том, что мы их не выполняем, а за что вводить санкции? Це такий великий міф, така велика ілюзія, яка розроблена пропагандистською машиною Кремля. І вона на цьому стоїть, що мінські угоди прив'язані до санкцій. Жодне з мінських, точніше, мінські санкції, вибачте, антиросійські санкції прив'язані до мінських угод. Жодні санкції прямо не прив'язані до мінських угод і до їх виконання. Жодних санкцій, які вводилися
Мінфіном Сполучених Америки, Держдепом, які вводилися з Європейським Союзом, прямо не пов'язані. Питання в іншому. Питання в тому, що нас заставляють так думати. І таким чином, зберігаючи нормандський процес, покровителем якого є канцлер Німеччини і президент Німеччини. Як в цьому випадку поступають інші країни, які воюють? Ізраїль тощо. Наймають посередників, проводять ці переговори, використовуючи спецслужби. Ми могли б найняти будь-яку країну, Швейцарію, і саме з її допомогою проводити переговори. Чому? Тому що ОБСЄ, ми бачимо, воно не займає позицію, яка б відповідала інтересам нас, країни, як жертви. Вона стоїть посередині між агресором, не звинувачуючи його агресії, рахуючи спільні постріли, і стоїть на стороні, в принципі, часто російської офіційної інформаційної машини, в тому числі. Це стара організація, яка виникла в недрах минулої холодної війни, яка давно вичерпала цей потенціал. Була повернута Росія, ОБСЄ, і зрозуміло, що рулить вона там в основному. Тому мені здається, що нам треба шукати інший формат переговорів. Зрозуміло, що в зв'язку з цим дуже важливе має значення поїздка, візит Зеленського до Байдена. Чи вдасться нам відновити цей процес? Альтернатива одна – це Будапештський меморандум, підписаний президентами. Він був скинутий свідомо в сміттєвий кошик з одною метою – для того, щоб вивести на перший рівень угоду, яка відбулася за нашими спинами, це Порошенка з Путіним, щодо Мінських угод. Я впевнений в цьому. Мінські угоди – не конвенційні документи, не конвенційні акти. Їх не можна ні ратифікувати, ні нічого. А от Будапештський меморандум, згоду на яку давала Верховна Рада своїми постановами, є переговорний процес, є зобов'язання безпосередньо в Москві, які дані були президентом Єльциним, є цілий процес юридичних документів, які про це говорять. І нам треба просто сьогодні діяти більш активно в цьому напрямку, відновити діяльність саме цих документів, цих норм про відповідальність Росії за зрив гарантій територіальної цілісності, суверенітету України. Я думаю, що якщо цього не робити, ми будемо поволі деградувати і нести відповідальність перед Росією. І останнє скажу вам, свідчення цьому є цей, мені здається, на перший погляд і нікчемний, з другого боку, досить сильний позов з точки зору пропагандистських наслідків до ЄСПЧ щодо вини України у цій війні. Пане Ярославе, что скажете? Можем ли мы действительно отказаться от Минска и думать об альтернативной площадке, к примеру, о площадке Будапештского меморандума, о которой говорит пан Степан Гавриш? Ну, я скажу так. Отказаться от Минска действительно Киев может. Но пока, конечно же, теоретически, потому что для этого нужно много подготовительных работ, в том числе переговоров с нашими союзниками, да, с США, с Великой Британией. Готовы ли они брать на себя роль какого-то посредника, нового переговорщика, да, в этой истории с нашей стороны? Потому что мы не можем выйти просто из Минска в никуда. Да? Логичнее тогда будет просто прекратить эти разговоры в Минской ТКГ, что было там с 2018 года, и просто бросить этот вопрос на самотек, решать проблему Донбасса своими методами вне дипломатическом поле, да, как, собственно говоря, на самом деле мы бы и должны были делать с точки зрения реальной политики. Касаемо того, что Будапештский меморандум имеет какую-то более высшую силу, чем Минские договоренности, к сожалению, есть такая проблема у международных договоров. Их соблюдают ровно настолько, насколько страны этого хотят. Вот если хочет Великая Британия, США и другие подписанты соблюдать меморандум, они будут его соблюдать. И точно так же Россия не захотела нас соблюдать, она его не соблюла. Ну, по мнению России, конечно, она его якобы соблюдает. Но тут самая большая проблема состоит в том, что Украине нужно искать не юридические формулы, да, а какие-то реальные аргументы. Россия нашла в качестве реального аргумента газ, которым повлияла на Германию. В конечном итоге Германия повлияла на США, и Россия получила для себя чуть более выгодную международную обстановку, чем изначально. Украине нужно искать тоже аргументы, которые не будут апеллировать к идеологии, к ценностям, к праву, а будут абсолютно
реалистичными. Да? Мы должны находить точки соприкосновения. И я уверен, что западные партнеры, они поймут, что им гораздо выгоднее пойти на уступки нам, не ломать нам колени, чем потом получить тысячи беженцев, которые в конечном итоге поедут и во Францию, и в Германию, и куда угодно, и повлияют в конечном итоге на результат выборов. Мне кажется, что дискуссия вокруг форматов урегулирования, она немножечко бесплодна, потому что гораздо важнее для Украины найти точки взаимодействия с участниками форматов. То есть как мы повлияем на Францию, как мы повлияем на Германию, как мы повлияем на США. Ситуация последних нескольких месяцев, она показала, что мы, по сути, не знаем вообще, как повлиять на эту Германию. Вся наша надежда на борьбе с Северным потоком, она базировалась на том, что США отстоят наши интересы. Но даже США не смогли это сделать. Поэтому с каждым нужно искать реалістичні точки соприкосновення. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Я поясню. Так, пане Степане, буквально минутка-полтори. Будь ласка. Я думаю, що ви недооцінюєте міжнародне право. Треба вийти з Мінських угод. Це буде саме сильний вплив на Німеччину і Америку. А для того, щоб не морочитися з розмовами відносно того, що дотримується меморандуму чи ні, подати позов у Стокгольмський, Лондонський будь-який суд і визнати, що Росія порушила цей договір, і таким чином зобов'язати і компенсувати нам всі збитки, причинені війною. Тобто висунути вимогу репарації, і тоді американці всі інші будуть діяти. Ми арештуємо Північний потік, арештуємо флоти, арештуємо танки, якими вивозять сьогодні в Америку важку нафту. І Росія сьогодні друга після Канади по поставках важкої нафти в Америку. 35 мільйонів барелів в рік. Тобто ми будемо чекати в Мінських угодах, які загнали українські Збройні сили в окопи, і тримати там будуть невизначений час. Там будуть вмирати люди. Ми будемо судити добровольців з ПТСР, але виходу з цього не буде. Якщо ми не вийдемо з Мінських угод, нам ніхто не допоможе. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Дякую вам дуже, пане Степане. Спасибо большое, що підключились к нам в ефір. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», та Степан Гавриш, заступник секретаря СНБО у 2008-2011 роках, були з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся. Буквально через 2 минуты смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. Далее мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Оставайтесь с Первым крымстарским телеканалом АТР. Корушкин Юдостар. Найсильніші куряшисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Куреш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команда з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Турнір відбудеться 8 серпня в Києві в Палаці спорту «Венета Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11Б, вхід вільний. О 13-й годині також розпочнеться пряма трансляція турніру на телеканалі АТР. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Я, оказывается, преступник, и мне 8 месяцев дали. 8 місяців обмеження волі. Окупаційний суд Судака виніс вирок голові Судакського регіонального меджлісу Ельвіру Аметову. Його звинуватили у незаконному зберіганні частин зброї. 2 года назад нашли в музее музейные экспонаты.
И один из этих экспонатов оказался способен на стрельбу, которую отверткой можно поправить, как-то стрелять, я не знаю. Он у меня под стеклом лежал, сколько лет никому не надо было. Но это причина была. У меня изъяли удостоверение председателя Меджлиса района, так как я не отказываюсь от этого, я как есть и буду до последнего председателя Меджлиса района, пока народ меня не переизберет. Адвокат Олексій Ростовцев каже, що звинувачення не обґрунтоване. По-перше, матеріали справи зібрані з порушеннями, тому їх взагалі не мали розглядати. По-друге, Ельвір Аметов частини старовинної зброї зберігав у своєму домашньому музеї, тому його можна було звинуватити лише в незаконному колекціонуванні. А це не кримінальна справа, а лише адміністративна. Эти части хранились под стеклом в домашнем музее. Они экспонировались и экспонировались для школьников, для жителей города Судака, как уголок Великой Отечественной войны. В пункте 11 пленум говорит от имени Верховного суда: под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также иных местах, обеспечивающих их сохранность. Разве можем мы считать сокрытием помещения предмета под витринное стекло музея? Ну, это нонсенс. За рішенням окупаційного суду Ельвіру Аметову заборонено залишати територію, визначену судом. Він періодично повинен відмічатися в окупаційному відділку поліції та не має права відвідувати громадські місця. Стараются нас запугать, что ли, или что они хотят этим сделать, вот эта власть, которая пришла к нам. Ну, нас запугать уже нечем. За все эти годы наши отцы, матери страдали от этого всего. Теперь мы страдаем, теперь останется еще нашим внукам, правнукам, наверное, привыть продолжение. Я думаю, Аллах, с помощью Аллаха все восстановится на место и будет наша государственность. Крымский татарский народ все же освободится от этих оков, которые нас оковали уже почти 300 лет. І я думаю, мой народ заживе спокійно на своїй родині. Повне рішення окупаційного суду Ельвіру Аметову ще не вручили, тому територія обмежень та інші обмежувальні заходи невідомі. По сути, ничего связанного с уголовной деятельностью Ельвира Ага по факту нет. Мы расцениваем это как политическое преследование Ельвира Ага, потому что он человек активный, его знают люди, и вот таким образом, лишая его возможности перемещаться по Крыму, я не знаю, мы еще не читали до конца решения, возможно, только ограничат его только Судаком. Таким образом его ограничивают встречи со своим народом, сообщения с ним. Окупанти справу щодо Ельвіра Аметова розглядали майже 2 роки. На кожне судове засідання збиралося чимало людей. Вони переконані, надумана справа проти голови регіонального меджлісу – це спроба тиснути на весь народ. Кажуть, завжди стоятимуть пліч-опліч зі співвітчизниками і ніколи не залишать сам на сам з окупантами. В отношении крымских татар и мусульман идет целенаправленное ущемление, дискриминация. Поэтому, несмотря на это, мы, крымские татары, я в том числе, будем поддерживать своих крымских татар, мусульман. И будем всегда с ними вместе будем находиться. Сторона захисту з таким рішенням окупаційного суду не згодна. Після отримання повної версії вироку будуть його оскаржувати та вимагати припинення сфабрикованої справи проти Ельвіра Аметова. Сергія Абісова повторно викликають на судилище у справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупаційний суд Армянська задовольнив клопотання захисту і чекає на допит в якості свідка Абісова, якого навесні 2014 року окупанти поставили на чолі так званого МВС Криму. Також викликають Живаєва, який тоді ж командував окупаційними прикордонниками, що стояли на межі Криму та Херсонщини, і російського прикордонника, що не пропустив Мустафу Джемілєва
Джемілєва на московському литовищі Шереметьєво. Крім того, на засіданні допитали свідків захисту. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял та заступник голови ЦВК Курултаю Назім Міметов 3 травня були на адмінмежі. Згадують, що жодних указівників про буцімто наявність державного кордону там не було. За їх словами, там була лише шеренга озброєних людей без розпізнавальних знаків. А Наріман Джелял чув, як Мустафа Джемілєв казав, що не йтиме до Криму, щоб не спровокувати зіткнення. Мустафа Джемилев выступил перед людьми рядом с этой будкой и сообщил о том, что российские власти не собираются пропускать его в Крым. В этот момент велись переговоры относительно того, чтобы людей пропустили обратно, если Мустафа Джемилев не поедет в сторону Крыма. Мустафа Джемилев принял решение не накалять обстановку и не двигаться в сторону Крыма. После этого люди начали выходить обратно. К тому моменту шеренга усилилась приехавшими на 2 военных грузовиках силовиками. Кроме того, были представители так называемой самообороны, которые были вооружены цепями, палками и иными предметами, которыми можно нанести увечья. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Російські окупанти обстріляли цивільні квартали Красногорівки на Донеччині. Поранено 56-річного місцевого жителя. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. З протитанкових гармат МТ-12 били по житлових будинках. Прямим влучанням пошкоджено квартиру багатоповерхівки на вулиці Східна. Зі слів місцевих жителів, саме ці будинки окупанти вже атакували у перші роки війни. Крім того, минулої доби під ворожим вогнем український воїн дістав бойове травмування. Нині він у задовільному стані, кажуть у штабі, та ушпиталений. Окупанти гатили зі ствольної артилерії, важких мінометів та іншої зброї. Натомість дістали вогонь у відповідь від українських військових. Станом на 7 годину ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Воював проти України, відправився за ґрати на 10 років. Бойовика з лав окупантів Донеччини засудили за посягання на територіальну цілісність України та участь у терористичній діяльності. За даними СБУ, він чинив збройний спротив українському війську. Бойовика у травні затримали контррозвідники СБУ. За даними спецслужб, він саме збирав розвідувальні дані про Збройні сили України. На Кримське узбережжя знову викинуло вбитого дельфіна. На ньому сильні ушкодження, а до хвоста прив'язано мотузку. Зазвичай така доля дельфінів, що потрапляють до тенет рибалок. Дехто топить їх з вантажем або завдають проникаючі поранення в черево, щоб тіло точно потонуло і не спливало під час розкладання. А значить, не було потім знайдено на березі. Наприкінці травня в морі неподалік кримських берегів вже виявляли кладовище дельфінів. Видно, як вони бовтаються на мотузці, прив'язані до каменів. Так рибалки замітають сліди, впевнені дослідники. Щоб потрапити на материкову частину України з окупованого Криму, тепер треба здати безкоштовний тест на антиген. Набули чинності нові правила перетину адмінмежі, повідомляють у Держприкордонслужбі. Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації або зробили бодай перше щеплення, можуть не тестуватися. В разі підтвердження ковіду – 10-денна самоізоляція, а за 72 години запуститься програма «Дій вдома». Але є винятки. До них належать неповнолітні, учасники ЗНО, абітурієнти, які вступають до українських вишів, а також одна особа, яка його супроводжує. Вони не ізолюватимуться.
На КПВВ «Каланчак» пункт тестування облаштований в приміщенні ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг. Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 годин дня. У вихідні та святкові дні можна зробити такий тест у приміщенні Каланчацької лікарні. Тестування таке безкоштовне. На КПВВ «Чангар» тестування проводять в приміщенні автостанції представники Червоного Хреста. І таке тестування проводиться з понеділка по п'ятницю з 8 до 4 дня. Сейчас в наличии по факту на территории Херсонской области есть 35 тысяч тестов для тестирования людей, которые выезжают через админ-границу. В ближайшее время, по информации Департамента здравоохранения, они ожидают пополнения этих фондов. Поэтому говорить о том, что какие-то проблемы в том, что недостаточно обеспечены тестированием эти пункты, сейчас не приходится. Перетинів адмінмежі окупованого Криму та Херсонщини поменшало на чверть, повідомляють у Держприкордонслужбі. За їх підрахунками, з початку року межу перетнули 296 тисяч людей та 37 тисяч автівок. А це на 25% менше, ніж у першому півріччі минулого року. У Великій Британії пом'якшують карантинні правила. Скасували 10-денний карантин для повністю вакцинованих туристів і британців, які прибувають з Франції. У Франції різко скоротилася кількість випадків зараження бета-штамом коронавірусу. Також цей варіант вже краще вивчили. Це означає, що Францію можна безпечно включити в той же список, що й багато інших країн. Це дозволить спростити правила. До середини липня Франції був присвоєний жовтий статус. Однак через поширення дельта-штаму його змінили на жовтий плюс. Тобто навіть повністю вакциновані мандрівники при в'їзді до Сполученого Королівства повинні були проходити карантин. 8 серпня правило скасують і Франція знову стане жовтою. Також зміниться статус Австрії, Німеччини, Словенії, Словаччини, Латвії, Румунії та Норвегії. Їм присвоять зелений статус. Тим, хто приїжджатиме з цих країн, не потрібно буде самоізолюватись, навіть якщо вони зробили щеплення тільки однією дозою вакцини. Крім того, статус Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Катару змінять з червоного на жовтий. Поки до нас не можуть приїжджати з країн, включених до червоного списку. Виняток – громадяни Великої Британії, Ірландії чи люди з посвідкою на проживання в нашій країні. І ми рекомендуємо взагалі не їздити в країни з червоного списку. Вакцинація у Великобританії йде дуже швидкими темпами. Однак санітарні правила, що постійно змінюються, відлякують зарубіжних мандрівників. Все це заважає відновитися туристичному сектору, що постраждав під час пандемії. Від Закарпаття до Луганщини і від Сумщини до Криму. У Києві презентували традиційний жіночий одяг та його сучасну інтерпретацію. Тут близько 50 костюмів з усіх етнографічних регіонів України. Різноманіття кольорів, орнаментів та фасонів. Одяг кожного краю відрізнявся не тільки від регіону до регіону, але й від села до села. Ось відомий орнамент Київщини – троянди. Але вони зовсім не головні елементи. Тут сама давня техніка вишивки біллю, білим по білому, вишивка по сітці, вирізування, лиштва і дуже делікатно, дуже грамотно і високохудожньо доданий колір. Власне, оці трояндочки, яких ми очікуємо від Київщини, але вони доповнюють і підкреслюють красу білої вишивки. На заході України найдорожчі вишиванки прикрашали так званою кучерявою вишивкою. Опуклий візерунок зроблений вовняними нитками. Самі костюми були зшиті так, щоб було зручно ходити горами. А це вже борщівська вишивка з Тернопільщини, виконана чорними траурними нитками. Частина експозиції присвячена весільним вбранням. Вони були багатошаровими не випадково. Молоду додатково обмотували тканиною, а іноді й рушниками. Це робили для того, щоб у якомусь сенсі захистити дівчину. Вона лишається захисту свого роду. І тому сама вразлива дівчина, саме в момент весілля, вона не набула ще підтримки роду молодого, вона ще не створила родину, але вона вже позбулася оцього одвічного захисту. Берегиня роду, її роду. А найціннішим елементом такого наряду було намисто.
Наприклад, моя бабуся, коли виходила заміж, то її батько, це вже мій прадід, продав 2 волів, щоб купити коралове намисто 7 низок і з бурштину. На виставці також показують традиційний одяг Луганщини, Донеччини та кримських татар. Експозиція проходить у Національному музеї Тараса Шевченка до 25 серпня. Синьо-жовтий з тризубом та небесно-блакитний з золотою тамгою. Національні стяги українців та кримських татар прикрашають пояс майбутнього переможця турніру з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». А ті, хто зійдуть на п'єдестал, будуть відзначені медалями Федерації «Курєш». Міжнародні змагання відбудуться 8 серпня у Київському палаці спорту «Венето-Спорт». Серед борців з різних регіонів України, зокрема й окупованого Криму, а також Румунії, Туреччини та Туркменістану. Турнір присвячено Міжнародному дню корінних народів. Вхід вільний для всіх охочих. Також змагання транслюватимуться наживо на телеканалі АТР. Найсильніші куряшисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команда з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Турнір відбудеться 8 серпня в Києві в палаці спорту «Венето-Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11Б, вхід вільний. О 13-й годині також розпочнеться пряма трансляція турніру на телеканалі АТР. Салям алейкум, Харлах Шамар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы поможете первому крымстарскому телеканалу АТР и станете частью большой крымстарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка и помощь помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А вот буквально несколько минут назад прошла такая новость, которую я бы хотела с вами поделиться. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма противостоять оккупации. При этом глава государства убежден, что детям в школах необходимо рассказывать объективную информацию о происходящем. Цитирую. «Я всегда говорил, территории очень важны, но прежде всего люди. Сегодня людям там сложно устоять против информационных атак, сложной жизни устоять и остаться в душе и в сердце украинцам. Сложно, потому что люди должны выживать. Я понимаю, что надо кормить ребенка, и вот школа, на ней флаг ДНР. Ну а где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу, и ему нужно как-то разговаривать с детьми, как-то постараться донести до них объективную информацию. Вот это задача, вот это информационная победа. Это намного важнее любой пули». Конец цитаты. Также Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация, точнее он убежден в том, что Российская Федерация со своей стороны будет жалеть через принятые решения относительно оккупации. По его мнению, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами. Цитирую. «Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас Крым, а не Донбасс? У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже, погибших гораздо больше, на много тысяч людей. А потому что Крым – это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально, возможно, на поколение, на два, так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать». Конец цитаты. С нами сейчас по телефону
На прямой связи Юсуф Куркчи, заступник міністра тимчасово окупованих територій 2016-2019 роках. Юсуф ага, ассаляму алейкум. Салям алейкум, но у меня очень такой фон шумный, я не знаю, вы слышите меня или нет? Алло. Я вас слышу прекрасно, а вы меня сейчас... Все нормально, спасибо. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Юсуф ага, в последнее время с приближением саммита Крымской платформы мы слышим очень много новостей по Крыму, очень много новостей по Крымской платформе. Вот буквально несколько дней назад стало известно, что пока что 31 страна присоединится к инаугурационному саммиту. Вот на ваш взгляд, это хороший уровень, это хорошее представительство, это то, чего вы ожидали? Смотрите, это формат, который инициирован в этом году. И говорить о том, или оценивать, насколько он реализован до того, как он проведен, наверное, было бы неправильно, потому что открывать результатов работы этого форума по всей, скажем, декларации, сегодня слышал, что это будет 3 платформы. И результат каждой платформы надо будет уже оценивать после какой-то работы. Не надо забывать, что этот форум, он такой инаугурационный, который говорит о том, что будет просто этот формат презентован. И на этом формате будут созданы определенные площадки, которые будут работать в интересах Украины с целью приблизить деоккупацию Украины. А вот какие именно механизмы, на ваш взгляд, могут быть разработаны на саммите Крымской платформы, которые бы тем самым приблизили деоккупацию Крыма? Что это может быть? Если говорить о том, если исходить из того, что это международная платформа, международная площадка, то я бы ожидал бы того, чтобы определенным образом были даны оценки тем существующим инструментам безопасности международным, которые существуют после Второй мировой войны, а именно тем инструментам безопасности, в основе которых стоит и устав ООН, и вся структура Организации Объединенных Наций, которая была и создана с той целью, чтобы предотвратить возможные конфликты человечества на этой планете, с целью предотвратить такое количество жертв. И в этот момент страны, учредители этой организации определенным образом думали о будущем. К сожалению, уже мы стали свидетелями того, что те инструменты недостаточно эффективны. И мне бы хотелось, чтобы результатом этой работы не обязательно сразу первого этого форума, то результатом этого работы должна быть дана оценка эффективности этих существующих инструментов, потому что не только Украина пострадала, скажем, не самой эффективной системой безопасности, но и Грузия, и Приднестровье. Я думаю, по миру найдутся еще несколько примеров, которые говорят о том, что эти инструменты, скажем, не то чтобы утратили свою актуальность, а то, что они утратили свою былую эффективность. И это в большую очередь связано с тем, что основным нарушителем этих всех договоренностей является одна из стран, член-участников Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая имеет возможность блокировать любые решения, как и любая из этих членов Совета Безопасности. Поэтому этот нюанс, который определенным образом нарушает, скажем, такое вот равенство всех субъектов, участников этого международного инструмента, должны быть дана оценка этому всему. И опять предотвращение подобного и исправление тех ошибок, которые совершились. В Министерстве иностранных дел Украины заявляли о том, что по итогу инаугурационного саммита будет представлена Крымская декларация, и она открыта к подписанию тех стран, которые примут на саммите Крымской платформы. И не только. Принимаете ли вы участие какое-то в разработке этого документа? Есть ли у вас информация, что именно содержит этот документ? Я не принимаю участие, потому что есть люди более опытные, более квалифицированные.
обследованы в этом плане. А то, что касается декларации, то я уверен, что не должна быть меньше повестки, чем все те документы, приняты Радой Европы, чем те резолюции, которые приняты Организацией Объединенных Наций. Это такого рода, знаете, подтверждение статуса и, возможно, закрепление определенных инструментов и дополнительных обязательств, которые, конечно, должны будут страны-участники развивать. Чусагулнас Юсуф Ага возле Багланган зачен, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юсуф Коркчи был с нами на прямой связи, заступник міністра тимчасово окупованих територій у 2016-2019 роках. Я бы хотела сообщить следующее. В пятницу, то есть завтра, начнется учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джепар, сообщается на официальной странице Крымской платформы в социальных сетях. Указывается, что в форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Давайте послушаем цитату. Місія експертної мережі пов'язана з місією Кримської платформи і покликана сприяти консолідації міжнародної підтримки звільнення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Чорного і Азовського морів від російської окупації, подолання його негативних наслідків, розробляти і адвокатувати експертні напрацювання з відповідної тематики. С нами сейчас на прямой связи Петро Олещук, політолог, міжнародний доцент кафедру КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Петро, вітаємо вас. Сілям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Приближается уже инаугурационный саммит Крымской платформы. С каждым днем мы видим различные информационные сообщения относительно того, кто именно примет участие на саммите Крымской платформы, как много стран. Пока что известно, что 31 страна примет участие, отправит своих представителей. На ваш взгляд, это достойный уровень? Ну, я думаю, для початку так. Тому що, в принципі, ініціатива нова і поки що вона перебуває у форматі становлення. Звичайно, що всі ми чекаємо якомога більш серйозного представництва. Звичайно, є своя специфіка у зв'язку з тим, що це літній період. Але, в принципі, є сподівання те, що старт буде непоганий, а далі вже від нас буде залежати, як ми це все наповнимо змістом. Угу. Вот относительно содержания Крымской платформы. На сегодняшний день, вот уже 5 августа, есть ли у нас понимание, что именно будет включать в себя Крымская платформа, насколько она будет эффективна в вопросе той цели, которую она для себя определила, а именно в вопросе деоккупации Крыма? Давайте поговорим о содержании. Ну так, знову ж таки, в принципі, дійсно, немає ніякого сенсу збирати будь-які платформи, якщо не стоїть безпосередня задача, пов'язана із деокупацією Криму і відновленням територіальної цілісності і суверенітету України. Але поки що, як я бачу, перше засідання, його головна пряма мета, не стратегічна, а от саме цього засідання – це повернення питання окупації Криму до світового політичного дискурсу. Актуалізація цього питання як важливого, а не такого, знаєте, яке згадується в числі інших питань, тому що, на жаль, тривалий час питання Криму згадувалося лише, знаєте, у переліку відповідних проблем і конфліктів, які на даний момент присутні у Європі. Нам треба нагадати світу про те, що проблема є, вона нікуди не дівається, вона не втрачає свою актуальність, вона не зменшується, навпаки, лише зростає з часом. І я думаю, що ми повинні про це нагадати, про ті соціальні наслідки, які мала окупація Криму, про екологічні наслідки, про економічні наслідки і про купу проблем, які в підсумку всі одержали в результаті даних протизаконних дій з боку Російської Федерації та її керівництва. Це те, що я бачу саме стосовно першого засідання Крымской платформы. Ну а что мы получим, вот продекларируем, окей, эти все проблемы, да, что мы получим по итогу, озабоченность, поддержку, а дальше?
Дивіться, значить, дійсно це все виглядає таким чином, що навіщо нам потрібно це все, який у цьому сенс. Але якщо ми подивимося на реакцію Росії, вона, м'яко кажучи, не дружня. І вона, м'яко кажучи, така достатньо хвороблива, я би так сказав, по відношенню до Кримської платформи. Тобто вони так стараються постійно або якимось чином зменшити її значення, погрожують, до речі, учасникам потенційним Кримської платформи погіршенням відносин з Росією. Тобто для них це абсолютно серйозно. Я навіть можу пояснити, чому це для них серйозно. Так. Тому що ідеологія Росії, вона достатньо проста і, знаєте, от вона така, на перший погляд, не дуже ефективна, але, очевидно, вона розрахована на достатньо тривалу перспективу. Росіяни розуміють прекрасно, що в рамках якихось правових норм вони не доб'ються визнання анексії Криму, вони не доб'ються це в рамках якоїсь апеляції до світового співтовариства, і тим більше не доб'ються вони якихось домовленостей міжнародних, які би це все зафіксували. Очевидно, вони просто хочуть закріпити за собою Крим явочним порядком. Щоб усі, в принципі, знаєте, звикли вважати, Крим там, все одно там Росія сидить, вона нікуди не подінеться. Це логіка, яку, наприклад, вони, до речі, достатньо успішно використали в спростуванні Північного потоку. Ми пам'ятаємо цю позицію Сполучених Штатів. Що ж ми зробимо? Він вже практично добудований. Навіщо на 90% втручатися? І цю логіку вони використовують постійно. Явочним порядком фіксувати свої незаконні дії, і якщо їх не легалізувати, то бодай зменшувати рівень відповідної уваги до них. І тому росіянам дуже не подобається, коли Україна знову нагадує про питання Криму, про те, що Росія окупувала частину української території. Україна цього не визнає, визнавати не збирається. Україна не визнає цей стан справ як щось нормальне. І якщо ми справді нормально, серйозно проведемо цю платформу, то Росії за великим рахунком треба буде починати наново цю їхню гру. Про явочний порядок, про те, що треба визнавати відповідний стан справ, який є, треба миритися, перезавантажувати відносини, треба визнавати те, що реально існує і тому подібне. Треба вигадувати, знову ж таки, нову версію цієї риторики, запускати другу серію. Вони вигадають, вони запустять, ми не сумніваємося, а ми повинні діяти далі, так, як, власне кажучи, ми і повинні в цій ситуації це робити. Тому навіть реакція Росії, вона, як на мене, в цій ситуації є достатньо показовою. Но после инаугурационного саммита Крымской платформы, я так понимаю, что будут работать экспертные группы, а будет ли, на ваш взгляд, создана какая-то институциональная модель Крымской платформы? Как она может работать в дальнейшем? Ні, було б логічно, якби якась відповідна структура була створена, невелика, але принаймні хтось повинен готувати відповідні документи, узгоджувати це все. Тобто якась структура повинна бути. Як конкретно вона повинна функціонувати, я вам не скажу, я цього всього не розробляю. Можливо, при якійсь відповідній державній інституції, у нас є, наприклад, і відповідні структури державні, які займаються окупованими територіями, є РНБО, є інші відповідні структури, тобто, в принципі, тут варіанти можуть бути різні. Це на даному етапі, я думаю, не настільки важливо, тому що, в принципі, все одно все буде вирішуватися, ключові рішення розроблятися і ухвалюватися на рівні вищого політичного керівництва. Але справді якась структура постійно діюча повинна бути. Крымская декларация, говорят, в Министерстве иностранных дел Украины будет подписана по итогу инаугурационного саммита Крымской платформы. Вот, на ваш взгляд, что должно быть в этой декларации? Может ли Украина в этой декларации предложить некую дорожную карту по деоккупации Крыма? Или это будет такой рамочный документ с четкой артикуляцией проблем, связанных с Крымом, с призывом не признавать оккупацию и так далее? И вот как это, что это будет? Что может из себя представлять этот документ? Сам формат декларації, він, в принципі, навряд чи передбачає наявність якоїсь дорожньої карти, і тим більше, що було б достатньо дивно, якби Україна опублікувала всі свої можливі заходи, наприклад, у напрямку деокупації півострову. Просто тому, що значна частина цих заходів публічними бути не може. З цілком зрозумілих причин. Ми будемо інформувати Росію, що ми в цій ситуації плануємо діяти.
Я думаю, що знову ж таки в цій декларації будуть підтверджені всі ті факти, які нам відомі щодо окупації Криму і незаконності цих дій з боку Російської Федерації. Ну і я думаю, що так само там будуть включені в тому числі усі негативні моменти, які стосуються окупації. Найочевидніші проблеми – це в першу чергу проблеми з правами людини на території Криму, з усіма відповідними моментами і аспектами. Я думаю, що навряд чи ця декларація можлива, наприклад, без питання політичних в'язнів путінського режиму на території Криму. Питання пов'язані з економікою, з соціальними проблемами, зокрема соціальними проблемами вимушених переселенців з території півострову. Проблеми, знову ж таки, економічного характеру, зокрема проблеми пов'язані із фактично піратським захопленням української власності на території півострову, як державної, так і такої, що належить громадянам України. Ну, зрештою, екологія, тобто фактично, знову ж таки, не можна в сучасному світі не згадувати, в тому числі екологічні проблеми, а вони від окупації півострова більш ніж очевидні. Я думаю, що це все обов'язково має бути згадано і має бути висунута спільна позиція з боку учасників Кримської платформи з цих питань. Пане Петро, давайте вместе еще обсудим визит президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США 30 августа. Об этом Кулеба написал на своей странице Facebook. Он рассказал, что во время визита запланированы встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, с которым они уже встретились, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками. Давайте вместе послушаем цитату Дмитрия Кулеба и вернемся к нашей беседе. У президентів є низка великих тем, але якими б вони не були, не буде жодних підвищених тонів або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Каковы ваши ожидания от визита президента Украины Зеленского в Вашингтон? Стоит ли нам ждать каких-то прорывных решений, каких-то двухсторонних соглашений в вопросе нашей безопасности? Не только. Что это может быть? Ну, знову ж таки, я тут нічого прогнозувати не візьмусь, але є підстави очікувати. Є підстави очікувати на підписання якихось документів, які, можливо, навіть будуть виходити за рамки того, що ми зараз можемо очікувати. Чому я вважаю, що є підстави думати саме таким чином? Так. Ні для кого не є секретом, як в Україні було сприйнято підписання спільного меморандуму стосовно Північного потоку між лідерами Німеччини та Сполучених Штатів. Але так само негативну реакцію це викликали в самих Сполучених Штатах. Якщо проаналізувати відповідний дискурс, який там сформувався, ну, мало того, що республіканці всі обвинувачують президента Байдена в зраді національних інтересів і в поступках Росії, так значна частина демократів так само виступають проти цієї угоди, вважають її надзвичайно невигідною та шкідливою, в першу чергу, для самих Сполучених Штатів. А в такій ситуації, знову ж таки, недаремно Сполучені Штати закликали Україну якось так не дуже опиратися цій угоді, але позиція України, вона залишається незмінною. І справді Україна продовжує вважати, що ця угода є надзвичайно шкідливою не лише для України, але й загалом для безпеки усієї Європи. В таких умовах я думаю, що президент Байден, його адміністрація зацікавлені в тому, щоб показати, що вони не проросійські, вони не йдуть на якісь поступки, навпаки, вони підтримують Україну. В якій формі вони це можуть робити, я не знаю. Ну а вот что мы можем предложить в обмен Северному потоку-2? Что мы можем попросить в обмен Северному потоку-2? Что нам могут предложить Соединенные Штаты Америки в качестве компенсации? Знову ж таки, Україна, в принципі, протягом усього періоду будівництва цього самого Північного потоку наголошувала на тому, що ця проблема носить не лише економічний характер, хоча, звичайно, є серйозні економічні ризики, загрози для України, і не лише втрата грошей за транзит, але й питання забезпечення України газом,
Тобто викликів економічних багато, але ще більше викликів безпекових. Тому що, знову ж таки, Росія цілком може піти на те, аби використати переспрямування відповідних газових потоків для того, аби таким чином розв'язати собі руки у випадку подальшої агресії проти України. Значить, Україна повинна сформулювати цю проблему і очікувати від Сполучених Штатів конкретних додаткових гарантій безпеки проти подальшей российской агрессии и расползания. Да, так в этом-то и вопрос. В этом-то и вопрос. А что это могут быть за гарантии? К примеру, вот ряд аналитиков говорило о том, что Соединенные Штаты Америки могут дать нам статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Насколько это серьезная, к примеру, гарантия, компенсация в обмен за Северный поток? Так, ну, знову ж таки, я таким чином хочу сказати, що, звичайно, самі по собі обіцянки чергових санкцій подібною гарантією не є. Значить, ми повинні очікувати чогось додаткового. Очевидно, що назване вами рішення, документ, зокрема, визнання України в якості союзника Сполучених Штатів поза НАТО, це не може розглядатися як повна ідеальна компенсація, але все ж таки це достатньо серйозний крок, який, я думаю, в Україні, і не лише в Україні, можна було б сприймати як однозначне визнання за Україною відповідних перспектив. Ну і загалом зрозуміло, що навіть подібне визнання – це вже певний безпековий механізм, тому що абсолютно очевидно, що Сполучені Штати не зможуть, задекларувавши Україну в якості союзника, спокійно спостерігати за тим, як, наприклад, Росія буде намагатися, наприклад, цього союзника підкорити. Тому це серйозно. Звичайно, що ми повинні ставити питання про конкретику щодо євроатлантичної інтеграції. Це те, що від нас в першу чергу нам потрібно в першу чергу від Сполучених Штатів. Тобто ми повинні щонайменше поставити це питання. Звісно, я не тішу себе ілюзіями, що ми цю перспективу от буквально там цього місяця одержимо, але якоїсь так само конкретики щодо перспектив членства в НАТО ми повинні на це знову ж таки розраховувати. Ну і в якості союзника ми, я думаю, цілком можемо запропонувати Сполученим Штатам. І Сполучені Штати, як союзники, цілком можуть підтримати нашу пропозицію щодо розміщення на території України військових баз Сполучених Штатів. Я, знову ж таки, думаю, що на даному етапі ми не можемо говорити про це як про доконаний факт, але я думаю, що нам треба ставити це питання і спільно з адміністрацією Сполучених Штатів працювати в цьому напрямку. Як на мене, розміщення військових баз на території України Сполучених Штатів суттєво знижує перспективи широкомасштабного військового вторгнення на територію України з боку Росії. Отже, це певна безпекова гарантія. Эти аргументы достаточны для Соединенных Штатов Америки, потому что эти аргументы мы, в принципе, приводили, руководство Украины приводило на протяжении последних нескольких лет, но, к сожалению, это никак не повлияло на то соглашение, которое было заключено между Германией и США. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Але тут треба враховувати так само і певні внутрішньополітичні американські нюанси. Тобто, як я вже казав, угода сприймається між Німеччиною і Сполученими Штатами, сприймається вкрай негативно не лише в Україні. Фактично, американський істеблішмент каже цій угоді, ну не те щоб ні, але, м'яко кажучи, невдоволений. І це ставить, наприклад, під загрозу розколу саму демократичну партію Сполучених Штатів напередодні чергових виборів. Це створює інші проблеми для адміністрації Байдена, який прийшов до влади, в тому числі декларуючи достатньо серйозний опір режиму сучасної Росії. В такій ситуації Байден так само зацікавлений показати, що він не здає Україну, що він не проросійський. І в цій ситуації для України і української дипломатії відкривається можливість. Це недоконаний факт. Це не означає, що ми там зможемо обов'язково це просунути, але це можливість.
І як ми цю можливість використаємо, наскільки ми зможемо бути переконливими в цій ситуації, я не знаю. Але я знаю, що ця можливість є. І зараз, мабуть, в цій ситуації, яка саме зараз склалася, все те, що я сказав, виглядає дещо менш неймовірним, ніж, наприклад, ще там рік-півроку тому. Ну, давайте попробуем обсудить вопрос Северного потока-2 в контексте наших сил. Что мы можем сделать после 2024 года, когда заканчивается контракт между Украиной и Россией? Вот как нам дальше действовать? Что мы можем сделать со своим ГТС? Как мы можем его переориентировать, если газ, полностью транзит газа через нашу страну будет прекращен? Тут знаєте, яка проблема? Проблема вона в тому, що росіяни, вони швидше за все не захочуть нам давати 4 роки, щоб ми добряче підготувалися, ну і розуміючи, в принципі, якусь чітку перспективу, якось до неї підготувалися. Знову ж таки, не треба бути великим аналітиком і політологом, аби передбачити, що у Росії, наприклад, можуть початися якісь проблеми із ГТС на кордоні з Україною. Якісь терористи можуть підривати газогони. Або просто, наприклад, Росія може сказати, що Україна краде європейський газ, і тому вони змушені переорієнтовувати газові потоки на північний напрямок. Це було б абсолютно в дусі такої, знаєте, дріб'язково-злодійкуватої натури російського режиму. Тому, знову ж таки, ми не повинні тішити себе ілюзіями, що у нас буде 4 роки. Їх у нас може не бути. Це факт. Значить, ті декларації, які на даний момент є, вони насправді нічого не гарантують і нічого в цій ситуації не забезпечують. Тому швидше за все, насправді, найближчим часом будуть чекати певні кризи. Кризи пов'язані з енергетикою, з відповідними енергетичними ресурсами, з газом і тому подібне. На жаль, ми не зможемо швидко, миттєво якимось чином це питання вирішити, цю проблему вирішити. Хоча певним позитивним моментом є те, що все ж таки Північний потік, так або інакше, хоча він і збудований, знову ж таки, саме в першу чергу за участі Німеччини і Росії, але Німеччина все одно залишається членом Європейського Союзу. А Європейський Союз за всіх своїх проблем все ж таки залишається правовим простором, який об'єднує у собі багато країн. І окрім України, Північний потік зачіпає інтереси багатьох інших східноєвропейських країн, в першу чергу Польщі. Польща достатньо серйозно налаштована опротестовувати. Якщо не добудову Північного потоку, а він швидше за все буде добудований, як його запуск в експлуатацію і багато інших нюансів. І все ж таки в Європейському Союзі залишаються правові механізми продовжувати цю боротьбу, хоча б не у питанні добудови, то в питанні експлуатації Північного потоку. І я думаю, що ця юридична боротьба, вона триватиме. Так само... смена власти в Германии, я имею в виду выборы уже в Бундестаг этой осенью и в дальнейшем выборы во Франции президента, они каким-то образом могут повлиять на все эти процессы? К примеру, могут ли повлиять со стороны Германии на Северный поток, а со стороны Франции и Германии на нормандский формат, Минские соглашения и так далее? Ні, звичайно, можуть. Інша річ, що, знову ж таки, навряд чи в випадку Мінського процесу якісь глобальні зміни зараз можливі. А стосовно Північного потоку, ми можемо лише припускати. Ми знаємо, наприклад, що деякі політичні сили Німеччини, які йдуть на вибори, вони достатньо серйозно опонують проєкту Північного потоку. Наприклад, зелені в першу чергу. При цьому зелені, як показують, знову ж таки, соціологічні опитування, мають певні шанси на цих виборах. Тобто, швидше за все буде в Німеччині якась нова політична конфігурація уряду. Ці нові політичні конфігурації, вони будуть змушені приходити до якихось нових консенсусів і компромісів. Як це все позначиться на проєкті Північного потоку, сказати зараз поки що важко. Але те, що боротьба триватиме, тому що, знову ж таки, це не лише якесь, приватне питання України.
Якби воно було лише приватним питанням України, ну, мабуть, ми б нічого, в принципі, зробити не змогли, тому що це дуже від нас далеко. І ми маємо достатньо слабкий вплив на цей процес. Але це зачіпає прямо інтереси Східної Європи, вони цього терпіти не будуть. Я маю на увазі східноєвропейських членів Європейського Союзу. Це зачіпає інтереси значної частини американського істеблішменту, американських політиків, які так само цим дуже сильно невдоволені. І навіть в Німеччині і, ну, скажімо так, в країні, яка виступає локомотивом даного проекту, є достатньо серйозна і потужна опозиція цього проекту. Якщо всі ці сили консолідуються, якщо відповідна конфігурація успішно складеться, то ситуація може, якщо не бути повністю, як то кажуть, переграна, то достатньо суттєво може змінитися. Дякую. Але поки що занадто багато невідомих. Якщо. Зрозуміло. Прогнозувати щось в таких умовах достатньо важко. Дякую вам дуже, пане Петро. Чохсагловна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Петро Олещук был с нами на прямой связи. Политолог, международный доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Юрій Гримчак, заступник міністра тимчасово окупованих територій в 17-19 роках, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Юрию, мы сейчас с паном Петро Олещуком обсуждали вопрос визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. 30 августа должен он встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Каковы ваши ожидания? Чего нам ждать? Ждать ли каких-то прорывных решений, на ваш взгляд? Ну, найбільш проривним було б рішення це офіційно оформити статус України як стратегічного партнера Сполучених Штатів, як стратегічного союзника, можливо, як стратегічного союзника поза НАТО. Такий статус є, надає його президент, і тоді будь-який, умовно кажучи, напад на Україну офіційно розцінюється як напад на офіційного союзника Сполучених Штатів. І це дає можливість Сполучених Штатів збільшити і фінансову допомогу на оборону, і військову допомогу, маючи на увазі обладнанням і всім іншим. Тобто це був би найбільший прорив, який можна було би очікувати. Але мені здається, що ми все ж таки підемо менш значимими кроками. Ну, скоріше за все, поговоримо про президенти, поговорять про Північний поток, про боротьбу з корупцією, можливо, про екологію, можливо, підведуть якісь підсумки Кримської платформи. На більше навряд чи можна розраховувати. А почему? Это от кого зависит? От желания Соединенных Штатов Америки, от подготовки домашнего задания Украины, или же есть какие-то другие аспекты? Ну, починаючи з того, що такі масштабні договори, вони готуються не протягом місяця-двох-трьох. Це достатньо серйозна робота фахівців, робота посольства України в Сполучених Штатів, а ми на сьогоднішній день все ще не маємо затвердженого посла в Сполучених Штатах. Ну, в принципі, так само, як і в НАТО. Да? І, можливо, ще й тому, що останні вчинки влади України нинішньої, вони показують про необов'язковість і некомпетентність. І можливо, що це в тому числі буде підставою не приймати таких стратегічних рішень. Хоча ще півроку тому про це розмови йшли. Еще один вопрос, на ваш взгляд, будет ли затрагиваться это вопрос создания некого другого формата по урегулированию ситуации на востоке Украины? Как вы думаете, могут ли Соединенные Штаты Америки присоединиться к такому формату? Ну или хотя бы может ли быть восстановлен формат Волкер-Сурков с другими участниками, понятно? Наскільки я розумію, попередньо Сполучені Штати були готові увійти в формат нормандської четвірки, ставши п'ятірки, можливо, навіть залучити Великобританію і навіть Польщу. Такі розмови теж йшли.
І це теж можливий варіант, але у всьому іншому речі. Тобто я не бачу якихось проривних і змін. Чому? Тому що від нас в даному випадку залежить набагато менше, якщо взагалі залежить, тому що ми країна, яка обороняється. Ми не можемо зупинити війну, ми її можемо тільки перемогти. І хоча це повинно бути нашим стратегічною вічною метою перемога, але треба реально дивитися на власні сили і можливості. Зрозуміло, дуже дякую вам, пане Юрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Юрій Гримчак був з нами на прямому зв'язку, заступник міністра тимчасово окупованих територій у 2017-2019 роках. А я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь с первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши корреспонденты расскажут о последних новостях, а далее в этой студии программа «Прайм». Не пропустите. Ярын Аллах сметете Корышкенчи. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчіңні. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dedeler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin?
өз yurtында suçlu gibi boynun kısıp yürüyesin. Я, оказывается, преступник, и мне 8 месяцев дали. 8 айға азатлық сыңырлануы. Судақнан ишғалчылар махкемесі Судақ регионал меджлисінің рейсі Эльвира Метовқа низбетен бойлы үкім шығарды. Оны қанунсыз силя сақламасында қабатладылар. 2 года назад нашли в музее музейные экспонаты, и один из этих экспонатов оказался способен на стрельбу, которую отверткой можно поправить, как-то стрелять, я не знаю. Он у меня под стеклом лежал, сколько лет никому не надо было. Но это причина была. У меня изъяли удостоверение председателя Меджлиса района, так как я не отказываюсь от этого. Я как есть и буду до последнего председателя Меджлиса района, пока народ меня не переизберет. Адвокат Алексей Ростовцев қайдеткенне көре қабат ичбір эссассыз. Біріншіден дава материаллары қанунсыз шекілде топланған. Оның үшін олар ичте бақылмамақ керек еді. Екіншіден Эльвира Метов силя қысмыны музейінде ашық шекілде тұтайды. Оны ең чоқ қанунсыз коллекциячылықта қабатлай біледілер. Бұл есе жинайды гилде мемори дава. Эти части хранились под стеклом в домашнем музее. Они экспонировались для школьников, для жителей города Судака, как уголок Великой Отечественной войны. В пункте 11 пленум говорит от имени Верховного суда: под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также иных местах, обеспечивающих их сохранность. Разве можем мы считать сокрытием помещения предмета под витринное стекло музея? Ну, это нонсенс. Белгіленген жазаға көре, онан ишғалчылар махкемесі тайын еткен территорияны терк етме аққы жоқы. Ай ишғалчы полис бөлігінде қайттан кечмелі. Жема топлашқан ерлерге бармамалы. Стараются нас запугать, что ли, или что они хотят этим сделать, вот эта власть, которая пришла к нам. Ну, нас запугать уже нечем. За все эти годы наши отцы, матери страдали от этого всего. Теперь мы страдаем, теперь останется еще нашим внукам, правнукам, наверное, привыть продолжение. Я думаю, с помощью Аллаха все восстановится на место и будет наша государственность. Крымский татарский народ все же освободится от этих оков, которые нас оковали уже почти 300 лет. И я думаю, мой народ заживет спокойно на своей родине. Махкеменің толу қарары Эльвира Метовқа да берілмеді. Оның үшін сыңырлану территориясы ведегер сыңырланма шартлары там белі дегел. По сути, ничего связанного с уголовной деятельностью Эльвирага по факту нет. Мы расцениваем это как политическое преследование Эльвирага, потому что он человек активный, его знают люди, и вот таким образом, лишая его возможности перемещаться по Крыму, я не знаю, мы еще не читали до конца решения, возможно, только ограничат его только Судаком. Таким образом, его ограничивают встречи со своим народом, общение с ним. Эльвира Метовқа низбетен уйдырылған дава 2 ел бақылды. Махкеме топлашуына бір чоқ инсан қол тұтмаға келді. Олар Дейки регионал меджлис рейсіне низбетен уйдырылған дава Қырым татар халқына қаршы олған бір басқыдыр. Вақыт тақып етілген ватандашларымыз янында олып ичбір инсанны ишғалчылерінен юзме-юз қалдырмай жамыз дейлер. В отношении крымских татар и мусульман идет целенаправленная ущемление, дискриминация. Поэтому, несмотря на это, мы, крымские татары, я в том числе, будем поддерживать своих крымских татар, мусульман. И будем всегда с ними вместе будем находиться.
Имайжы тарафы işgalciler mahkemesinin boyle hukumanen razı değil. Mahkeme kararının tolu versiyasını elde etken son onu şikayet etip, Elvir Ametovға nisbeten uydurulgan jinayi dava toxtatılmasını talap edecekler. Сергей Абисовны кенеде Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевке низбетен уйдырылған даваны баққан махкемеге чағыралар. Эрмени базарының işgalciler mahkemesi Имайжы тарафынан талабыны қанатлендіріп, 2014 сенесі барды işgalciler тарафындан Қырымның ички ишлер назиры вазифесіне тайынленген Абисовны шаат олырақ сұрғыда беклей. О вақыт Қырым ве Херсон велеет арасында сыңырда тұрған işgal сыңыржыларының команданы олған Живаевны ве Шереметьево валиманында Мустафа Джемилевны кечірмеген рус сыңыржысыны чағыралар. Бұндан ғайры махкемеде Имайжы тарафынан шаатлары сұрғыдан кечірілген. Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Джилял ве Құрылтай башының муавина Назим Меметов 2014 сенесі майысының учінде мемори сыңырдайды. Ол аранда девлет сыңырыны белгілеген көстергіч олмағанны қайдетіп, анда белі олмаған силалы инсанлар тұрғанын айтқан. Нариман Джилял Мустафа Джемилев чатышманын себепчісі олмамақ үшін Қырымға кетмейжегін айтқанын ешткен. Мустафа Джемилев выступил перед людьми рядом с этой будкой и сообщил о том, что российские власти не собираются пропускать его в Крым. В этот момент велись переговоры относительно того, чтобы людей пропустили обратно, если Мустафа Джемилев не поедет в сторону Крыма. Мустафа Джемилев принял решение не накалять обстановку и не двигаться в сторону Крыма. После этого люди начали выходить обратно. К тому моменту шеренга усилилась приехавшими на 2 военных грузовиках силовиками. Кроме того, были представители так называемой самообороны, которые были вооружены цепями, палками и иными предметами, которыми можно нанести увечья. Кечкен сене апрелінің 13-інде işgalciler Мустафа Джемилевны қанунсыз шекілді силя сақламасында, харби едеклерінің қанунсыз алынмасында ве Руси девлет сыңырына қанунсыз кечмесінде қабатлады. Сөз Қырым-татар халқының лидері 2014 сенесі майысының учінде Херсон вилаетінден Қырымға қайтма интылуы аққында кете. О вақыт оны қаршыламақ үшін бинглерже Қырым-татары шыққанына бақмадан işgalciler оны ярамадаға кечірмеді. Işgalciler Krasnogorovka'nın arbi olmagan mahallelerini hücum etken. Donetsk vilayetinde ise 56 yaşındaki yerli sakin yaralangan. Bunu Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında bildireler. MT-12 adlı tankka karşı toplarının meskun mahallelerini hücum etkende Skidna sokağında çok katlı evde bir kvartiraga zarar ketirilgen. Yerli sakinlerinin sözlerine göre işgalciler cenknin ilk yıllarında tamam bu evlerini hücum etken. Bundan gayrı geçken kun düşman atışları neticesinde Украина askeri yaralangan. Şimdi o hastahanede onun alı turgundur. İşgalciler artilleriya sistemaları, ağır mayınlar ve başka silahın ateş açқан. Ukraina arbileri ularga karşılık göstergen. Станом на 7 годину ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Украинаға қаршы женклешкенге 10 yıllık hapis muddeti belgilendi. Donetsk vilayetini işgal etkenlerden biri Ukraina territoriyasının bütünlüğüne kast etuf ve terroristik faaliyette iştirak etkeni için mahkum etildi. Ukraina Tehlikesizlik Hizmetinin malumatına göre o Ukrayn ordusuna karşı silahnen çıktı. İşgalciler askeri mayıs ayında Ukraina Tehlikesizliğinin casuslıkka karşı bölügünün xadimleri tarafından tutulgan. Maxsus hizmetçiler kaydetkenine göre mabus Ukraina silahlı kuvvetleri hakkında malumat topla eкен. İşgal etilgen Kırım'dan Ukrayna'nın serbest territoriyasına çıkmak için bedavan tegen test tapşırmak gerek. Memuri sınırdan keçmenin yanı kaydeleri kırsetildi deb bildire devlet sınır hizmeti. Hiç olmaganda vaksinanın bir dozasını algan gражданларга test tapşırmak gerekmi. Covid belgilense insan 10 günlük samoizolyatsiyada bulunmalı. 72 saattan son Vdoma adlı programını işke düşürmek gerektir. Ama istisnalar da var. Çağına yetmegenler, ZNO iştirakçıları, Ukrayna'nın Ali оқу yurtlarına kirgen abiturientler ve abiturientlerini ozgargan insanlar izolyatsiyada oturmamalı.
На КПВВ «Каланчак» пункт тестування облаштований в приміщенні ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг. Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 годин дня. У вихідні та святкові дні можна зробити такий тест у приміщенні Каланчацької лікарні. Тестування таке безкоштовне. На КПВВ «Чангар» тестування проводять в приміщенні автостанції представники Червоного Хреста. І таке тестування проводиться з понеділка по п'ятницю з 8 до 4 дня. Сейчас в наличии по факту на территории Херсонской области есть 35 тысяч тестов для тестирования людей, которые выезжают через админ-границу. В ближайшее время, по информации Департамента здравоохранения, они ожидают пополнения этих фондов. Поэтому говорить о том, что какие-то проблемы в том, что недостаточно обеспечены тестированием эти пункты, сейчас не приходится. Ишғал етілген Қырым ве Херсон велеті арасында мемори сыңырдан кечкенлерінің сайысы эксілді деп білдіре Девлет сыңыр қызметі. Андай саплағанларына көре елінің башындан башлап 296 бин инсан ве 37 бин араба мемори сыңырдан кечкен. Бұда кечкен сенінің ilk ярым елына көре 25%-ға аздыр. Бүйік Британияда карантин сыңырланмалары емшатыла. Вакцинаның 2 дозасын алған туристер үшін 10 күнлік карантин лягу етілі. Бұны берабер Франкистандан қайтқан британиялылар үшін де. У Франції різко скоротилася кількість випадків зараження бета-штамом коронавірусу. Також цей варіант вже краще вивчили. Це означає, що Францію можна безпечно включити в той же список, що й багато інших країн. Це дозволить спростити правила. Июльнің ортасында Франкистанға сары статус берілген. Фақат дельта штам тарқалмасы себебінден оны сары плюс статусқа деңіштірділер. Яғни атты вакцинаның 2 дозасын алған сияхатшылар Бірлешкен Қаралыққа кіріп карантинде болуынмақ керек еділер. Августның 8-інде бұқайды лягу етілмелі. Франкистан кенеде сары статусқа кечірілі. Бұнен берабер Австрия, Алмания, Словения, Словакия, Латвия, Романия ве Норвегияның статусы деңіштірілежек. Оларға ешіл статус берілі. Бұл мемлекетлерден келген инсанлар вакцинаның 1 дозасын алса біле самоизоляцияда отырмамалы. Бұндан ғайры Индистан, Бірлешкен Араб Емірліктері, Бахрейн ве Катарының қырмызы статусы сары статусқа деңіштірілежек. Поки до нас не можуть приїжджати з країн, включених до червоного списку. Виняток громадяни Великої Британії, Ірландії чи люди з посвідкою на проживання в нашій країні. І ми рекомендуємо взагалі не їздити в країни з червоного списку. Бүйік Британияда вакцинация тез кечірілі. Ама дайыма деңіштірілген санитар қайделер ябанжы сияхатчыларына қорқыта. Бойыпысы пандемия сүргені вақыт ішінде зарар көрген туризм саасына евелке алына келменге кедереті. Закарпатияден Луганска, Сумыден Қырымға қадар. Киевде ананеви қадын Урбасове оның земаневи интерпретациясы тақдим етілді. Мұнда Украинанын бұтын этнографик регионларындан 50-ге яқын костюм. Ренклер, орнеклер ве фасонларының чешітлері. Урбатик регионлар арасында дегел чешіт көйлерде де фарқлана. Мана гүллер Киев елетінің мешур орнегідір. Ама олар урбанын эсас элементлері дегел. Тут сама давня техніка вишивки біллю, білим по білому, вишивка по сітці, вирізування, лиштва і дуже делікатно, дуже грамотно і високохудожньо доданий колір. Власне, оці трояндочки, яких ми очікуємо від Київщини, але вони доповнюють і підкреслюють красу білої вишивки. Ғарби Украинада ең палы урбаны қуырчық нағышнен яраштыра еділер. Чықық орынек юн епінен япылған. Костюмлер дақларда юруш оңайтлы олсын деп бойлет кілген. Бойсе Тернополь велейтіндекі Баршов районындан қара матем еплерінен нағышланған урба. Экспозицияның қысмы той урбасына бағышланған. Той урбасы чоқ қатлы еді. Келінні қорчаламақ үшін оны қошма тоқыма ве базыда сележеклерінен сара еділер.
вона лишається захисту свого роду. І тому сама вразлива дівчина, саме в момент весілля, вона не набула ще підтримки роду молодого, вона ще не створила родину, але вона вже позбулася оцього одвічного захисту. Берегиня роду, її роду. Герданлық бөлек киімнің ең қиметлі элементі еді. Наприклад, моя бабуся, коли виходила заміж, то її батько, це вже мій прадід, продав 2 волів, щоб купити коралове намисто 7 низок і з бурштину. Сергіде Луганск, Донецк вилайеті сакенлері ве Қырым татарларының аненеви урбасы тақдим етілген. Экспозицияны августың 25-не қадар Тарас Шевченко адына Милли музейіне барып бақмақ мүмкін. Сары мавы ве алтын тамғалы көк байрақлар. Қырым татар милли күреші бойынша ярыш ғалібіне берілежек құшақны яраштыра. Пьедесталға шыққанлар есе күреш федерациясының медаллерінен мұқафатландырылacak. Халқара ярышы августың 8-інде Киевде Венета спорт адлы спорт салонында кечірілежек. Ярышларда Украинаның чешет регионларындан, айрыжа ишғал етілген Қырымдан Балабан тақым, Романия, Туркия ве Туркменистандан келген күрешчілер иштирак етежек. Ярыш тамыр халқлар күніне бағышланған ярышқа кіріш сербест olacak. Бұнен бері АТР телеканалында жанлыда сейретмек мүмкін. Найсильніші куряшисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Куреш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команда з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Турнір відбудеться 8 серпня в Києві в Палаці спорту «Венета Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11Б, вхід вільний. О 13-й годині також розпочнеться пряма трансляція турніру на телеканалі АТР. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время самых интересных гостей и самых умных разговоров. Вот что я такое сказал. А все потому, что у меня в гостях необычайно умная, невероятной красоты и обаяния женщина, а еще моя коллега, одна из лучших женщин телевизионных ведущих и интервьюеров страны, пані Наталка Фіцич. Дякую, Едера. Ти так прямо розписав, що мені аж незручно стало. Или как на церемонии вручения какой-то награды, да? Ну, я рад, что пришла, потому что... Дякую за запрошення. Я так к вам все время ходила, а вы тут в центре, а до нас на край города не всегда доедешь еще, но ты доехала, спасибо тебе. Да, попри пробки, тим не менш. Вот. Я хочу начать странно этот разговор. Я тут вот в Фейсбуке видел вашу с Володей Аревым дочку. Так. И она у вас прям, можно сказать, со школы пошла в политику. Ой, да. Как вы упустили ребенка? Расскажите. Та якось так сталося, насправді. Вона просто хотіла взяти участь, цікаво в молодості пробувати. Да, і вона просто брала участь у числі багатьох активістів Європейської солідарності. Їх йшло десь, мені здається, біля 20 загалом хлопців і дівчат. А пройшла Ірина в результаті. З одного боку, ми розуміємо, тому що дочка свого батька, і тому що прізвище. З іншого боку, через відомі наїзди там одних відомих осіб, дякую їм, називаються. Прямо на нее наїжджали. Ну да, тому що сказали, от, мовляв, як так, 20-річна дівчина йде в політику. Ну та це ейджизм, вибачте. Ну якби насправді. А Байден старик. Ну, это не я сказала. Это, знаешь, это мне очень смешно, потому что вот это, сколько кому лет, это чисто русская история, такая советская. Но это, значит, это история родоплеменная какая-то. Значит, ты сопляк,
а ти завтра здохнеш. Ну, от нелогічно, погодься, тому що з одного боку у нас обирають недосвідчених і молодих повним ходом де в ж тут політику. критерії-то у нас? І це не перші вибори, да, там в 19-му році, я маю на увазі, які були, коли недосвідчених і молодих вибирали. Тобто запит на молодих і недосвідчених, він є всю дорогу, скажімо. А коли там дівчина молода вирішує спробувати себе в політиці, виявляється, що це проблема, і батько відомий – це теж проблема. Ну, по блату Це теж неправильно, тому що погодься, що Ярині насправді складніше, ніж багатьом, тому що треба відповідати, треба бути там гідною, ти не починаєш свою історію з чистого листа. Слушай, ну она, во-первых, все, что про нее может быть сказано, перейдет на отца. Да, с отца на еще кого-нибудь там. Я не хочу никакие партийные дела лезть, не обсуждать никакую там партийную политику, там, оппозицию, власть и так далее, но сам подход, конечно, дивный. С другой стороны, я считаю, что, конечно, и рано в политику, потому что, 20 это, прям вот опыта совсем нет, да. Но с третьей стороны не получится, уйдет, как говорится. Тут абсолютно. Такое, потім, да. зрештою, все вирішує виборець. Да. І в її випадку все вирішив виборець. Це ж не те, щоб її поставили на якесь таке місце, що вона автоматом потрапила в політику. Насправді, вона йшла взагалі на 5-му місці. Тобто виборці конкретно за неї проголосували самі. Розумієш, і вона потрапила, її підняли. Це якраз і є дія оцих відкритих списків, про які ми так багато говорили. Открытые списки, партийные списки – это не мажоритарный округ, тут совсем другое. Тут есть такі поняття, як партійна дисципліна, все, а не справиться, да. Буде щось інше робити в цьому житті. Ну, правда, я жартую, що в нашій сім'ї тепер тільки я і кіт безпартійні, знаєш. Слушай, да ти ще і одна ж то журналіст. Ну так, да. ми з Володією разом починали як журналісти, але він з журналістики пішов у політику. Следующий вопрос, як ти мужа упустила? Як вот он? Та не знаю, якось так сталося. Він так к політиці ушов. Він так, бачиш, захотів, він же займався розслідуваннями, це були дуже гострі розслідування в той час. Тоді, так, якщо ділитися, знаєш, от ми говоримо про якісь такі речі більш сокровенні, скажімо, то тоді дуже багато людей мені говорили, от чоловік ще живий, знаєш, тому що це було 2004 рік, це були розслідування, від яких у багатьох просто волосся дибки ставало, знаєш. І Володя з його якоюсь неймовірною сміливістю, ті розслідування, які він робив, ну, це справді було вражаюче. А потім в певний момент він вирішив, що розслідувати, критикувати – це недостатньо, потрібно спробувати зробити щось змінити, щось самому, розумієш, щось своє привнести. І вирішив піти, я не заперечувала, бо це його рішення. Слушай, його життя. Хоча, ну, якби це вплинуло на мене, безумовно, все одно. Еще скажи, что у вас в семье не матриархат, як у всіх українських сімей. Ні, він вирішував. Да, нет, он, конечно, решал. Я не хотіла, щоб він йшов в політику, щоб ти розумів. Ну я так и думал, да. Я хотел тебя спровоцировать на эту правду, на семейную. Но ты не уйдешь же из журналистики, правда? Ты же не пойдешь никуда. Та ні, політику, упаси Боже, я не хочу туди. Почему, сейчас объясню. Политиков, хороших, плохих, временных, молодых, в возрасте достаточно. Журналистов уже мне скоро будет хватать, вот кого я лично считаю для себя приличными людьми, будет хватать вот уже скоро одной ладони. Было вот буквально там год назад, 2 года назад 2, сейчас уже вот 1 ладонь. Но это мое личное впечатление. Какое у тебя впечатление от, так сказать, это советское выражение, журналистского цеха? Я не знаю, как это все назвать. Вот. Я не могу даже вот как-то сильно оценивать, потому что я не так давно в Украину репатрировался. А ти тут... Ну, можливо, ти дивишся незамиленим поглядом за рахунок цього. Не знаю, знаєш, я пригадую нашу боротьбу за стандарти журналістики, за журналістику як таку справжню у 2004 році. Тоді, коли була ось та відома журналістська революція, коли нас там 7 пішло з плюсів через темники, ми ж тоді так з таким скандалом звідти пішли, заявивши про цензуру. Тоді багато хто говорив, але знаєш, одне діло, коли говорять опозиційні, а інше діло, коли говорять ті, кому доводилося стикатися з цим. І тоді здавалося, що і справді от вийшло, що журналістська революція врешті-решт таки перемогла, як і помаранчева. І здавалося, що ці стандарти вдалося відстояти.
Але бачиш, поступ загалом і техніки, і світу, от він вніс свої корективи. В журналістику загалом, погодься, з'явилося блогерство, яке дуже суб'єктивне. Які в нас стандарти? Об'єктивність, неупередженість. Це вже все забудь. А от оці всі речі тепер вони перекреслюють якраз ті стандарти, з яких ми починали, коли приходили в це журналістику. об'єктивна реальність, ну согласись, да, ну все, это уже эту плотину прорвало, и журналисты вынуждены становиться блогером. Ты пока вроде блогером не стал, да, но в принципе ничего даже грешного в этом не будет, ну потому что такая уже жизнь. Да. Я просто говорю про зміни кардинальні в журналістиці, які відбулися, і в підходах так само. Ну, загалом, не знаю, я дивлюся, знаєш, що мене непокоїть, те, що дуже багато однакового. В смислі? От якось часто однакові розслідування, однакові досить ефіри, досить багато, знаєш, щось такого. Нема пошуку якихось особливих речей, особливих тем. Оце те, що мене непокоїть. Знаешь, у нас я не застал расследование твоего супруга, когда он был журналистом. То, что я сейчас вижу, даже имена не буду называть их, короче, только расследование в нашей журналистике современной. Берется флешка, или даже сейчас не флешка уже. Все это скачивается, кусками дается, а в перерывах между кусками сидит, допустим, парень, ну, я уж не парень, но такой сидит с кофе, или там, и сидит девушка тоже с чаем, да, и комментирует. Кучерява такая, да? Да я не знаю. Ну, різно, окей. А потом, значит, теперь, значит, она говорит то, что ей кажется, или он говорит то, что ему кажется. Потом в следующей серии вопрос, откуда вы это взяли, я не знаю, так получилось, так вышло. Я недолго работал в криминальной, скажем так, журналистике, которую можно было назвать расследовательской, но это давно очень было. Но я никогда не выдавал материалы, когда я до конца не был уверен в полной картине. Ну, нельзя показывать половину, ну, так не бывает, да? А у нас вот, как только ты получил, я даже не осуждаю, откуда кто это получил, потому что журналист может разными путями добывать информацию, но вот просто вываливать, типа, иначе жрите, да, это как вот недожаренный стейк подать и так далее. Но мне это кажется не журналистикой. Бачиш, я на інше звертаю увагу, що мені, в чому я висловлюю десь певну претензію щодо розслідувань сучасних, якими вони є, да, популярні в Україні. Надмірна емоційність. Ну, я тебе про це говорю. Да. Вона доведена до стану цикади на електричному стовпі. Якщо ти чув коли-небудь, от в Криму, наприклад, да? От вони коли кричать, це просто вже крик без якихось обмежень, скажімо так. І я емоційності в журналістиці взагалі так досить обережно до неї ставлюся. В нас взагалі люди досить емоційно на багато речей реагують. І якщо її додатково накачувати, цю емоційність, ну це ж маніпуляція в такому разі. Це називається маніпуляція, на самом деле. Розумієш? Плюс у нас є схильність до такої, ну, як на мене, може, я не права. Це моя оцінка. Такої певним чином російської, мені здається, що це з російської журналістики бере початок свій, такої певної агресивності, особливо в подачі. Що цікаво, що самій там українській мові, українській манері поведінки характерна м'якшість. Ти НТВшність таку маєш в виду? Вот это НТВ, як скандали, інтриги, розслідування? Да, от усе з таким от подати. Я не думав об этом. І от мені здається, це звідти бере початок, і от воно проявляється у нас так. З одного боку агресивність, з іншого ця додаткова емоційність. Все разом це дає сильну досить маніпулятивність, на жаль. Я не слышал, чтобы ты участвовал в каких-то, я прошу прощения за это нетелевизионное слово, срачах. Не слышал. Может, это и было, я просто не слышал. Вот, я стараюсь никуда не лезть, но я с ужасом наблюдаю за взаимоотношениями внутри нашего журналистского, не знаю, блогерского, ломовского, там, как это называется, средовища, да? То есть такое ощущение, что каждый сидит в своей там бойнице и ищет цель. И вот только кто-то голову поднял, на него должны накинуться. Он со своей там ордой, потом другой со своей ордой и так далее, и так далее. И иногда создается впечатление, что нам даже не нужно особенно-то и вот эти медведчуковские каналы. Вот когда их прибрали, да, и за что, на самом деле, спасибо тем, кто это сделал, да, прибрали это. Давно было пора. Выяснилось,
что и без них мы способны вполне серьезно друг другу перегрызть все. Є таке. Ну как могут проукраинские люди... Ну у нас что, несколько жизней, у нас там пара Украин где-то валяется в гараже. Ну как такое может быть? Вот ты тут живешь всю жизнь. Опять, для меня это дивно, вот честно. Знаєш, до мене приходив в гості на про особисте, на пряму Да, я програму, забыл ти сказать, знаєш. если кто-то не знает, если кто-то еще не знает, ну на самом деле у нас разные зрители живут в разных странах, и зря я не сказал, для меня ты телезвезда, поэтому я думаю, что тебя вообще все знают где-то, чего-то там. Вот на канале «Прямой» выходит программа «Про особисте», которую ведет пани Наталка Фицич. И она совершенно такая, ее личная программа, вот, и совсем не важно даже на каком канале она выходит, а это вот программа, и личности приглашают туда. Я там был однажды. Вот, и ведет ее тоже личность, и посмотрите, если интересно, там много интересных людей. Дякую дуже, Айдаре. Ну, мені насправді дуже цікаві ті гості, які приходять, дуже цікаві. От правда, і одним із гостей був Мустафа Джемілєв. І він сказав річ, яка мене вразила. От коли я розпитувала його про... А там же ж мова взагалі про історію людини, там, про її шлях. Так? І от коли я розпитувала його, як він взагалі наважився на ту боротьбу, на самому початку, коли він тільки на неї ставав, ну то ж були радянські Такой часи. мальчик був совсем. Тож молодой. був тотальний страх. В той час взагалі люди намагалися не висовуватися, правда? А він наважується на це. І він мені сказав річ, яка мене досі не відпускає. Віриш? Каже, ну от ви розумієте, от у нас усі підтримують того, хто веде боротьбу в кримських татар, я маю на увазі, так? А у вас, якщо були там шістдесятники, які там боролися, від них усі відмовлялися. Друзі, часто родина, часто колеги, часто самі ж писали якісь доноси, типу «ні-ні, я не з ним». Ну, на жаль, це така історія. Це особливість, мабуть, народу. І це те, що потрібно долати. І це, якби, відповідь на твоє питання, розумієш? Тобто, дуже важливо, коли всі згуртовуються навколо того, хто бореться. Це і журналістики стосується, і політики, і всього. Знаешь, Загалом державності. он же в свое время, Мустафа Ага, там же были и другие люди, да, которые были в движении и так далее. И поддерживали движение, поддерживали личности, которые боролись, да. Он вообще сидел там 14 лет в лагере, там самая долгая голодовка, да. Спасибо и Сахарову, кстати. И я что-то вспоминаю про Сахарова, вспомнил. Знаешь, что Сахарова больше всех зневажав? Хто? Дети. Його власні? Там же, они же были детьми, четырежды герои там, соцтруда и Советского Союза, и вдруг стали детьми непонятного странного диссидента, который начал бороться против ядерного оружия, а потом против тоталитарного Ну, це режима. саме про це історія. Вот, и он тогда, кстати, сильно поддержал, не знаю, ну, про все он тебе не расскажет, Мустафа, там это просто слишком долгая жизнь. Вот, это же он прервал его голодовку тогда, больше, когда-то кормили через шланг, больше 30 дней. Кормить через шланг — это попадает в номинацию пыток, да, это ужасно, и больно, и унизительно. И он написал ему, не помню дословно, «Сынок, типа, ты нам нужен живым». И он прекратил эту голодовку там в Сибірі. Ну, Але я тобі говорю саме про вміння об'єднуватися. Ну, это жизнь просто, понимаешь, так Вміння побила, переступати жизнь побила. через якісь такі, ну, не знаю. Она нас просто всех била примерно одинаково, понимаешь? Коли ж українців вона била. Але чому тоді, по-разному, чому тоді ми від страху відмовлялися? Украина слишком большая. І я Они говорю пытались теж не про всіх. разделять, они Теж, пытались мабуть, були ассимилировать, люди. они пытались это сделать. Розумієш, теж, мабуть, були люди, які підтримували, об'єднувалися і так далі. Але, на жаль, ми знаємо багато таких. І продовження цього ми бачимо зараз і в тих, скажімо так, суперечках фейсбучных. Сказать тебе правду, как я сказал буквально сегодня в разговоре с своим товарищем, мы обсуждали вот эту ситуацию, когда всех грызут, и я думаю, блин, вот по-хорошему надо перенести День украинской журналистики на день смерти Украинской Народной Республики. Потому что вот мне иногда кажется, что у нас некоторые журналисты настолько крутые, что пока они страну не уничтожат, вот они не успокоятся, вот реально, без шуток. Ну, просто важливо навчитися ставити Україну на перше місце. Ну, конечно.
Ну, це конечно. найголовніше. А потім, знаєш, за тими всіма суперечками, мені здається, вони далеко не найголовніше, а треба просто своє робити. І коли зайнятий своїм, тоді просто нема часу на дурниці. Скажи мне, а у тебя никогда не было ощущения, что вот, ну не отчаяние, а того, что ты что-то делаешь, а тебя не слышат, что... Ну, часто дуже. Це ж така історія. Всю дорогу, так би мовити. Це постійно так. Всі ті проекти, які я робила, ну, по-перше, вони часто робилися там за 3 копійки, і навіть ті 3 копійки знайти було дуже складно, ти ж сам розумієш. Я зробила досить багато там культурологічних різноманітних проєктів. Те, що я зараз на прямому веду підсумок подій тижня, так, то це одне. Але до того я робила ось і культ предків, я тобі подарунок принесла, до речі. Я как раз хотел цю спросить книгу, про так. книжки. Вот. Це Така проєкт, книжка. я об'їхала разом із моїм, на жаль, уже покійним колегою, етнографом Олексієм Долею, ми об'їхали всю Україну, Айдер, Прям всю всю? Україну. З півночі на південь, з заходу на схід. А У Крым, пошуках- Крым вы успели? Ні, це вже було після окупації. І ми зняли найдавніші традиції українські, які дійшли до нашого часу. Зняли, тому тут є QR-коди, і можна побачити. Тобто відео і І фото? також, є фото, і є навіть рецепти, тому що дуже часто традиції пов'язані з чим? Застіллям, зрозуміло, якимось пригощанням. Тобто тут можна приготувати, люди навіть готували і казали, все вдається, все дуже гарно. До того попередній проект, який в мене був, майстер-клас, так, про майстрів і народні ремесла, який я знімала якраз до окупації Криму. І ми там зняли багатьох кримсько-татарських майстрів безпосередньо в Криму. І ну, це такі унікальні зйомки, знаєш, які вже зараз, ти сам розумієш, їх вже не повториш. Оце, якби, от оці всі речі я робила. І з одного боку, так, супер, а з іншого боку, знав би ти, як складно кожен із цих проєктів робився, як це все було непросто, бо з одного боку за 3 копійки, а з іншого боку ти це робиш, і ти далеко не завжди відчуваєш, що це треба комусь, знаєш? Ну, мені так здається. Ты солдат по жизни? Ну так, я все одно буду робити, якщо я намірилася. Ты сильнее своего мужа? Морально? Та ні. Нет? Ні, я виступаю йому. Это правда, что вы такая прям пара, которая всю жизнь вместе? И вот с Не самого... знаю, ну да, звичайно, ми вже 24 роки разом. Это школа еще, что ли? Ні. Я просто не знаю. Нет, это Возраст с женщины универа. можно определить только распилив ее пополам и посчитав годовые кольца. Это моя такая дурацкая шутка. С универа, да? Да. Это же журфак был, да? Да. Тільки він на заочці був. Ми зустрілися на інтері, я стажування проходила, а він працював. Ти україномовна з дитинства? Я повністю з дитинства. І відповідаючи на наступне питання, я росла у Києві. Мене батьки так з Західної України, але росла я у Києві. І при всьому тому, як люблять розказувати російськомовний Київ, насправді тут було україномовне середовище в Києві. Просто, ну, якби багато, звичайно, так, на публіку, знаєш, там в магазинах і все-все-все, то воно було дійсно багато російської. Але я росла україномовною, і для мене було дуже важливо українська мова в родині. Це справді було для мене дуже важливо. І я вже десь навіть розповідала цю історію, що ми коли з Володією познайомилися, а його родина російськомовна, він киянин, там і А то есть вот народився как в две Києві. части Киева, вот просто, да. І, звичайно, що він там заговорив до мене російською. І вже покійний Валерій Тетерятник, ти його не знаєш, Царство Небесне, такий справді дуже хороший і випусковий редактор він був, і керівник загалом. І він так, пробігаючи повз нас, каже: «О, Ар'єва, ти ж насправді добре говориш українською». І так це було для мене таким маркером. Тому українська для мене має значення. Скажи, пожалуйста, приходилось в детстве терпеть унижение? Да, і дуже багато. Я просто, вот знаешь, когда я хочу показать, какой Советский Союз зло, я вспоминаю свое детство, вот эти монголо-татарская ига, вот это вот предатели, вот это вот все, и все крымские татары это пережили.
И украинцы, которые не боялись демонстрировать, что они украинцы, даже не демонстрировать, просто быть украинцами, что же там демонстрировать, да? Они тоже от Це постійно ровесников, от відчувалося. учителей, от Ну, прохожих. звичайно. Ти знаєш, мені пощастило, в мене був чудовий клас, і в мене була чудова перша вчителька, просто вчитель від Бога, насправді. А це одна з небагатьох україномовних шкіл була тут, так? Звичайно, що батьки віддали мене в україномовну школу. Це така звичайна була школа на околиці, знаєш, нічого особливого, але справді україномовна, і там дуже була мудра вчителька Марія Панасівна Сорокіна. Я їй дуже вдячна, тому що от в ній справді було якогось багато такої, знаєш, народної мудрості. Тому від них якогось цькування чи чогось такого я не відчувала. В школі ти комфортно вчилась, да? І в школі мені було цілком навіть комфортно, потім я в ліцеї гуманітарному вчилася, де теж ну, все було там якраз навпаки, було дуже патріотично, дуже. Тобто в плані навчання я цього не відчувала. Але ж на кожному кроці ти приходиш в магазин, і тобі касирка в спину кидає селючка, тому що ти говориш українською і відповіді там на російське питання. Ну, по-перше, то не гріх бути з села, мені так здається, знаєш. Это еще один советский вот маркер вот этого кастового общества, расового и кастового. В мене там бабусі, дідусі в селі, і це чудово, я дуже люблю ті села. Батькове в Карпатах, материне на Буковині. Так завидую, що мені не було бабушки. Знаєш, це ж так чудово, коли ти на літо приїжджаєш, знаєш, до бабусі, і там можеш тих курей годувати, знаєш, там допомагати бабусі в чомусь. Це стільки пригоди, стільки друзів там, насправді. Але ж ти розумієш нюанс, коли тобі кидають у спину ось ця селючка. Це мова про образу, принаймні про намагання тебе образити. Тому з дитинства я намагалася наростити шкіру. Ну, а що тут відповіш? Навіщо? Зрештою. Ну, я не відповідала в усякому разі, я не вважала за потрібне. Але оточення впливало, і десь в певний момент, знаєш, от в той час в Україні, ти не застав цього, була популярна така теза, що зі співрозмовником потрібно говорити його мовою. А оскільки співрозмовники всі дружно говорять російською, то що? Ти мимоволі в певний момент помічаєш, що ти тільки те й робиш, що говориш російською. Я, тобто україномовна людина повністю, от чомусь співрозмовники з поваги до мене не переходять на українську. Так це і зараз, так. Це і зараз. Настав певний момент, я, як зараз пам'ятаю, я на Інтері була, тоді працювала вже там. І я зрозуміла, що за останній тиждень я практично не говорила українською. Тобі стало страшно? Мені стало соромно. І я дала собі слово, що на території України я не заговорю російською. Це коли було? Більше ніколи. Це був десь самий початок 2000-х. Тобто це не пов'язано із революцією? Ні, це було задовго до того. Виняток становлять, якщо це іноземець, який, допустимо, говорить тільки російською, і то часто їм цікаво почути українську. Якраз у них нема цих упереджень. І я дотримала цього слова. І на Луганщині, і на Донеччині, і знімаючи всі ці проекти, їдучи на південь України, і в шахтах Донецька, на кузні в Сєвєродонецьку, щоб ти розумів. Я дотримала цього слова і ніде, Айдер, ніде не зустрічала агресії. Більше. Я хочу від себе особисто, від усіх людей, які приїхали до України, репатріювалися, як я так це називаю, висловити подяку таким, як ти, людям. І тобі особисто. Бо дуже небагато людей у Києві, які ніколи не переходять на російську. І буває так, що ти просто... Я прошу вас, не переходьте на російську, я хочу почути українську мову, ну, з наголосами там, да. А люди все одно, навіть україномовні, переходять. Ось така принциповість, вона заслуговує на велику увагу. І скажи мені, а ти чувствовала себе оккупированной в какой-то момент? Вот то, что все-таки вокруг тебя, опять перешел. Навколо тебе люди, які користуються іншою мовою чомусь у столиці твоєї країни. Ну, я ж зростала з цим розумінням. Це ж не те, щоб мене сюди закинули, знаєш, з Марсу. Тобто я прекрасно розуміла, чому так відбулося, і що відбувалося. І це ще з радянських часів було, і ставлення відповідне до тої радянської влади, і до залишків
Воно ж також було. Тобто, ну да, звичайно, так. Ну а радянська влада це що, по-твоєму? Це і була окупація, звичайно. Ніяк інакше. Зараз є окупація Криму Росією, а до того була окупація цілої України радянською владою. Ну, собі це насправді розумію. радянською, насправді теж російською. Бо, Теж, насправді, бо так. знаєш, коли там це Радянський Союз, це там дружба народів. Яка дружба народів? Всі, я просто ти дуже молода жінка, а я пам'ятаю, що в тому суспільстві дуже все було розкладено по ранжиру, так як би сказати. Да? Тобто Кремли взагалі не існувало, ну просто нас не було. Ми були так, питання вирішено кінцево. Українці – це були такі люди, ну, в вишиванках, ну, десь там шаровари, з салом в зубах, горілка тут, ну, щоб пригостити москаля, ну, пригостити справжнього хазяїна, да? І хазяїн такий в піджаку, такий, да, з дружиною, яка вибилася в люди, а за ними всі ці селяні різних національностей. Ну, да. Да? Ти ж пам'ятаєш такий так. плакат, да? Приблизно так воно і було, на превеликий жаль. Розумієш, у мене, оскільки в мене дуже особлива родина, Расскажи, кстати, вот я же маму имею честь твою знать. Да. Було від початку дуже критичним, скажімо так. І все те, що сталося в 2014 році, і для багатьох стало шоком, для мене шоком не було в принципі. Тобто я з дитинства знала всі ці історії про бандерівців, тому що вони були в моїй родині, розумієш? І те, що Росія може бути агресором, я це усвідомлювала з самого свого дитинства. Розумієш? Тому для мене це шоком не було від самого початку. Тільки до 2014 року сказати це вголос, то на тебе будуть дивитися як на прокаженого, знаєш? А після виявилося, що воно таки так, насправді. У мене по матері дідусь, материн батько, був засуджений за зв'язки з бандерівцями і сидів у Воркуті, у Воркутлагу. Це ужасне місце, я був. Йому вдалося вижити і навіть повернутися на рідну це диво, Буковину. це правда диво. Там вижити просто Він дуже вижив саме за рахунок гідності. От так вийшло, що він не погоджувався на те, щоб там схилятися, і саме це допомогло йому вижити, врешті-решт. Це по матері. А по батькові, так там вся родина була в Бандерівцях. Тільки мій дідусь, найменший син, не був, тому що він найменший, його берегли, ну, щоб хоч хтось, знаєш, продовжив родину. А його обидва старші брати були в УПА, їх засудили. Навіть не знаю, де вони сиділи, я тільки знаю, що один з братів і матір заслали тут в Росію, і вони поховані на березі Іртиша. Конкретно де ти Ми не знаємо ніде, ніщо, тільки один із братів повернувся в Україну вже, ну, скажімо, у віці чоловіком. Він дожив до незалежності. В 92-му році він повернувся в Україну і цілував тут землю, бо він не міг повернутися всі ті роки. І він, напевно, недовго прожив потім. Ну, звісно. Ну, як мої бабусі з дідусем. Багато хто з Тому, Кремлем. розумієш, я пам'ятаю, що я була маленькою в карпатській хаті, в моїх бабусі, дідуся, ми сиділи, і була гроза, якщо ти знаєш, яка гроза в Карпатах. Вона така дуже страшна, тому що дуже гримить. Ну, принаймні, мені маленькі так було. Ну, там ехо ж таке. Ну, так, дуже гримить страшно. І люди якось заховалися від дощу, набилися до тієї хати. Якось звідки, знаєш, там, ну, вечерю вже дали якусь, бо ну, люди мусять перечекати ту грозу якось. Якась чарчина з'явилася. Ти знаєш, як в Карпатах п'ють? А, знаю, мене навчили. Не п'ють так, як в Росії, де стаканами, а так, такою чарочкою до тебе, п'ю до тебе. І поки та чарка стіл обійде, то там 3 Будь краплі, здоровий, знаєш, там відповідають, да? І от оце п'ю до тебе, і хтось сказав, що за братів Лісових. І всі так озирнулися, а тут же ж Наталка, ну, мала, мов я. Який рік? Ну, це радянська влада була. А батько каже, ні, Наталка своя. Вона в житті не розкаже. І тоді я вперше дізналася, хто такі Лісові брати. Ти папкина дочь?
Що? Папкина дочь? Ну, і певним чином. Похоже, звісно. наверное. І мамина теж. Ну, похоже на папу. Але на батька я схожа, на батькову родину. Гуцулка. Прям вот ты справжня гуцулка, да? Так. Скажи мені, откуда в нашому обществі, звідки в нашому суспільстві таке явище ганебне, як меншовартість? І чому за стільки багато років незалежності, ось 30 років незалежності, це явище не зникло кінцево? І навіть після початку війни. Знаєш, як кажуть, якісь речі треба долати стільки, скільки вони здобуваються, там, чи скільки вони набуваються певним чином. Тоді нам дуже довго йшли. Я пам'ятаю, на зорі незалежності, десь 90-й, 91-й рік, от тоді дуже популярно, я ж тоді багато брала участь в якихось мітингах. Ти не дивись, що молода. Да, мені тоді було десь 13 років на зорі незалежності, але по мітингах я ходила повним ходом, ну тому що родина, відповідно, розумієш? Тобто я від самого початку, батьки йшли на мітинг втихаря від мене, і я йшла на мітинг втихаря від батьків, знаєш, і там бачилися вже. От, і я пригадую, і то такий ж неймовірний був, знаєш, час, коли це все вирувало, ці всі прапори, коли тільки з'явились синьо-жовті, коли ми тільки почали їх бачити на мітингах, до того ж це все заборонено було. Це неймовірний, справді, час якогось такого піднесення національного. І в той час взагалі, знаєш, якось так говорили, я пригадую, що от, мовляв, от відносячись до біблійної цієї легенди про те, як Мойсей 40 років водив по пустелі, я собі думала, ой, 40 років. Це ж скільки мені буде, якщо справді 40 років доведеться проходити увесь цей шлях подолання оцього рабства в нас самих. Розумієш, це ж дуже символічна річ. Ну, це ж умовно справді, 40 років. Безумовно. Да. Це дуже символічна річ. Айдере зараз 30 років минуло. І тепер я думаю, дай Боже, хоч би 40. Та це умовний термін. Все ж таки, це, Власне це кажучи. Біблія. Ну, ні, слухай, я не про термін. Я про те, як це подолати. Долати? Просто долати? Лупати цю скелю? От як сказав Франко, так. Просто йти, просто на кожному кроці не давати собі відступати, щось у собі долати. Розумієш, ми наслідок радянщини, наслідок меншовартості і багатьох речей не здолаємо, якщо не будемо долати. Ну, логічно ж, правда? Воно саме нікуди не зникне. Нас дуже тримають оці звички. Наші звички, вони такі корені, знаєш, вони пускають коріння, на жаль, і в ту меншовартісність, і в ту радянськість. І це все разом потім дає і погані дороги, і поганих чиновників. Але це все для мене фасад. Дороги, чиновники, все решта, все, чим ми не задоволені. А причина в іншому. Причина в тому, що зміни мають бути від себе самих. І справді долати. Тобто, якщо відчуваєш в собі, що ти незручно відчуваєш себе, говорячи українською, говори українською. І це незручність мене. Крым. Когда ты вообще узнала о крымских татарах? Ну, наверное... Я тобі не розповідала ці історії? Публічно ні. Мої батьки любили їздити в Крим. Це ще радянський, звісно, час був. Перший раз, мені здається, мені років 5-6 Коли нас там не було? Так. Я маленькою зовсім була, в моїх батьків були друзі, які дуже любили такий таборовий з наметами відпочинок. В той час називали дикий туризм, да. Ну, тому що альтернативою було, що їхати в санаторії. Радянські санаторії, да, і це без бюст Леніна стоїть. Абсолютно там. не подобалося. Тому вони брали найближчих друзів, зголошувалися ті, хто справді хотіли, знаєш, якогось такого хорошого товариства, біля вогню посидіти на березі моря, знаєш, там гарно, співати бандерівських пісень? Не обов'язково навіть так, але просто якась така справжня туристична романтика. І от ми їздили, я з дитинства до цього звикла. Я пригадую, ми досліджували якісь таке урочище, ну, те, що російською овраг, так? Десь. І натрапили на джерело. І від того джерела
ми побачили такий старий, вже майже зігнилий такий жолобочок, який так дуже дбайливо, знаєш, от вода текла по камінцях, ну знаєш, як от роса збирається по камінцях, і там небагато, не джерело таке, яке от в землі, а от вона росить по камінцях, і далі вона сходилась до такого вже оцього старого жолобочка, який вів. І врешті-решт усе це утворювало таку лунку, де збиралася оця чиста, джерельна, дуже смачна вода. І я сказала там, це товариш моїх батьків, що от хтось намагався доглянути, а він сказав, це, мабуть, кримські татари. Ще колись, коли вони тут жили, бо вони дбали про цю землю. Це правда. І я тоді, а хто ж вони такі? А ми ж їх ніколи не зустрічали, ми вже скільки там, кілька років на той момент їздили в Крим, а хто ж вони такі? Я ж їх не бачила ніколи. І тому кримські татари мені були дуже цікаві ще до повернення, бо я не знала, хто вони. Ті люди, які дбали про цю землю, і от навіть їхні речі, знаєш, якісь їхні залишки залишилися на цій землі і свідчили про них. А це правда. Ти знаєш, що у Кремлі є певний культ води, і це має назву чешме. Ну, чешме, тот бахчисарайский фонтан – это чешме, это источник, это течет вода, и одно из первых, что сделали оккупанты, они забросили все эти чешмы, и потом, после возвращения, люди восстанавливали в своих селах вот эти естественные, природные там, ручьи, родники, которые облагораживали, там была красота, там вот это все, да. И для нас там десятки, наверное, тысяч чешме было в Крыму. І зараз, коли вода в Криму закінчується, наскільки це важливо насправді. В той час знаходили воду, але для цього її треба справді ось так дбайливо берегти, зберігати, знаходити. Они как на нашей земле, как кровопийцы. Понимаешь? Они высасывают из нее все соки. Они настолько на нашей земле чужие. Вот я привожу такой пример. Хотя это не со мной интервью, ладно. Но, в общем, короче говоря, а что дальше было по отношению к Крыму, крымским татарам? Что ты узнавала до войны и в процессе? Ну, коли вже з'явилася, коли була незалежність, тоді ж навіть до того вже почалося повернення. І справді можна було познайомитися, знаєш, вже побачити. І ну, справді це було дуже цікаво, тому що я ж в рамках проєкту «Майстер-клас» ми багато об'їхали, і в тому числі, я вже казала, ми знімали і кримсько-татарські ремесла. Багато з тих ремесел доводилося відновлювати майстрам. Але був один майстер, якого я от просто на все життя запам'ятала, Айдер Асанов, можливо, ти знаєш. Це ювелір кримсько-татарський, який зберіг кримсько-татарську філігрань. Це такі... Зі срібла робляться такі, знаєш, як завиточки такі. Ну, є дуже така витончені такі дуже вироби виходять. І от він отримав це ремесло ще від свого батька. Тому що коли була депортація, йому було десь 12 років. Тобто він пам'ятав, що відбулося, він розказував про це з власного досвіду. І батько йому передав ремесло. Не відновлювалося воно, знаєш, уже просто там якось відтворюючи, а це саме безперервна традиція. І я пам'ятаю, як ми йшли по Бахчисараю із ним. І він говорив, що ось тут будинок його дядька, а оце будинок його батька. І я так наївно, знаєш, кажу, ну так давайте ж зайдемо. Да. Він каже, ні, мене на поріг не пускають сюди. І ця скупа чоловіча сльоза, при цьому, знаєш, мені було, досі пам'ятаю, знаєш, як мені не по собі було. І увесь цей втрачений і водночас відновлений світ, який вам вдалося зробити, для мене це насправді вражаюче. Як від одного корінця, і от навіть от цей майстер кримсько-татарський, його вже немає, на жаль. Але він передав своє ремесло дочці, вона навчила дуже багатьох майстрів, він зберіг від батька, і тепер є багато ювелірів, які передали ось це ремесло, які вже, розумієш, воно розрослося від одного корінця у велике дерево. І ось ти питав про мою маму раніше, трохи я не відповіла на твої питання. Да, твоя мама то дуже крута. Так вийшло, що я тоді була настільки захоплена цим знайомством саме з майстрами Криму, що розповідала
в процесі, знаєш, там дзвонила мамі, мама, як ти? І розповідала мамі про багато що, розповідала про цього майстра, розповідала про пояс, який його родині вдалося зберегти, кримсько-татарський такий. Ой, це щось неймовірне, це просто надзвичайна річ, справді. І в мами зародилася ідея, вона написала, а вона дитяча письменниця, Зірка Мензатюк, її твори вивчають у школі. І вона написала книгу «Дике літо в Криму», де саме такий присутній свого роду квест, де діти, це книга для підлітків, Я знаю. де діти шукають якраз пояс кримсько-татарський. Розумієш? Тобто це перегуки з тим, що я досліджувала в реальності в тих документальних зйомках майстер-класу, який був. Тому, тому ось такі речі, вони стають якимось поштовхом для творчості подальшої. Навіть не моєї. Ну, привіт мамі передавай. Дякую. Ты, конечно, ощущала, да, состояние крымских татар, которые ходят мимо своих домов, да? Вот это. У меня же то же самое. Наш дом стоит, его можно в Google картах найти. Там вырубили сад, построили еще что-то, и в этом доме живет там 3-4 семьи. Ну, они пускали, правда, посмотреть. Но иногда мне казалось, что и зря, лучше бы не пускали, потому что бабушка плакала очень сильно, когда она это видела все. Они жили там столько лет, ну, понимаешь, они настолько, даже имея там, может, и собственность, право, я не знаю, как там они это все оформили, вот, они все равно чувствовали себя чужими, они не поменяли ни крючок на калитке, там, ни стекло. Она зашла, говорит, даже трещинка в стекле, кажется, та же, которая, а ей 15 лет было. Она была второй ребенок в семье, когда они попали. И вот через 45 лет они вернулись. Да? Вот. Сейчас нашему народу очень тяжело, и тяжело в первую очередь морально. Потому что когда на твоей земле хозяин не ты, и от них, от их прокуроров, ментов, там, ФСБшников, то, собственно, как в гетто, на кого покажут пальцем, ну, тот и будет сидеть, да? И уже там больше 100 человек сидят в тюрьмах, и за последние 2 года был возвращен только один крымский татарин, это Идем Бекиров, наверное, ты знаешь его, да, Идема? И все. И ощущение полнейшей безнадеги, ну, у многих. Ну, люди держатся. То есть у нас вот с нашим народом-то в этом плане все в порядке. То есть мы там не истерик закатываем, там в отчаяние не впадаем. И тут традиции Мустафы Джемилева, они довольно стойкие. Вот. От него ты никогда не услышишь там ни слезы, ни жалобы, ничего. Ты заметила, да? Да. Железный человек с очень тихим голосом. Это правда. Угу. Вот. Я тебя не прошу никаких пафосных речей говорить, просто я вижу, что ты человек эмпатичный. Как нам пережить эти годы, непонятные, сколько еще это будет, и как, на твой взгляд, нам бороться вот с таким врагом, который кажется, ну, таким непобедимым, и мир не знает, как с ним справляться? Просто жити, просто боротися. Просто триматися, мені здається. У нас спільний ворог, насправді, який хоче знищити і нас, і вас. І наша, і ваша земля йому потрібна просто як земля, але бажано без нас. Насправді. Да? І ця Україна з її українською мовою і з українською позицією поперек горла. Да? І кримські татари так само. Тобто земля потрібна, а ми бажано асимільовані такі, щоб як раби. На побігушках, та, там. Як... І ми, і ви. Про нас йдеться, тому боротися, тому не відступати. Це єдине, що залишається. Іноді, правда, дійсно розбирає, знаєш, якісь такі розчарування і відчай, тому що борешся, а наче на тому ж місці стоїш. Наче туди ж вертаєшся без кінця. Але я собі згадую оту притчу про Сізіфів камінь. Угу. І це моя така улюблена така штука, коли стає якось дуже вже сумно, то я собі згадую про те, що так, можливо, ми не витягнемо того каменя нагору, але принаймні він не впаде донизу.
Ты еще и философ. Ну, якось так. Вот чтобы стать такой умной, как ты, какие книжки надо читать? Какие надо книжки читать? Ну, знаєш, я в дитинстві взагалі пригодницькі всякі любила, або якісь там детективи, якісь такі всякі цікаві, знаєш. І класику любила, звичайно. Може, це прозвучить пафосною банальністю, але для мене це не так. Шевченка реально люблю. Він, якщо його в дорослому віці відкрити на будь-якій сторінці і почати читати, то ти відкриваєш для себе зовсім не те, що в школі відкривав. Тоді треба було заучувати, його дуже легко вчити, і нам він завжди подобався в школі, бо так, знаєш, за 3 хвилини всі ті вірші, що треба, повиучуєш. Але насправді в нього дуже мало того, що для дітей чи для підлітків. Майже немає. А все решта, скільки там от цього десь і відчаю, про який ти кажеш, і болю, і віри, і боротьби, і отієї справжньої емоційності, не маніпулятивної, а з вірою в серці, за яку він таким молодим пішов з життя, ну дуже молодим, справді, що йому 47 було, ти ж уявляєш собі. От вони надихають, мені здається. Да, боротьба триває, і можна на це дивитися як на те, що тоді вона була, що зараз, і вона триває. Але з іншого боку, Україна є, кримські татари вижили, і боротьба триває. Ну да, в принципе, так если посмотреть, сколько мы пережили, и сколько раз нам говорили, что нас нет. Вот, и, когда ты смотришь на этого Путина, который говорит, что украинского народа не существует, или на какого-нибудь такого же, собственно, Навального, который говорит, что нет що в це вірять України. мільйони. Нет, Не те, що говорить конкретна людина, а те, що за цим стоять мільйони, які це підтримують. Оце найстрашніше. Согласен. Что для тебя Россия? Окупант. Завжди такою була. Від тієї угоди Переяславської. Від того часу. Вони що тоді обдурили Хмельницького, що потім нічого не змінилося за ті роки. Считаешь ли ты доброту достоинством или недостатком украинского народа? Ні, я вважаю це якраз достоинством. Багато хто вважає недоліком, але я якраз вважаю тоже це... добрые, на самом деле. Я вважаю це якраз тією рисою, яка, можливо, колись якраз і допоможе здолати і всі оті перипетії, які ми переживаємо, і ворога так само. Тому що в цій доброті є чесність. Розумієш, я ж так багато їздила по Україні в рамках цих проєктів, і там і у людей різних ночували, і їли з ними з одної миски, тому що навколо там на 50 кілометрів нічого, а ти знімаєш в якомусь далекому селі біля кордону десь, і неважливо, це південь, північ, захід, схід, знаєш, це все Україна. І люди, буває, діляться з тобою, ну, тим, що мають. Знаєш, борщ, добре, коли є там якийсь шмат сала, який я, до речі, не люблю. Але коли людина ділиться з тобою щиро, знаєш, звісно, що ти не будеш відмовлятися. І якась там часничина до того всього, знаєш, і це така проста вечеря, і це душевна розмова, і це дійсно стільки доброти, і щирості якоїсь, і чесності в тому всьому. Це робить наших людей, по-перше, єдиними по всій Україні, бо я не бачила таких кардинальних розбіжностей між Луганщиною і Галичиною. Трошки різні, але ну, це нормально. І у Франції різні регіони відрізняються, і в Італії так само, це нормально абсолютно. Але це єднає наших людей по всій країні. Просто, можливо, от ти питав про меншовартість, можливо, ми просто не навчилися цінувати себе от, достатньо. І, можливо, тому ми самі назвали свою революцію революцією гідності, свідомо чи підсвідомо, що ми намагаємося все ще її повернути. Бо саме
Революція гідності і є подоланням меншовартості. Точно. Ты стихи пишешь? Ні, ніколи не писала. І щоденники теж не писала. Тепер для цього є Фейсбук, правда? Не, мне кажется, что ты пацанкой просто росла и все. Ні, дуже романтичною дівчинкою, до речі, Да? була. Серйозно? Да, вірші А написала как же, при без цьому. стихов, без дневников? Ну, от бачиш, так. Какие у тебя хобби есть? Интересно же, чем такие девушки занимаются в жизни. Я котів люблю. Ти бачиш це по моєму Фейсбукові. Угу. Я народні звичаї дуже люблю, тому цими проектами займалася. І це справді моє захоплення. Знаєш, традиції, звичаї, ремесла. Ось такі речі – це те, що мене захоплює, те, що вижило, знаєш, попри всі радянські часи. Що ти сама вмієш? Ну так це ж чого я це люблю, тому що в дитинстві я вишивала, Угу. бабуся моя ткала килими, я їй допомагала. Більше заважала, мабуть, але думала, що допомагала. Ну і так далі. Такі речі я справді. Тобто ти сама можеш вишиванку? Я і вишила собі вишиванку, Угу. вишиту сорочку. Вишила собі. Оскільки я росла в Києві, то я вишила таку з Київщини вишиванку. А мала Батьківщина це де конкретно? Мама з Буковини, а батько з Карпат. Карпати це де? Карпати великі. Це біля Косова. Угу. Косів, Коломия, ось той регіон. Угу. Угу. Тобто предки жили просто в горах, так? Да. Ну, а батько поїхав, батько ж оперним співаком був, покійний вже, царство йому небесне. Він був солістом Національної опери, в нього був потрясаючий голос. І, звичайно, що хлопець з таким голосом, він хотів кудись пробитися, знаєш. І він поїхав, він закінчив Львівську консерваторію, потім працював у Києві, в Київському оперному театрі солістом багато років. І, відповідно, вже родина жила тут, в Києві. От я хотів этот вопрос задати. Співаєш? Ні. Я навіть, слухай, ну от бачиш, виходить так, я навіть книгу написала, мама ж письменниця, розумієш? І в мене такі стояли якісь внутрішні блоки, що якщо батько співак, то ж я не співаю. Ну, знаєш, як жартують про те, що на дітях природа відпочиває. Я вирішила, що це буквально. І тому, коли я почала робити цей проєкт, я не писала книгу, щоб ти розумів. Я почала собі записувати свої враження. Угу. І в якийсь момент мама запитала, ну що ти там пишеш, дай мені почитати. Я візьми та й дай. А мама каже мені, а ти знаєш, що ти книгу пишеш? Я так, та я ж не збираюся. Ти письменниця в нашій родині, досить одної письменниці. І врешті-решт, ось, бачиш, перед тобою книжка. Але я не ставила собі це за мету. Наталка, это порочная практика. Это неправда, что отдыхает не всегда. Ну, тем не меньше. И, кстати, я не рвалась, знаешь. У Иоганна Себастьяна Баха отец тоже играл, это не помешало сыну, и, кстати, по-моему, и его сыну еще, да? И если уж с такой логикой исходить, то ваша дочь с Володей, что она вообще ничего не должна делать, что ли? У нее там дедушка такой, бабушка чудово такой. Пише, я тобі скажу. Вот. І відносно її участі в політиці, то вона має досить непогану здібності до того, як мені здається, бо досить вона швидко адаптується і вливається. Я всем вам желаю успехов в каждом своем поприще, потому что я считаю, что если люди проукраинские, они могут быть абсолютно разные. Вот по возрасту, как угодно. Я считаю, что все проукраинские люди должны быть друзьями, в первую очередь, своей страны. Друг с другом как-нибудь, знаете, вот не будет России, тогда поругаемся. Вот, ну, у меня такое ощущение. Да? То есть, когда бульдозер идет на твой дом, ну, я не буду по цвету обоев спорить. Да, это не имеет значения. И это дуже важливо. Да. Я это просто понял в определенный момент, и есть, слава богу, такие люди, которые это понимают, потому что, ну, может, мы еще Крым потеряли, и у нас вот это все, понимаешь? То есть всю Украину потерять, ну все тогда, ну что тогда? А кому мы нужны вообще? Мы нужны только друг другу, на самом деле. Больше никому мы не Мені нужны. іноді здається, що просто багато хто не розуміє, що Україну насправді можна втратити. Та, конечно, можна. І якраз ви це розумієте, тому що ви втрачали. І якби це розуміння нам, то може було би
набагато більше мудрості і в журналістиці, і в політиці, якби було це розуміння. Причому я тобі скажу, що в 90-х, про які ми згадували, от тоді, от час цієї такої боротьби за незалежність, тільки десь 90-й рік, якраз це розуміння було. Тільки б Україна була. От хай буде, як буде. От там політики хороші, погані, неважливо. Тільки б Україна була. Нам треба повернутися до цього розуміння найвищої цінності. Какой будет Украина, когда твоя дочь станет ровесницей тебя нынешней? Это мой последний вопрос. І я боюсь, що боротьба триватиме. Мені хотілося все життя, щоб, знаєш, от, досягти того, щоб дитина вже могла жити в такій... В законченном доме, в таком, Україні, да. такій європейській повністю. Але тепер я розумію, що у нас, як у самураїв, є шлях. Знаєш? І, мабуть, велику частину боротьби ми залишимо їй, на жаль. Але лупаємось у скалу. І врешті-решт перемога буде. І я в це вірю. Розмовляти з такими людьми, як Наталка, це просто, не знаю, щастя, певно. Я думаю, что вам всем понравилась эта беседа. Я тебе очень сильно благодарю, Чоксал. Вот. Настоящие люди есть настоящие люди, да. Это не сыграешь никогда. И настоящие люди — это те, которые поддерживают наш телеканал в любое самое тяжелое время, особенно те, кто подписывается на Patreon. Это правильно и для вашей совести, и для нашей общей борьбы, возвращения Крыма в Украину. Подписывайтесь, даже небольшой регулярный взнос, он нам помогает. Я благодарю вас за внимание. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.